Мои танки, конечно же, вымышленные. Однако они нарисованы на бумаге, между прочим, и весьма давно. У них есть базовые характеристики. Калибр орудия, броня, скорость и вид сбоку. Как же они, появились? Когда-то я придумал вымышленную страну, которая располагается на 4 островах и немножко изолирована от мира. Однако ее технологии идут в ногу со временем. Потом я скачал World of Tanks в 2018 году. Как, я мог такое сделать? Дошел до 3-го уровня, купил танк Т-60, потом посмотрел, сколько стоит исследовать танк 4-го уровня и удалил игру, потому что это безумный гринд. После этого, однако, я придумал свою ветку в этой игре. Конечно же, ветка именно этой вымышленной страны. 10 уровней, минимум 2 танка на уровень, максимум 9. Контента просто море. И еще я не буду играть на 1-м уровне, который относится к Первой мировой войне, потому что технологии там на нуле. И у меня нет танков в этой ветке, которые воевали в Первой мировой войне. Максимум 35-й год, ну или 34-й. С технологиями, которые есть на этом уровне, воссоздать их не получится. Я уже пытался. Так что начнем со 2-го. 2-й уровень называется Засада. Это предвоенный период. Я буду делать один из танков на 1-м уровне. В моей ветке танков нет, яблок. На 1-м уровне находятся 2 машины. Я посчитал это крутым новшеством, потому что типа с самого начала ветки ты уже выбираешь свой путь развития. Первый, он весьма узенький и стабильно хорошая техника там присутствует. А во 2-м это какая-то каша. Ну и короче, начнем мы со 2-й ветки. Танк В1 легкий. Ну или же легкий В1. Размеров тут не указано, но я на глаз все сделаю. Ширина 1,70 м. 1,70 м. 1,70 м, а не 1,71 м. Пожалуйста. Нажимайся. Плиз. Ладно, напишу. Длина 4,5 метра. Сплющить. 40 градусов наклон лобовой плиты. 25 кормовой. Вот этой вот, да? Да, это оно. Здесь еще. Вот здесь минус 25 градусов тоже. Тоже минус 25 градусов. О, прям похоже. Башня стоит, между прочим, не по центру. Это некрасиво. Осуждаю. По центру и метр 40 до сих пор. А, это ширина башни мне мешает. Центральная часть маленькая, потому что башня почти что шестигранная будет. Зато вот здесь длина 1,70 м. Ой, нет, 70 сантиметров. Извиняюсь. Вот так вот, хорошо. Звучит правдеподобно, я в это верю. И выглядит тоже. Ширина 1,60 м. Кольцо тоже 1,60 м. Прилично так. А вперед на вот столько где-то. И еще чуть-чуть. И здесь скосить. О! Похоже. Ну, у меня только вид сбоку, но я думаю, что спереди оно примерно вот так должно выглядеть. Броня. Зачем 100 миллиметров? 25 во лбу, потому что это легкий танк, как-никак. Противопульное бронирование, больше ему не нужно. Борта 22 миллиметра. Стабильно. Корма вообще 10. Потому что зачем? Там вообще хоть какая-нибудь броня нормальная. Здесь тоже по 10. Крыша, днище. Башня. Ну, 10 миллиметров кольцо. А так стабильно 30 миллиметров почти повсюду. Повсюду, конечно, кроме крыши. 30 миллиметров. Ой, 10. 30 миллиметров.
30 миллиметров, 10. Все. Весьма бронированная башня. Оранжевым цветом показывает. Корпус тоже оранжевым цветом. Хотя это, блин, легкий танк. Клатч брейкинг. Надо уже, блин, найти перевод. Точнее, перевести, потому что... Хватит говорить одно и то же нелепое клатч брейкинг. Все остальное на русском языке, а тут клатч брейкинг. Клево, как понятно, блин. Вот так, хорошо. Трансмиссия находится сзади. Ну, естественно. Почему бы и нет? Подвеска, мне это не нравится. Такая сойдет. Здесь нет рессор. Я надеюсь, их когда-нибудь добавят. Потому что у меня в этом легком танке рессорная подвеска. Расстояние между ними приличное. Чуть вперед. Потому что мешается. Для моего ведущего колеса. Направляющего, точнее. Вот такое огроменное будет. В принципе, правильно получается, все хорошо. Нормальная ширина у всего. Катки, наверное, такими оставлю, потому что сойдет. Пусть такие вот будут немецкие немножечко этой гусеницы. Возьмемся за движок. Конечно же, блин, легкий движок. 8 цилиндров. 1 литр вот здесь. 1 литр. 1. Ровно 1. Дай. Ладно, я сам напишу. 1 литр. Все, нормально. Больше ничего не надо. 5 передач. Ладно, хватит тебе. И 2 назад. Конечно же, вот такая вот масочка орудия. 0,30, наверное, хватит. 37 миллиметров у этой пушки калибр будет. Не самая мощная пушка, конечно же. Длина ствола. Это база 0,50. 50. А длина ствола 0,40. То бишь 40 сантиметров. Не самая мощная пушка, но и ладно. Гильза 30 сантиметров. 35 миллиметров бронепробития. Нормально. Вот такая вот пушка. Ой, медленно она, конечно, поднимается, но похоже на то, что у меня здесь нарисовано. Дуэльного тормоза не будет. Осколочно-фугасные снаряды при таком калибре — это просто гениальная вещь и абсолютно бесполезная. Командирская башенка вот здесь. Она выполняет функцию одновременно люка для всего экипажа, который будет в башне располагаться. Ну, не весь. Механик-водитель на своем месте будет сидеть. Просто тут в башне находится аж 3 человека. Что, конечно, для легкого танка прям удивительно. Антенна. Одна, пожалуйста. Одну антенну мне, пожалуйста. Заверните. Вот. Механик-водитель. Многострадальный. Свет. Вот здесь или вот здесь, я не знаю. Вот здесь. Надо убрать, кстати, вот эти вот дурацкие надгусечные полки, потому что у меня здесь их не нарисовано. Это, конечно, не значит, что их нет, но пусть не будет, потому что первый танк. Может быть, комом первый блин получился. И поднять, конечно же, высоту этих вот катков, потому что это выглядит очень странно. Теперь выглядит еще хуже, ну и ладно. Ничего необычного. Здесь для красоты прицепить вот такие вот, как это называется, блин, для буксировочных тросов, крюки. Ну типа, если не крюки, конечно, это скорее скобы. И здесь тоже, наверное, стоит прицепить. Или не стоит, я не знаю. Наверное, не стоит. Или стоит. Давайте прицепим вот сюда. В очень неудобное место. Это будет реальной проблемой туда их поддеть. Вообще поддевать их. Потому что мешается, как бы, гигантская шестерня трансмиссии, блин, которая в своем кожухе заперта. Этот дурацкий кожух будет постоянно мешаться.
Ну, короче, очень удобный танк. И вообще буду проверять на практичности все эти танки, которые я придумал, блин, тогда. Здесь сойдет в качестве пистолетного порта, они с двух сторон на башне находятся. Здесь есть маленькая такая крышка, типа ее можно будет открывать и с нее из пистолета стрелять. В принципе, нормально. И вот здесь, конечно же, будет курсовой пулемет. Пожалуйста, один. У механика-водителя и у наводчика. Вообще во всех танках так полагается, по крайней мере у наводчика. А вот у механика-водителя, то, что у него будет, это, конечно, странно немножко. Потому что радист, его не будет в этой команде. Его функции выполняет командир. Тебе можно побольше места, тоже побольше места, и тебе тоже побольше места. 4 человека в экипаже будет находиться. Не будет никакого радиста отдельного. Это будет командир. В принципе, почему бы и нет? Он и так сидит постоянно возле радио, общается с экипажем, блин. Хотя в этом танке я сомневаюсь. Он будет знаками, наверное, команды подавать, а другим танкам сообщать о том, что он поехал туда, так что поддержите меня огнем. Либо это командирский танк я сейчас делаю. Вот, я совсем забыл то, что у меня здесь как бы двигатель должен проветриваться. Не только проветриваться, у него должна быть выхлопная система. Поэтому ставим его вот сюда. Ставим сюда вентиляцию. Вот сюда вот так вот красиво ставим вентиляцию. Здесь еще так один, пожалуйста, круглый вентилятор. А вот так вот ровно по центру. Как это? Это здесь, да? Вот эта штука вот по-любому должна находиться вот здесь. Где вот эти вот? В норме. О, выгорит прям красиво, полноценно так. Прям очень похоже получается даже. Вот то, что там нарисовано. Буквально 2 радиатора, торчащих сверху. Вот у меня здесь они тоже есть. У меня здесь 3 на самом деле. Но там сбоку-то вид. Может быть, он также там выглядел, как я тогда думал. А получается, вроде бы все у этого танка. Броня есть, экипаж есть, гусеницы есть, катки, конечно же, есть. Орудия есть, снаряды есть. Да, по-моему, здесь все есть. Осталось только запустить его в бой и проверить, сможет ли он выжить или сбежать. Тут, по крайней мере, написана такая задача. Ну что, поехали? Перезарядка очень быстрая. Броня не выдержала и первого попадания. Вот одного нашего товарища уже вырубили. Класс. И второго тоже. Это называется наш танк Марк 86. По крайней мере, потому что я ему не дал названия нормального еще. Игра его так определила. Хватит! Куда вообще поехали? Почему они померли? Чего они сделали? Как тебя убить? Как тебя убить? Я в борт тебя бью. Сколько у меня там осколков? 1, блин. Наверное. О, у тебя эти дурацкие щитки. Мне в двигатель попали. Это плохо. О, рикошет. А умер заряжающий. Это получается все, да? Клево. Еще раз. Еще одна попытка. А нет, давайте... Я увеличу скорость поворота башни, потому что это невыносимо. У меня есть место. Вот, 32 градуса. Вот. Вот. Вот теперь это, блин, нормально. У меня оранжевая броня. Как ты меня пробиваешь? Умудряется даже рикошетить. Зачем ты задом поворачиваешься? Ты дурак? И ты тоже дурак, да? Они подставляют свои самые тонкие места специально вражеским ботам, чтобы я за них работал. И умудряется не умирать при этом. Это, наверное, какая-то тактика, неизвестная мне. Но и ладно. Этот танк похож на немецкий, но называется вообще никак не по-немецки. Куда я бью? Башню надо бить. Вот сюда. Ура! Наш первый убил вражеский танк. Я тоже убил. Меня тут, между прочим, нанесли на орудие пометку. Правда, вопрос кто? Танкисты, блин, вышли из танка, так нанесли красиво и сразу же побежали обратно. Ай, ромбом. Ромб. Класс, меня сбили там что-то, я не знаю, что меня сбили. Откисни. Зачем
Зачем ты поворачиваешься кормой? В чем смысл этой тактики? И почему ты выжил, блин, в отличие от меня? Реально какая-то тактика дерзкая. Класс. Я опять проиграл. Топовый танк. Я, блин, не верю, что он проигрывает. У меня тут все отлично, блин. Да неужто не пройдет? Должен пройти. Я уже 3-й раз пытаюсь это сделать. Пройти эту, блин, миссию. И у меня ничего не получается. И они меня пробивают. Самое интересное. Вопрос как? Может быть, я косой и плохо по ним стреляю. Вот. Хорошее начало. Рикошет. Это уже плохое начало для меня. Но я стреляю в любую плиту, как тебя не пробиваю. У тебя что, 35 мм брони, что ли, есть? Куда стрелять? Ой, ему двигатель вышибил. Все, можно про него забыть. Он сейчас постепенно сгорит. Если у него подбит двигатель. Ты повернулся бортом, и тебя, конечно же, пробили. Зачем ты это делаешь? Вообще кормой вернулся. Вопрос, нафига и зачем, остается открытым. У этого тоже горит двигатель. Ой, я убил одного. Он постепенно сгорел. Ох, вот это было красивое попадание. Почему я, который стоит лобовой плитой, лобовой броней к нему, постоянно умирают, а они выживают? Это реально какая-то тактика. Одна только ботам известная. Ой, придурок. Какой же ты точный. Какой же я косой. 4-й раз. Ну чё, ладно, погнали все равно. На нашей картошке. Это реально танк картошка. Ой, сколько вас здесь. Как я вас ненавижу, а. Кошмарный танк. Хочу красиво попасть ему в среднюю лобовую плиту, которая, конечно же, меньше всего бронирована. Ты мне бы эту платку гробил, ты... Да как? Моторное отделение надо стрелять, короче говоря. Так, отлично. Один есть, и опять кормой стою. Ты издеваешься, да? Башню не стрелять. Командиры выносят каждый раз. Все, это поражение. Попытка номер 5. Французские танчики. Клево. Хорошее попадание. Ох, один выстрел. Такой интересный люк. Прям специально создан для меня, чтобы я в него попадал. И выносил танки с одного выстрела. А, это уже горит. Все, я понял. Как вы его убили, я не знаю. Но вы его убили. Класс. Хорошо стал. Но недостаточно. Вот это снайпер. Здесь такие сумасшедшие холмы, блин. Я не понимаю, как по ним ориентироваться нормально. В смысле, не попадать. Не то чтобы на брюхо садиться, блин. А не попадать под вражеские снаряды. Физика деревьев здесь, конечно, хорошая. Физика полета снаряда у моих танков ужасная. Никогда так близко Штирлиц не был к победе. Но он все равно проиграл. 6-я попытка. Опять французские танки. Наверное. А может быть и не французские. Как я тебя не пробил? Тут от расстояния бронепробития зависит. Эта игра настолько крутая. Ты издеваешься? Ладно. Брюса Уиллиса косплеишь, да? Хорошо. Ладно, без проблем вообще. Мне как-то пофигу, я тебя все равно убил. Тебя тоже. Ну не я, но убили все равно. Вот, выехал бортом. Молодец. Тебя, конечно же, сожгли сразу же. Давай, катись ко мне.
Я тебя жду. И тебя тоже уже грохну. Их всех перебили так быстро? О, есть еще. Только вздумай по мне попасть, дурак. Союзник, блин, называется еще. Противник номер 2. Не, ну такой точности просто от меня не ждите. Они стреляют за полкарты с моей пуколкой, блин. Попадают в самые уязвимые места у этих танков. Даже после повреждения танк все равно может ехать. Это реально продумано, на самом деле. То, что они не успевают нажать на тормоз, и танк постепенно скатывается вниз. По своей собственной тяжестью. Они за мной не едут. За мной, пожалуйста. Они, интересно, задом поедут или нет? Они вообще не поедут. А у них реально проблемы большие с этим танком. Я не знаю. Ну и пусть. Оставайтесь там, я сам все сделаю, конечно же. Блин, шестая попытка, какая-то чудеса произошли. Я выехал все-таки на финальную прямую, на финишную прямую. Что это? Что это? Ты что такое? Ты танк? Ты не танк. Ты самоходная установка. Я все понял. Так, осталось 2 танка еще в запасе. В отличном состоянии, между прочим, неповрежденные. Опять же, которые стояли кормой, у которых 10 мм бронирования. Их почему-то не пробили. А меня раньше пробивали в лоб. И в этот раз почему-то не пробили. Ну, тот истребитель танков, конечно же, меня прошил насквозь. На то он и истребитель танков. Но у него нет башни. А это значит, что я смогу его просто закрутить. Стаж World of Tanks. 2 дня. Ой, 1 месяц точнее. Красное колесико постепенно заполняется. Давай. Есть. Все. Закрутил. Я наношу тебе урон. Модель 1 противотанковый. И все. 6-я попытка. И все нормально. В общем, танк рабочий. Рабочий 1 из 6 случаев работает он. Нормально. Но я начинаю строить следующий танк, который называется ТИС. Магия монтажа, и танк готов. Наконец-таки. Это ТИС-1. Легкий танк. Снова 1-го уровня, потому что он открывает параллельную ветку основной. Я о ней вам раньше уже говорил. Он весит на 2 тонны легче и должен быть гораздо быстрее. У меня тут написано на бумажке 58 км в час максимальная скорость по шоссе. Но я не смог ее добиться, ну никак. Максимум 31 км в час. Все, дальше он просто не хочет. Я все настраивал, все что мог. А я, блин, знаю, что делать, потому что я как бы разбираюсь в этой игре. Так что, такие вот небольшие несостыковки. Несостыковка с чертежами номер 2. Вместо кормового пулемета у танка корзинка с вещами располагается. Я думаю, она будет гораздо более полезна, потому что это легкий танк, и на него пехота лезть не будет, чтобы его уничтожать сзади. Просто есть противотанковые пушки, которые будут его насквозь прошивать, без всяких проблем. Третье отличие от чертежей: отсутствует кормовой пулемет вот здесь. Все потому, что я пересмотрел тактику применения этих танков. А именно, каждая фирма вместе со своим танком, а фирм было 3. ДМБ, да мы богатые. Да мы же богатые. Самая крупная фирма ЕДРГ. Единый долгами работаем годами. Фирма поменьше, которая раньше была частью фирмы ДМБ, но потом от нее отсоединилась, и ей пришлось выплачивать некоторую компенсацию. Ну там долгая история. Так что в долги они вязли основательно, но они их все-таки выплатили, однако название за ними шуточное осталось. И фирма ТКМ. Я вам уже ее, собственно говоря, название сказал. Фирмы ЕДРГ и ДМБ предлагали тактику использования танков оборонительную. Танки в основном весьма медлительные у них. Они имеют броню, нормальное орудие для того, чтобы просто обороняться в основном. И иногда совершать контратаки. Также они действуют вместе с пехотой. А вот танки фирмы ТКМ созданы для специальных сухопутных сил. Техника
индивидуальных сухопутных сил. Вот так вот он расшифровывается. Вот эта вот аббревиатура. То есть сначала идет артобстрел по вражеским позициям. Но это же, нападение все-таки. Потом выдвигаются, собственно говоря, танки, и их прикрывают самоходки. Вместе с танками выкатываются броневики, которые из своих пулеметов уменьшают количество пехоты вражеской. Потом уже за ними едут мотоциклы, и уже идет пехота. Вот так вот. Но вот как раз по причине его использования, именно тактики, его не приняли, потому что правительство не планировало нападать ни на кого вообще, потому что они посередине океана живут. Зачем им нападать? Они даже во внешний мир особо-то не выплывают, очень редко это делают. И короче, его проект так не приняли совершенно, типа зачем нам атакующий танк? К тому же он не намного лучше, у него броня не особо сильно отличается. Поэтому в конкурсе выиграл танк В1 легкий, или же В1А. Вот такая вот историческая справка. Следующее мое замечание конструкционное — это автоматическая пушка, которая очень слабое бронепробитие имеет, 27 мм, вообще просто кошмар. И колпак механика-водителя. Такой раньше ставился на ранние прототипы 34-ки. Его поставили, чтобы увеличить обзор механика-водителя и предоставить его, собственно говоря, удобный люк, чтобы на свое место залезать. Однако от него отказались, потому что он был уязвимым и очень заметным местом, по которому можно было стрелять из противотанковых пушек и пробивать уверенно, потому что его броня там была 45 мм без всякого наклона, в отличие от основной. Но в этом танке эту проблему учли, поэтому стенки вот этого вот колпака в 2 раза больше основной лобовой плиты, потому что она находится под наклоном 60 градусов, то есть в 2 раза больше приведенная броня получается. Поэтому здесь на стенках купола толщина 34 мм. Вот так вот. На всех последующих танках ТИС будет этот купол сохраняться. Все потому, что танк пытаются инженеры сделать максимально компактным. Вот эти вот танки. И поэтому, в отличие от танка В1 легкий, двигатель стоит не вдоль, а поперек. Позже эту схему с поперечно расположенным двигателем использовали все фирмы, кому не лень. За время, собственно говоря, Второй мировой войны в стране архипелаг. Потому что если танк широкий, можно делать широкий башенный погон и устанавливать большие орудия. Поэтому даже движки малость изменили свой внешний вид. Они стали гораздо более вытянутыми и узенькими. А все началось вот с этого танка. Вот так вот. Сам танк кажется меньше, но однако он сам по себе больше. Он выше и длиннее. Все, я сказал о танке достаточно, теперь переходим к испытаниям. Первый бой, он такой волнительный. Я чувствую, что теперь у нас будут очень большие проблемы. Автоматическая пушка — это, конечно же, клево, боезапас огромный, но вот броня у танков противника есть, и это проблема, потому что наши пушки не пробивают их броню. Нет, справляются все-таки. Давай, едь ко мне, давай. Бодренько пробиваем на самом-то деле. Ну, танк весьма шустрый на самом-то деле, если скатываться со скалы задом почему-то. Где в третий танк? На месте, ничего не делает. Не начал стрелять. Дайте мне что-нибудь сделать. Не, пробивает. Нормальная пушка, блин. Я думал, что он будет прям вообще не принимать их броню. В смысле не пробивать. В принципе, если танк победит 3 раза подряд, испытания можно считать успешными, то есть танк получился хорошим. Испытания будут проходить из 5 боев. Чем больше побед, тем удачней танк. До финиша осталось не так уж и много. Перед финишем стоит, я помню, конечно, как я мог забыть, противотанковое орудие, которое меня прошьет насквозь, если я вовремя не остановлюсь. В принципе, танк пошустрее, чем В1, но незначительно. Так, вот она, где-нибудь здесь. Класс, он повернулся сразу. Я буду стрелять по гусенице, потому что я другой стратегии не вижу. Так долго гусеницу я еще не сбивал. Алло, гараж. Я ничего не могу сделать. Мне нужно идти в атаку. То есть разворачиваться, байтить его на выстрел. Вот так вот.
Этого быть не может. Это гусеница Черчилля третьего, блин, реально, какая-то. Что за бред? Обгони его, обгони, обгони, обгони. Ты не успеешь за мной, ты не успеешь за мной. Черт, возьмем быстрый. Готов? Нет, все еще не готов. Все еще не готов. Танцы с бубном. Ой, да ладно, я не успеваю. Он поворачивается быстрее, чем я еду. Так нечестно. Я его вроде бы могу оглушить. Ой, все, конец. Ой, все, конец. Ой, конец. А сейчас выстрелит. Не стреляй. Дурак. Все, 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 все. Кружим, кружим. Я должен его победить. Я просто обязан это сделать. Давай. Очень эффективная пушка, просто лучшая. Это была второй причиной, по которой его не приняли на вооружение. Автопушка — это вещь сомнительная на самом-то деле. Хотя раньше я думал, что автопушка — это в принципе не такое уж и плохое вооружение для довоенных танков. Я в кружок перемещаться не буду, потому что я уже победил. Второй бой. И опять же, я говорю, 5 боев. Чем больше из них успешных, чем успешней сам по себе танк. Пробили меня уже один раз. Вот это плохая новость. Потому что у меня теперь... Мне все равно урона не прописали. То есть никого не оглушило. Давай, ты можешь. Что это за танк? Ты что, немецкий? Лопашный, лопашный, лопашный. Я его пробил. Ура! Танк нудный. Из-за пушки он слабенький. Одного нашего убили. В лоб причем. Очень успешно. Чувствую себя на ПЗ-2 рысь. Будто на World of Tanks я купил ПЗ-2 рысь. Я выцеливаю самые слабые места в танках. И пробиваю их. На голде. Ой, ё-моё. Тут уже становиться ромбом просто всегда. Да я прямо танковый ас. А танк-то неплохой на самом-то деле. Либо мне везет, конечно же, либо танк реально неплох. Из-за автопушки. Хотя бронепробития меньше. Но я просто удачно выцеливаю все. То есть я просто научился играть. Этот танк похож на утенка, честное слово. Он, наверное, сгинул. Все, опять все танки противника повержены. Осталось убить опять эту самоходную установку. Снарядов дофига еще. Опять кружиться нужно будет. Ну и ладно. Гусеницы у этого танка, между прочим, узкий. Я чуть не вылетел. Заговорился, извиняюсь. Сам перед собой. Ведущее колесо вон там находится. Я смогу сбить гусеницу, если я буду вот туда бить. Интересно. Не, ну это прям издевательство какое-то. Я ничего не пробиваю. Вообще ничего. И даже чертову гусеницу у танка. Карл, я не могу ее сбить. Такого еще никогда у меня не было, чтобы гусеница не сбивалась. Ты куда? Снова вторая победа. Это, блин,
не может быть случайностью, это закономерность прямо-таки. Все стреляют мне в щеки башни. В самые рикошетные места. Зачем? Только одно попадание в самую тонкую часть башни. Прям в лоб. Самая огромная деталь. И в нее только один раз попали. Нет, 2 раза попали. А остальные 4 по щекам. Или по крыше. И отрикошетили, блин. Это как? Это как так надо стрелять? Прямо странно. Третий бой. Если я выиграю в этот раз, то танк будет очень успешным считаться. 3 раза подряд я еще ни разу не побеждал. Я только 1 раз на танке В1 легком победил. Получается, что этот танк, несмотря на то, что его не приняли на вооружение, оказался гораздо более эффективным. В этой игре хотя бы. А Беннет меня прикончит, мне кажется. Вот Беннет меня прикончит. Ну да. Да-да-да. Да-да-да. Вот он шустрее меня. А нет, незначительно. Я его тоже могу прикончить, конечно же, потому что у меня есть зубы кое-какие. Поражение. Вот и поражение пришло. Танк Беннет в очередной раз как бы заканчивает мою карьеру. 4-й бой. Вот теперь уже становится понятно, что дело скорее в танках вражеских, а не в моем танке. Опять Беннет. Снова Беннет. И на этот раз с холма никто не скатывается. Это интересно. Он едет к нам, а мы его встречаем. Отлично. Автопушка это дело. Когда к месту опять ромбом становиться надо, ромбом. Этот дебил. Надо от него подальше куда находиться. Давай. Есть, отлично. В подбашенную коробку, в подбашенную коробку. Башенное кольцо. Не пробивается на самом-то деле. Вот, ребят. Назад, назад. Ты не пробьешь. С огромным трудом я их смог победить. Это просто кошмар. Даже ничего не сказал я за это время, потому что это было очень напряжно. Все-таки дело, наверное, во вражеских танках. Просто есть откровенно слабые танки и вот такой вот танк, типа Беннет. У него есть лобовая броня. Бортовой нет вообще. А вот лоб не пробивается ни моей 37-мм пушкой, ни вот этой вот пуколкой автоматической. Но снова противотанковое орудие против нас самоходное будет выступать. И испытания будут пройдены. Так что танк можно считать очень успешным. Это чё? Ты кто? Танк? Опс. Опс. О, все теперь плохо. Третьей победы мне игра давать не хочет. Хенимор называется танк. Выглядит прикольно. Он такой типа тяжелый, с хорошей броней башни и лобовой. Наклонная броня здесь. Похож на мой В1. Даже по высоте. Но он длинней. Гляньте какой странный. Итальянский танк по-любому. Прям похож на итальянский. Все. Испытание пройдено успешно. Авансом. Без 5-го боя. Переходим к следующему танку. Следующий танк. Это Мармот. Или же Сурок. От фирмы ЕДРГ.
Он на самом деле кажется мне весьма интересным. Это настоящий танк Франкенштейн. У него корпус от танка В1 скорее. Продольное расположение двигателя у него и башня весьма похожая. Ну и пушка та же самая. И вместе с этим у него двигатель используется тот же самый, что и на танке ТИС. Потому что на этот двигатель можно было купить лицензию, и что они в принципе и сделали. Двигатель хороший, неплохой. Но броня у него потоньше, чем у конкурентов, потому что вот здесь нет рационального угла наклона. Но так, в принципе, не такое уж и сильно слабое место. Вот здесь у танка В1 34 мм. Это не спасает все равно. Конечно, если вот так вот ромбиком стать, то уже можно ощущать то, что у тебя есть броня на танке В1. А вот здесь все еще будет пробиваться. Бронирование у него на самом деле по цифрам похоже на танк В1, но при этом наклонов нет таких же, поэтому и броня не такая. Изменения от оригинала отсутствуют вообще. То есть танк идеально скопирован у меня с бумаги. То есть вот это вот хранилище, оно не для личных вещей, а для снарядов. Но может быть и для личных вещей. Я фиг знает, потому что в башне место дофига свободного, которое не занято экипажем, оно просто пустое. И в принципе там где-нибудь внутри башни, на стенках вот здесь, там где, допустим, вот эти вот траки висят, лежат снаряды по бокам, потому что у меня там есть часть боекомплекта. Давайте промерим, насколько этот танк годен и что потеряли вооруженные силы, когда его не приняли на вооружение. Первый бой. Танк чуть-чуть легче, чем ТИС-1, а использует тот же самый двигатель. Это значит, что он будет чуть-чуть быстрее. И на бумаге действительно его скорость такая же вообще-то, тоже 58 км в час, но по логике он должен быть быстрее. Нас вышибают, что в принципе неудивительно, броня очень тоненькая у этих танков. Нет, ну я смогу отбивать что-нибудь, давай. Двигатель, двигатель, двигатель. Есть, -1. Молодец. Тут со мной воюет какой-то танковый ас. Водитель впитал урон, сохранив, собственно говоря, мотор. Нет. А вот нам вышибли механиков-водителей. Как весело, блин. Это проигрыш, кажись. Я, в принципе, понимаю, почему эти танки могли не принять на вооружение. Броня очень тонкая, даже слишком. О, двигатель, двигатель, двигатель. Первый бой, в отличие от ТИС, получился неудачным. Вот это рикошет. Настоящие снайперы здесь боты, они иногда попадают прямо в самые слабые места, как снайперы за полкарты, иногда просто вплотную попадают вот сюда, в крышу. Вы зачем туда целились? Тоже башенку, как и я, пытаетесь сбить. Она невидимая в этой игре, если что. Нас все еще 3 спавнится. Я думал, что нас будет побольше. Меня сразу же, блин, пробивают. Модель 1. Танк послабее, чем, собственно говоря, Бенет. Кстати, Бенет, получается, тоже французский должен быть танк. Ой, или итальянский, или французский. Извиняюсь. Тканул. Извиняюсь. И я его пробил. Наконец-таки. Знакомая пушка. У меня флешбеки. Вот интересно, сколько на этом танке будет у меня побед и поражений? Как на Черчилле 3? 50 на 50? Потому что это Черчилль 3. Точность, важность королей. Да, Черчилль 3. Но я думаю, что на этом танке фармить на 8 это тупая идея. В этот раз очень даже удачно. Все-таки противник решает, блин. Не мой танк решает, не я решаю, не мои скиллы, а противник. Вот так вот. Интересно получается. Ну еще боты, если они... Я извиняюсь, но тут есть... Мой танк закопался, видите, он очень тяжелый.
Автор, ты что сделал? Это невидимая трасса. Если бы она вообще была без текстуры, было бы весело. Я просто провалился и все. А что потом будет, никто не знает. Они его опять за полкарты вырубили. Вот я говорю, они то снайперят, то рикошетят прямо об крышу вплотную. В 20 метрах. Ну, почему бы и нет? Это же боты. Опять противотанковое орудие самоходное. Снова загрузить его надо и все. Кстати, я чувствую, у меня будет проблемы с поворотом. Танк-то длинный. Закрутить. Не получится разве? Но. Башня убогая. Поднимай пушку. Ой, овощ. Какой овощ? Кошмар. Алло, ты поднимать будешь вообще пушку? Стреляй, Крюк, стреляй! Нет его! Как нет? Стреляй! Поднимай. Поднимай пушку. Да ёкаламаны, опять круги будем наворачивать. Вот весело-то как. Давай, но. Класс. Высший класс просто, лучший танк. Противотанковое орудие не понимает, что от него хотят. Кручусь я, верчусь возле него, а оно не понимает. У бота сейчас мозги потекут. В смысле расплавятся. Есть пробитие. Офигеть. Не, у этого танка проблемы с поворотами, прям серьезные. Так что будет больно. Очень больно будет это противотанковое орудие бить второй раз. Но ничего, попробуем. Второй бой успех. Третий бой. Опять бинеты, да? Нет. Утенок, что ли? Утенок. Иди сюда. У меня есть пшеничная крупа, давай, иди. Я развиваю ее по ветру. Иди за мной. Да, СТРВ-2, утенок. Какой он смешной, блин. Даже убивать не хочется. Ты чё? Ты чё? Живучий все-таки. Ну, со скалы я прям скатываюсь камнем. Скатываюсь камнем. В принципе, да, подвеска у меня прямо каменная. Прикольный, конечно же, танк. Со снарядами происходят какие-то невероятные вещи. Когда они летают на большое расстояние, они просто замедляются и как метеорит падают. Сгорая в атмосфере. В атмосфере, в ауре танка вражеского. Магической. Опять, как ты его заметил? Как он его подбил? Непонятно. О! Ну вот я тебя заметил. Тебе конец. На таран! На таран! Ой, да ладно, рикошет. Он меня не пробивает. Мастер я. По поданчикам. У меня только один фраг. Весело. А, и опять танк. Опять этот итальянский танк страшный. Почему он выехал к нам? Ты чё? Я, наверное, просто оборзел на этом танке. Ё-моё. Косой. Какой же он косой. Офигеть, уже не косой. Ой. Мне плохо. Ой, мне плохо. Тебе плохо! Не, ну, держался молодцом. Много попаданий выдержал. Прямо как Черчилль третий. Тот вообще непробиваемый, конечно же. У него там 1 000 000 хп. Почему они стоят на месте? Ну хотя бы не поворачиваться кормой. Эволюция какая-то наблюдается. Чё он к нам не едет, а? Нет, такого я не ожидал. Типа то, что танк, который в обороне сидит, сам нам навстречу выйдет. Это насколько должна быть плохая обстановка, прямо как сейчас для меня. Чтобы вражеский танк, который сидел в обороне, по скриптам, решил сам на нас поехать. Видимо, мне сейчас кранты. Ну, тут моя маневренность не спасет. О, я на танковом асе сейчас нахожусь.
Пробей, пробей, пробей. Ой, рикошет. Опять в крышку. Давай, лети, лети. Я хотел спрятаться за тот танк. Третий бой поражения. Второй бой победа. Третий поражение. Четвертый бой. Вот теперь уже интересно. Кажется, этот танк либо ему хронически не везет, либо с ним что-то не так. Я думаю, броня. Она слишком тоненькая. В особенности в лобовой части. Но мне нравится то, что он меньше весит. При больших размерах. Прикольно. Но и пушка тоже типа норм. Проверенная временем. Только не в борт. Только не в борт. Не смей. Не смей. Вообще едь ко мне. Не стесняйся. Да, что тут у вас происходит? Алло. Что делается? Ура. Все, отлично. Готов. Я сейчас буду готов, блин. Угол, угол, угол. Держи угол. Все, все, готов. Вниз опускайся. Ха. А фраг мне засчитали. Куда едешь, куда едешь, куда едешь? Но мы прямо его сейчас зажали. Пушка не поднимается. Оно просто отказывается. Чё с ней? Танк, в принципе, нормально на месте поворачивается, но на ходу это просто кошмар. В атаку! На всей скорости. Need for Tanks. Людям после World of Tanks нужны нормальные танки, а не аркадные. И на этот раз я, наверное, опять буду противотанковое орудие уничтожать, да? Нет? Опять он? Не, игра что-то почуяла, неладное. Ты черт? Из табакерки или как? Я в афиге. Ты чё? Черт. Настоящий черт. Реально. Все. А, рикошет. Стреляй. Все, готов. Он прям пугающе быстро поворачивается. Прям стрёмно. Ну давай, сгори уже. Не, этот танк реально тяжелый. Он прям тяжелый. Я его не могу уничтожить. Алло. 10 снарядов только на один танк, даже больше. Я не считал. Сколько на тебя понадобилось? Алло. Безумие какое-то. 4-й бой пройден. 2 успеха у меня. 2 победы, 2 поражения. Напоминает Черчилля 3-го, реально. Какой-то кринжовый танк на самом-то деле. Вроде бы могет, но вроде бы нет. Нет, опять Беннет. В лучших традициях Беннет. А, это утенки. Все, утята. Извиняюсь, такого существительного не существует. Они отовсюду идут. Джонни. Они на деревьях. Иди к нему ромбом. Жди, пока он выстрелит, и стреляй потом под ответ. О, черт. Не повезло, не повезло. Поворачивай, башни, вверх. Гори.
Ясно. Косой. Они жутко косые. Легко пробиваются. Идеальные противники, прям лучшие. Вообще без проблем. Этот чувак просто забирает все у меня фраги. Есть пробитие, есть пробитие. Окей. Он опять забрал мой фраг. Ну спасибо. Класс. 5-й бой, и кажись, он будет успешным. На всякий случай у меня есть запасной дополнительный танк. Или даже 2. Если 2, то вообще шик. Вот интересная игра. Теперь ты мне что подсунешь? Танк или самоходку? Открой мне тайну. Самоходку. Ну это просто. Надо всего-навсего разбить гусеницу. И все. А скотчно-фугасных нет. Да, точно, мне же их нет. На этой пушке 37 мм. Потому что при таком калибре они абсолютно бесполезны. Короче, страдаю фигней. Опять же, крутить его надо и все. Все, он опять дрынется, сейчас с места двинется. Ты за мной не угонишься, я сама скорость. О, хорошо, горит. Танк успешный, с натяжкой, потому что 5 боев пришлось мне провести. И он выиграл все-таки 3 раза. То есть, самый худший танк из всех получается В1, который приняли на вооружение. Второе место Мармот, первое место ТИС, у которого броня в принципе есть, в лобовой части хотя бы. В смысле, во лбу корпуса у него есть броня, а во лбу башни нет. Но на вооружение приняли, получается, самый слабый танк. Очень странно. Либо, конечно же, у меня тогда не было нормального опыта в боях, а теперь есть. Теперь переходим к следующему танку. В2А. Вот такой вот интересный танк. И он многобашенный. Правда, у него не 3 башни, а 2, как вы видите. Всего-навсего одна пулеметная. Однако такой танк уже можно считать многобашенным. У него неплохое бронирование. Его габариты больше. Однако он легче, чем танк В1. Все благодаря более удачной компоновке. Ну как сказать удачный? Двигатель сбоку. Причем двигатель неплохой. Тот самый, который стоял на танке ТИС-1. Соответственно, двигатель у этого танка мощный и надежный. Ну и трансмиссия тоже оттуда. И самое главное, он был инициативой фирмы ДМБ. Никакого конкурса на двухбашенный танк не было. Они просто решили улучшить свой танк В1. И у них получилось вот это вот. Они заменили подвеску с рессор на торсионную. И потом использовали ее всегда, как и другие фирмы. Этот танк поступил на испытания военных. И, в принципе, им он понравился, но им не понравилась пулеметная башенка сзади. Зачем она там? Это танк для обороны. Единственное, для чего она будет нужна, так это бить своих, чтобы чужие боялись. Поэтому военные сказали: так, давайте переделайте свой танк, и мы примем его на вооружение, потому что ваша прошлая машина, ей не очень довольны. Хотя у нас, конечно, не было никакого опыта в других танках, но мы такие вредные. Давайте уже начнем испытывать этот танк. 3 машины у нас. И самое главное, есть новый противник. Вот он выезжает сразу же. Танк ЛТД-1. Был создан в альтернативной вселенной, где Франция немножечко расширила свои мощности производственные и выпустила побольше танков. Во Франции основали концерн Дельта, специально для того, чтобы бороться с захватчиками германскими. И в 1938 году этот концерн презентовал танк ЛТД-1. Танк оказался весьма неудачным, потому что пушка была слабая, броня тоже, ну и средств против пехоты не было. Поэтому долго он на вооружении не простоял. Его новую версию ЛТД-2 мы увидим не скоро. Ну короче, такой вот прикольненький танк, слабенький весьма противник оказался. Ну, все-таки танк мой не слабый, блин. Он весит 12 тонн, а тот весит в 2 раза меньше. Чего стоило ожидать? Да. Да-да, класс. Итальянец. Это дурацкий итальянский танк. Я его не пробью в лоб. Никогда в жизни, блин. А вот он у меня насквозь. Я не успел договорить, все. Моментально уничтожает меня. Он опять выехал. Класс. Не стреляй по мне. Ты не должен меня пробивать. Опять пробил. Очень легко пробивать. Против этого танка шансов нет, ну вообще.
Что против него должно воевать, я не понимаю. Танк вроде бы быстрый, но недостаточно. Второе испытание. Пока что у меня только поражение на счету. Утка? Да, это утка. Да, утка. Шведская. В подбашенную погону. Как ты это сделал? У меня же бронированный танк. До ужаса бронированный. Ты чё? Ты меня не пробьешь ни за что в жизни. У меня 27 миллиметров в бортах. Даже в корме 27 миллиметров. По башне везде 30. Во лбу 35, приведенка. Ты чё? Это супер мощное противопульное бронирование. Ты не пройдешь. И остальная стена. Почему я не могу принести ему вреда? Сколько раз я должен... Я 7 раз по нему попал. Даже больше, наверное. А его это все равно не берет. А, но меня тоже ничего не берет. Так что все честно. Нижний бронелист. Это его уязвимое место должно быть. Но я помню то, что я стрелял в нижний бронелист, ваншотал. Однако это время куда-то исчезло. Все. Нижний бронелист, и он готов, реально. Хватит перестреливаться. Что это за дуэль такая? Не стой на месте. Едь за мной. За мной давай. В атаку. О, один выстрел. Непонятно. Я, наверное, ему в подбашенную коробку угодил. Ой, в подбашенное кольцо. Он опять застрял. Да и пошел ты. Скорость максимальная. Сколько там километров в час? 26 по асфальту. Я мерил. А тут 23 по земле. Но гусеницы у меня весьма узкие. Это сделано специально. Из соображений. Но, наверное, логических, я не знаю. Противотанковая САУ. Моя скорость меньше, но, наверное, я поворачиваю так же быстро, как и раньше. Сейчас проверю, смогу ли я ее закрутить. Наверное, смогу. Ну да, смогу. Она еле тащится. Иди за мной. Я первый. Готово. Первая победа в нашем кармане. Отлично. Так, про узкие гусеницы продолжаю. Они сделаны такими из-за инженерных соображений. Потому что почва в стране архипелаг каменистая, потому что острова вулканического происхождения. Так что высокое давление на грунт удельное — это не такая уж и большая проблема. Танки не вязнут. Хотя 35 сантиметров это не такие уж и узкие гусеницы. Потому что если вот на танк ЛТД-1 посмотреть, то у него там гусеницы вообще просто мизерные. Микроскопические. О, опять поджог один. Есть и минус один. Вперед. Только не по своим. О, красиво проехал. Эти опять просто сидят, кемперят. Как это правильно назвать, я не знаю. Короче, хорошо устроились. Ты за мной едешь? Ура! 2 противника. Я справлюсь. 1. Они с бортов одолевают просто в легчайшую. Они в таком удобном положении находятся. Они всегда бортом в борт стреляют. На тебе вместе. А, топливная бочка. Топливные баки у этого маленького легкого танка находятся снаружи, потому что места внутри не хватает. Вот так прикол. Не, просто у них офигенная, шикарная позиция. Они просто стоят, ждут, пока я буду в качестве наживки. Играть роль наживки, блин. И подстреливают их удобненько в борта, которые они подставляют. Опять противотанковая самоходка. То есть вторая победа в кармане. 2 победы — это уже неплохо. Все, готов. Вторая победа есть. 4-й бой. Будет ли 3-я победа подряд? Но если попадется итальянский танк в качестве противника, точнее главного босса, то победы не будет.
Это гарантирую, гарантирую. Снайперы просто высшего уровня. Тиммейты года. NPC недели. Через километр, вообще никаких проблем нет. Чтоб вас подстрелили, блин, в борт. Как это вы делаете. Еще один танк подбили, еще один танк подбили. Класс. Я ничего не успеваю. Небольшое конструктивное замечание по поводу танка. А точнее, место пулеметчика того в башенке. Оно находится выше, чем место механика-водителя. Поэтому в освободившуюся нишу под его креслом поставили радиооборудование и сделали его радистом. Так что в танке появился полноценный стрелок-радист. Как это полагалось в танках, в большинстве случаев, которые были построены перед Второй мировой войной. О, класс. Медленная, неповоротливая самоходка, легкий противник. И еще. Все готово. Третья победа в кармане, а значит танк очень успешный, потому что вы помните правила. 3 победы подряд, танк отличный, потому что он типа безотказный. Переходим к следующему танку. А об этом танке я вроде бы все рассказал. А, нет, забыл одну важную деталь. Вы заметили, а вот я почему-то не обратил внимания. Появились надгусеничные полки наконец-таки. Теперь танк выглядит прямо красиво, полноценно. Появились ящики вот здесь. Для инструментов и для личных вещей, сами инструменты. Танки становятся гораздо более пригодными для эксплуатации. Но также появилась поручневая антенна. Работа над ошибками, или танк В3А. Он короче, потому что двигатель расположен поперек, как у танка ТИС-1. Пулеметная башенка находится теперь спереди, и для обороны теперь танк подходит. Да и для атаки в принципе тоже. Дополнительная огневая мощь все-таки. Также место механика-водителя было смещено влево, для того, чтобы стрелку-радисту освободить место. Ну а также высота башенного кольца увеличена, для того, чтобы пушке не мешался вот этот вот пулемет. Но и бронирование у этого кольца тоже неплохое, 32 мм. Во лбу башни броня 32 мм, приведенка 34 мм. То есть башню В1, которая до сих пор применялась на этих танках, ее малость изменили, но добавили 2 мм брони во всех проекциях. Вот. Но теперь она такая весьма серьезная и бронированная. Не слабое место уже. В лбу корпуса броня стала еще толще. Это уже 37 мм, здесь вообще 47. Короче говоря, танк стал намного крепче и еще легче. Потому что он оказался еще плотнее по компоновке, чем прошлый. Не было лишнего пустого пространства. Поэтому вот такой вот танк уже на вооружение приняли. А танк В1А прекратил свою серию, а точнее его перестали производить. Всего вышло с конвейера 20 штук. Танк в целом прошлый оказался В1А неудачный. И правильно сделали, что его заменили на вот этот вот танк. Лучший во всех отношениях. Построенный на его же базе. Нас снова 3. 3 танка. Французские боты наступают. Правда, немножко не те. Хочу вот сюда попасть. Средний бронелист. Да ладно. Он пробивает его в лоб башни, выносит. А я не выношу его через нижний бронелист и среднюю плиту, которая самая тоненькая в этих танках. Потому что в этой игре она тоже имеет бронировку. И она находится под углом 90 градусов, поэтому всегда стараюсь туда целить, если она есть у танка. А, еще. Система выхлопа находится сбоку у этого танка, потому что двигатель стоит поперек. И, соответственно, выводить эту систему можно только в бок. Допустим, влево. Хенемор или не Хенемор? Хенемор. Накаркал себе беду. Сейчас он повернется. Я схвачу от него. Давай, держись. Танкуй. Танканул. Ты не пробьешь. Пробил. Класс. Но я смог танкануть. У моих танков наконец-таки появляется броня. Ой. Он сейчас навстречу мне выйдет, да? О, не пробил, потому что косой. И потому что я хитрый. Ты не пробьешь меня.
Я тебя осилю. Я тебя осилю. Я тебя осилю. Да! В борт башни я его пробил. Ха-ха, я его закрутил. Танк неуязвимый оказался очень даже уязвимым. Ну что, кто тут настоящий средний танк? Ну, я точнее легкий, но по сравнению с тем я как будто средний. Ну гляньте, размеры почти те же самые. Мой танк даже выше. Второй бой и победа. Хорошо. Опять ЛТД-1. Все-таки это очень легкие для меня противники. Да оставьте мне хоть что-нибудь. Я тебя протаранил, блин. Я смог хотя бы одного забрать. Снайперы, блин. За полкарты, да? Снова смог. 2 фрага наконец-таки у меня появилось. О, а что так стоишь? А что так стоишь ко мне? Повернулся, блин. Злой какой. Ты меня не пробьешь. Потому что я тебя закручу. Хорошо. Хорошечно. С одного выстрела. Так, пардон. Это 3-й бой. Тот прошлый бой был 2-м. Я ошибся там малость. Совсем немного. Так что у меня 2 победы подряд. Если я выиграю и в этот раз, то получается танк отличный. Потому что прошлый танк, он как бы не сумел. Ну, первый раз проиграл я на нем. Почему его не пробиваю? Что происходит? Противотанковая самоходка. Простой противник. И кажись, у меня будет 3 победы подряд на этом танке, начиная с первого боя. Что типа очень хорошо. Прям идеально. Получается, этот танк поравнялся с танком ТИС-1 по показателям побед. Что произошло? Класс. Грядет что-то странное. Пробил. Все готово. 3-я победа. Танк гиперуспешный, супер-пупер, такой вот всякой. В общем, не зря его на вооружение приняли. Было за что. Следующий танк в моей ветке это легкий танк В4А. Да, опять легкий танк, но скоро они закончатся. Сам по себе он уже весьма продвинутый. У него есть наклон рациональный в лобовой части. И броня вообще вся, ну, почти оранжевая. Легкая противоснарядная броня. То, что нужно легкому танку. Пушка все еще старая стоит. Двигатель поперек. Подвеска, между прочим, напоминает чешский танк 1 ЛТ-38Т. Потому что инженеры страны Архипелаг иногда выбирались во внешний мир. Ну, выплывали. Хотя они моряки, типа, по морю ходят, они плавают. Ладно, куда я зашел, блин, на какую территорию. Хотя моряки, конечно, не добрые, они скажут то, что они дошли до окружающего мира на своих кораблях. Неважно, короче. Им понравилась подвеска этого танка, потому что им понравился внешний вид. Так что танк выглядел весьма современно для своего времени, а произведен он был в конце 1938 года. Также на танке применили новую башню, потому что к прошлой башне были у военных претензии. Вот посмотрите, в башне танка В1А командир находится ровно посередине, в корме, а это значит то, что в него упирается казенник. И это соответственно значит то, что пушку увеличить нельзя, точнее увеличить длину гильзы или длину ствола, потому что это неизбежно повлияет на откатники. Длиннее откатники станут, а места там уже нет, там дальше командир стоит. Второй минус этой башни это боекомплект, который находился в ней. Вот здесь находился боекомплект, и вот здесь, ну еще в корпусе, конечно. Заряжающий находился справа, слева наводчик, а здесь находилось радио, через которое командир общался с ближними танками. И когда у заряжающего кончались снаряды в корпусе и в правой стороне башни, командиру приходилось выполнять его обязанности, потому что заряжающему не получалось пролезть под пушку, потому что там тупо нет для него места вообще никак. А командир сдвинуться тоже не может, ну некуда. Если он сдвинется, все равно заряжающему места не прибавится. Опять же, надо пролезать только через пушку, ибо места для того, чтобы пролезть, двоим людям там нет, между пушкой и кормой башни. Короче говоря, башня была весьма такой неудобной, когда снаряды заканчивались. Поэтому вот она новая башня. Во-первых, добавили люк специально для заряжающего.
Боекомплект перенесен вот сюда вправо, целиком полностью. Командир сидит вот здесь. За ним находится радиостанция, вот здесь в уголке находится она. И появился аварийный люк выхода. Хорошая, кстати, штука, очень полезная в случае, если танк подбили. Потому что на прошлых танках вообще не было аварийных люков. А здесь появился он не только в башне, но и внизу. Как и должно быть в норме. Теперь заряжающему стало весьма легко заряжать, потому что вот здесь, снаряд у него находится вот здесь. Целая толпа. Ему никто не мешает. И самое главное, появилось место для улучшения пушки. Но пушку новую пока еще не сделали. Это все, что я могу рассказать об конструкции этого танка. Ну и еще то, что он был в очередной раз личной инициативой фирмы ДМБ. Потому что правительство уже производило, промышленность вся, танки В3А, и ими были вполне довольны, и заменять их не было смысла, потому что их только внедрили в производство. Зачем сразу же новым танком заменять? Поэтому эти танки на вооружение не приняли. Но давайте проверим, что они потеряли. Насколько танк был сам по себе успешен. Легкие противники вообще. С одного выстрела. Я не думаю, конечно, что в этом особенность танка, потому что пушка у меня старая. Чё? Они вдвоем стреляют. Я думал, один танк как пулемет прямо стрелял. Это мой. Он мой. Он мой. Он мой. Он мой. Не вздумайте даже. Забрал фраг, ладно. Так, противников осталось, нормально так. О, целится, целится. Есть пробитие, есть пробитие. Ну. Сейчас они опять его в борт убьют. Вот 100%. Нет, я смог. Ха-ха, сколько уже фрагов? 2 фрага. Клево. Еще один танчик меня ждет. Прям вот не терпится ему меня встретить. Давай. В борт башни и вообще готов. 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 Все, финиш. Финишная прямая. Тебе конец. Все, опять готов. 3-й фраг. Но я прям в этот раз чемпион. Я не думаю, что в этом особенность танка самого, заслуга этого танка. Я думаю, что просто мои союзники внезапно отупели. И за холмом меня, между прочим, может ждать сюрприз. Я тут завез новые танки в качестве боссов. Подписчики предложили тут еще. Британский отдел концерна Дельта создал улучшенную версию танка ЛТД-1. Вооружил его 77 мм пушкой ювелирной работы. И создал мне, сейчас для меня это будет огромной проблемой. Мне все конец. Нет. Нет. Франц Р2 HD. Танк был создан в 1939 году. То есть прямо перед войной. И это оказалась весьма-таки успешная модификация. Причем это последняя модификация. То есть есть еще до этой модификации 2. Пушка у этого танка очень мощная, так что у меня уже, мне кажется, ни один мой танк не выдержит попадания. Еще у этого танка очень крепкая лобовая броня. Прям пипец. Сам по себе он все еще такой же маленький, но страшный. Короче говоря, у меня прибавилось серьезных соперников. И это не единственный соперник. Второй бой. Сбоку нет никого, это хорошо. Гляньте, вот он. ЛТД-1, на основе которого был сделан тот монстр, который себя, правда, пока не очень хорошо показал. Но мне просто повезло, что он не успел на меня направить пушку. Огонь по своим, вы серьезно, да? Как так можно? ЛТД-1 сам по себе не серьезный, а вот модификация, та самая французская, уже весьма серьезная. Проблема такая. Правда, это не французская модификация, а британская. Рикошет. Не пробитие, а рикошет, не пробитие. У них вообще нет шансов меня пробить, я думаю. Ой, лоб башни же крепкий, что делать? А ну иди сюда. А ну иди сюда. Прямо. Все, готов. Готов. Финиш. Сколько раз тебе надо попасть? Ладно, оглушу, значит.
Почему прицел исчезает, когда я направляю свое орудие на почки? Они типа прозрачные, что ли? Странно, почему их игра считает прозрачным объектом. Они очень даже осязаемые, между прочим, даже физику имеют. Кто-то спрятался здесь, а я его не могу найти. Не знаю, короче, танк спрятался. Может быть, в качестве босса у меня там целых 2 танка заспавнилось. Если это так, то это будет жесть. О, опять французский. Ювелирный пушка. Я тебя переиграю, я тебя уничтожу. Все, готов. Да. О, Франц Р1Д. Первая модификация танка ЛТД-1. Вот она. Ну, видно. Посмотрите на размеры, блин. Алло. У него пушка больше, чем он сам. Чудеса. Второй бой успешный. Если будет третий бой тоже успешный, то все. Танк типа офигенный. Зря его провести на вооружение не приняло. На самом деле, я не думаю, что они что-то серьезно потеряли, потому что танк В3А также себя хорошо показывал. Заряжающий, ты чё, тебя контузило, что ли? Не понял. О! Не знаю, почему раньше у меня не было проблем с этими танками французскими, но теперь почему-то они не очень охотно пробиваются. Кстати, куда я попал? Непонятно. Как в World of Tanks, ты либо целишься и не попадаешь, либо с вертухи стреляешь наобум и попадаешь в какое-то неизвестное тебе уязвимое место. Давай и выезжай на честный бой. А, повернулся ко мне лбом. Нет, пардон. Нет, это я. Теперь стреляю как настоящий гений. Ага. Что с поворотами? О, хорошо. Алло. Ой. Ой-ой. Валпон 1. Еще один новый танк, который я добавил. Это средний танк. И у него очень серьезное бронирование. Не только в лбу, оно вообще повсюду у него хорошее. Давай, вперед едь. Ну, у тебя же хороший движок. Алло. Не пробил? Все, я тебя прикончу сейчас. О, готов. Ой, нет, я сейчас буду готов, блин. Нет, ты меня не пробьешь. Да куда ты? Как? Как тебе это удается? Я не понимаю. Там огромный наклон, там градусов 70. Там приведенка огроменная будет. У этого танка, кстати, 37-миллиметровая пушка. Чуть подлиннее, чем у меня, и поэтому бронепробиваемость выше. Ну, не до такой степени. Но я думаю, лобовой броню мы пробивать не должен, но он пробивает ее. Кстати, у меня тут маска на весь лоб башни, поэтому в лоб башни меня ничто пробить не может. Нужно его, короче говоря, обогнуть, обхитрить, зайти в корму или хотя бы в борт и готов. Ага, сейчас, блин, зайду. Он такой быстрый. Ты чё? Танкуй. Нет, меня ты не пробьешь. В результате честной дуэли я ему все-таки проиграл. Короче говоря, трипл килл у меня не вышел. Я не думаю, что это проблема в танке. В этой игре проблема в основном может быть в противниках. И только в противниках, потому что они тут совершенно разношерстные. Алло, миллион пробитий. Я тебя нафаршировал уже этими снарядами. Беннет дурацкий. Как я в прошлом выпуске говорил, я так часто фотократ, что у меня есть Беннет. На самом деле нифига подобного. Совывать. Дофигища. Какой же ты маленький. Посмотрите, какой он маленький. Мой корпус больше этого танка. Где-то место у механика-водителя, я не знаю. Как он там сидит, наверное, скрючившись прямо. Не дай ему себя обхитрить. Сейчас меня в корму выстрелит, да? Там еще один танк есть, весьма живой, я про него мало забыл. Вот он. Повернет сейчас ко мне. Едет к нам. Выезжаем. Красиво так. Заходим снова в борт и готов. Легкотня. Я научился эти танки уничтожать весьма эффективно.
Раньше для меня они были настоящей проблемой. Появился, все, уже пиши пропало. Но, возможно, мои танки просто стали мало лучше. В этот раз вообще по мне ни разу не попали. Ну, броня, понятно, бы сдержала их попадание, потому что 40 мм приведенки это уже нехило. Опять француз, какая модификация? Наверное, какая-нибудь. Первая модификация ТД-1 от британского концерна Дельта. Ты чё? Ты отказываешься погибать? Да быть такого не может. Целься в башню. Да ты чё? Да ты чё? Почему вы такие живучие, я не понимаю. 10 снарядов, 10! Алло! Что с пушкой происходит, я не понимаю. Обновления не выходило никакого, а осколочный снаряд, осколочное действие и урон уменьшились. Третья победа, но не подряд, поэтому, к сожалению, танк не суперский, не идеальный, короче говоря. Проведем 5-й бой, если будет 4-я победа, танк, ну, хороший, очень хороший, но не идеальный. Не безотказный, короче говоря. Тебя уничтожили, да? Нет. Мой фраг. Никому не отдам. В башенное кольцо я попадаю просто идеально. Как я туда попадаю, я не знаю. Блин, он весьма крупный на самом-то деле. Этот утенок. Даже по длине, в принципе, подходит. Но по ширине просто несравним. Но все еще мои танки, вот этот вот танк, он не является средним, потому что у него масса 12 тонн. А средний танк по классификациям до войны должен иметь массу 15-16 тонн. И то, скорее лучше 18, потому что немецкие там Панцеры 3 весили 19 тонн первой модификации. Французский Сомо С-35 весил 19,5 тонн. Но в общем мой танк, пусть он и выглядит и показывает себя скорее как средний, является легким по классификации. Но у него еще пушка отвратная, так что да. Он ни в коем разе не средний, ни в какую. Ой, опасный челик. Ой, это же сейчас будет плохо. Не вздумаем доворачиваться ко мне. Нет, 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 нет. Все, готов. Как самоходка. Легко и реально подбить. Загрузить вообще проще простого, потому что у него мало скорость поворота, но я боюсь подставляться под его пушку. World of Tanks этот танк, наверное, был бы очередным снайпером из кустов. С супер крепкой лобовой броней. Спойлер, у него броня лобовая 70 мм. Во лбу башни, во лбу корпуса. Так еще и под наклоном. Его вообще ничем невозможно пробить. В лоб корпуса. Только в нижний бронелист. 5-й бой, 4-я победа. Танк очень хороший, но не идеальный. Теперь переходим к арте. Многие сейчас в World of Tanks жалуются на арту. Говорят, что вот она на игру очень сильно влияет. Арта вообще решает все, что только возможно. Уничтожает с одного выстрела все, что возможно. А раньше такого не было. Вот были времена. Ну да, все же помнят, как в 2016 году арта совершенно не влияла. Он меня ждал. Короче, поприкалываясь и хватит. Арта 2-го уровня. Звучит неприкольно и страшно. Калибр 105 мм. Звучит тоже неприкольно. Это самая мощная пушка, которая мне пока доступна, и она очень серьезная. Бронепробитие 60 мм. Я уже буду даже танк Волпон пробивать в лоб. В общем, эта самоходка была создана на базе танка В4А. Хотя военные хотели на базе В3А, чтобы сделали им, потому что В3А уже производится. Почему бы на его базе не сделать что-нибудь? Ну, точнее, самоходку, потому что артиллерия нужна. Масса у этой самоходки 14,5 тонн. Стоит уже люк побольше, эвакуационный. Стоит вентиляция, потому что пороховые газы от такой пушки чудовищные внутри маленькой рубки закрытой. И именно дышаться будет прямо проще простого. Там 3 выстрела, все, ты задохнешься. Так что вентилятор это необходимая штука, очень необходимая. Заряжающий здесь один. Снаряды находятся в рубке и в корпусе. Снаряды унитарные. Так, про орудие поговорили, поговорим о броне. Все то же самое, толщины все прежние, но маска не перекрывает лобовую часть рубки. У танка была башня, конечно, но вот здесь рубка, которая, между прочим, весьма широкая, как вы видите. И эта самоходка мне напоминает Як-Тигра.
Ну, вот гляньте на эту рубку просто. На этот наклон лобовой плиты. На этот пулемет посмотрите. Это очень маленький яхт-тигр с гаубицей. Еще эта гаубица делит рубку пополам, потому что, ну, она весьма крупная. Поэтому экипаж сидит лицом к ней, потому что в боком уже в рубке не развернешься. Там маленькое пространство от стенки рубки до казенника, там сантиметров 40 где-то. Еще закину интересный факт. Танковая промышленность в стране Архипелаг многому обязана кораблестроительной. Потому что в танках используется та же самая броневая сталь, что и на кораблях, и корабли жрут весь дизель, что производится в стране. Поэтому танки вынуждены делать с бензиновыми двигателями, потому что бензин все еще есть. Такая же ситуация была и у немцев, и у американцев во Второй мировой войне. Они выбрали бензиновые двигатели из экономических соображений. Ну все, поговорили, давайте уже поехали. Есть небольшая проблема с ходовой частью. Из-за того, что рубка весьма тяжелая, сзади самоходку перевешивает. Видите, в кормовой части. Короче, скорость у машины упала. Я тебя сейчас уничтожу с одного выстрела. Все, давай, приготовься. Рикошет. Да что не так? Ты что меня толкаешь? Дурак, идиот. Почему ты идиот? Тут такая чудовищная дача. Весь экран трясет. Вот это я понимаю. Что с машиной? Что со скоростью? Я не понимаю. У нас, кстати, только 2 самоходки? Серьезно? Ой, все плохо. Ой, все плохо, блин. Сейчас пробьют. В корму, наверное, пробьют. Вот весело будет. Давай ко мне иди. Куда прячешься? Арта не должна идти в лобовую атаку. Просто не должна. Но у меня нет вариантов. Потому что они пытаются от меня зашкериться. Потому что понимают, что угроза реальная. Очень реальная угроза. Потому что 105 мм это не шутки. Куда делся? Вот он спрятался. В засаде находится. Ну давай, иди сюда. Давай, едь. Как же плохо с ходовой частью все. Кошмар. Не пробил. Хорошо, повезло, повезло. Едь давай, едь. Что с тобой? Все, готов. Почему так все плохо? Алло. Ну, масса 14,5 тонн, а прошлое было 12 тонн. Но почему это так сильно сказалось на проходимости? Почему ты не смог сбить дерево и просто контузило весь экипаж? V1FS Fire Support называется машина, между прочим, я забыл сказать. Сделана она была в 1938 году. Остался один противник, я думаю, у него нет шансов просто. 4 фрага. Вот это я уже понимаю. Такая самоходка, между прочим, была принята на вооружение, потому что пусть конкурса и не было, но военные в ней нуждались. И ДМБ тут очень вовремя пришло с этой вот машиной. Правда, военные не поняли, почему им впихнули новое шасси, когда есть старое, примерно такое же устойчивое. Но все равно такие решили, ладно, принимаем. Че вы хотите, блин, нагружать заводы? У тебя нет шансов. Шансов знаешь сколько? Ладно, есть один шанс, но это потому что я такой. Не смей забирать у меня фраг. Гляньте, вот какой наглый. С конца карты выстрелил и почти попал. Первый бой, первая победа, 5 фрагов на одной машине, ни одного пробития. Я получил урон от дерева. Деревья теперь будут моими самыми страшными врагами, потому что теперь противники мои будут прятаться в них. Короче, я проверяю арту. Капец. Куда пошел? Ну все опять. В деревья, да? Деревья мои худшие враги, потому что Джонни, они на деревьях. Давай. Поворачивай и стреляй. Ладно. Кстати, у меня есть осколочно-фугасные снаряды. Давайте по приколу просто выстрелим фугасным снарядом рядом где-нибудь. Прозрачные камни. Ничего необычного, это просто прозрачные камни. Давай. Бу-бу. Ха-ха. Нормальный такой сплэш. Можно вообще не париться по таким углом стрелять, все равно пробьет. Вот это я понимаю. Да. Зачем я стреляю на ходу, никому не понятно. Даже мне самому. Забрал. Вот гляньте какой хитрый, а. А вот то-то мой фраг.
Ты не погиб? Серьезно, да? Ну ладно, хорошо. Опять фраг забираешь? Нечестно, это жадина. Короче, у нас произошла настоящая танковая свалка. Опять. Броня вроде бы тонкая в лбу рубки, а туда никто не стреляет. Давай, Волпон, иди ко мне, я отомщу. Наша честная дуэль продолжится еще раз, потому что, в принципе, шасси то же самое, так что это продолжение. Почти. Волпон один, да? Да. А, нет. Самоходка против самоходки. Прикольно. Я хочу тебя пробить в лоб. Можно? Пожалуйста. Не пробил. Ладно. Опс, не пробил опять, потому что не попал. Ладно, снова закручу тебя, да? Как обычно. Ой, плохо все. Ой, все очень плохо. Ой, сейчас пробьет. Нет, у него очень заторможенные реакции. Второй бой, вторая победа. 4 фрага, не 5, а 4. Но ничего страшного. Получается крайне результативная машина. Правда, вот толку от навесной траектории пока я не вижу, потому что... Ну, я ее особо-то и не замечаю. А, нет, замечаю. Видите, навесная траектория. Я же говорил, то видите, как тут снаряд летит. Как камешек будто кидают. 105 мм тебя пролетели прям в лоб. Башни, где находится весь экипаж. Как ты выжил и как ты второй раз выжил? Шведское чудо, да? 3 снаряда на один легенький танк, у которого броня 20 мм. Хотя, вполне возможно, снаряд, теоретически мог его просто прошить насквозь. Но в этой игре это не работает. В реальности же, самоходки Hellcat, они из-за своей тонкой брони были почти неуязвимы. Что, конечно же, странно. А все потому, что немецкие снаряды просто прошивают танк насквозь, почти не оставляя никаких осколков за собой. Снаряды даже не деформировались, немецкие, когда пролетали насквозь, потому что броня в Hellcat была 25 миллиметровая. Куда делся Хенимор? Я так хотел ему отомстить. Я бы просто показал ему, кто есть настоящий босс. С такой-то пушкой. Нет, не вздумай. Ладно. Пока. 3 боя подряд. В этом выпуске самая успешная машина это арта. Может быть и вправду. Арта это имба World of Tanks. Первый средний танк страны Архипелаг. Сделала его фирма ЕДРГ в 1938 году. У этого танка двухъярусное расположение вооружения. 27-мм автоматическая пушка в башне и основное 37-мм длинноствольное орудие в корпусе. А все потому, что фирма ЕДРГ не может делать башни с погоном шире 160 см. Есть некоторые технологические причины. Этот танк они представили военным для испытаний, но те просто на него посмотрели и сказали: выглядит интересно, но мы пока не хотим такое даже испытывать. Наше вооружение мы считаем достаточным. А между прочим, по данным разведки страны Архипелаг, средние танки были уже у армии Франции и Германии. Так что вообще-то надо было следовать трендам, но они почему-то решили, что не надо. Ну а потом, самое смешное, в начале 1939 года, когда ситуация в мире начала накаляться из-за того, что близилась Вторая мировая война, они сразу же объявили о конкурсе на средний танк. Фирма ЕДРГ такая пожала плечами и такой: ну вот, держите, мы вам показывали уже, давайте уже наконец-таки проверьте. И по итогам испытаний они сказали, что такая компоновка вооружения не очень хорошая, потому что, понятное дело, угол обстрела основной пушки крайне мал. Да и распределение ролей в экипаже не самое рациональное. Ну, потому что все-таки заряжающий здесь был наводчиком в этой пушке, поэтому ее эффективность падала еще в 2 раза. Во-первых, она плохо, у нее плохой углы наведения, плохие, ограниченные, так еще один человек ее только обслуживает. Однако у этого танка весьма неплохая броня. Это уже средний танк, поэтому броня здесь легкая противоснарядная. 45 мм, 40 приведенки здесь, 45 мм, 35 мм по бортам. Короче, броня уже есть, серьезная такая. Но еще я буду использовать пушечную версию, потому что в игре Sprocket нельзя поставить 2 орудия. Так что я использую в эту версию с заваренной автоматической пушкой. Ну, допустим, танк ремонтируют, а я его испытываю, почему бы и нет. На испытаниях вполне могли
и не поставить 27-мм пушку по какой-то причине. Ну, короче, погнали к испытаниям уже, все, хватит говорить. Танк на вооружение, естественно, не приняли. Давайте проверим эту пушку, мою новую 37-мм, насколько она хороша. Пока не очень мне нравится прицел. Почему? Куда летит снаряд? Меня пробило? 35 мм пробило? 35 миллиметров? Я понял, что меня пробило. А как он выехал оттуда? Это босс, он не должен выезжать. Ой, ой, ой. Нет, нет, нет. Нет. Моя глупость. Не надо было Красивое дерево, оно вертелось. You spin me round. You spin me round. Это было глупое поражение, но его придется засчитать, потому что, ну, такие правила. Ну, что поделать? Босс не должен выезжать. Ох. Но он почему-то решил. Были весьма достойные первые противники, у них хотя бы есть какая-никакая броня. Давайте попробуем пробить в лоб башни. Не пробивается. Хорошо. О, попал. Давай, поднимай пушку, поднимай пушку. Все, готов, ЛТД-1. Как же вас много. Пока что по поводу динамики ничего не могу сказать. Вроде бы танк относительно быстрый. Должен быть 30 км в час. Но он, в принципе, неплохой движок использует. Пробиваю все, как и раньше. Ничем, в принципе, не отличается. Причини ему вред. Ты куда поворачиваешься? Что? Что тебе мешает повернуться? Ладно, хорошо. Все, есть пробитие. Не застревай. Готов. Ну, пока все легко, но это понятно. Танки ЛТД-1 это... Танки ЛТД-1 это весьма слабые противники для такого среднего танка. Вот был бы, допустим, Беннет, вот это было бы уже интересно. Че, перестреливаетесь? Ты куда стреляешь? В лоб башни. 3 фрага, это уже хорошо. Мне прямо что-то везет на подобные закрепленные в рубке орудия. Потому что мои тиммейты в таком случае начинают тупеть. И мне фраги почти все достаются. Остался вроде бы еще один маленький танчик, который мы не заметили, но и ладно. Уже какая разница. Нужно проверить босса на прочность. Я забыл показать бронепробитие этой пушки. Оно равняется 43 мм. Ну, почти 44. О, самоходка. Вот это интересно. Я сейчас практически играю на самоходке, потому что у меня нет орудия в башне. Если бы и было, оно весьма слабоватое. Вообще автопушка. Так что давайте пробьем тебя с первого раза. Без проблем. Давайте найдем этого мелкого засранца. И уничтожим. Мы пройдем этот уровень. Это будет второй бой и первая победа. Я надеюсь, больше таких глупых ситуаций, как в первом бою, не будет. И я нормально все пройду. Вроде бы я что-то хотел сказать о разведке страны Архипелаг. Но могу сказать только то, что с начала 1938 года разведка стала чаще выходить во внешний мир, потому что ситуация начала напрягаться. Ну и самое главное, что в моей вселенной вооружение у Германии немножечко будет отличаться во Второй мировой войне. Они примут на вооружение не БЗ-4, а ДВ-2 танк. Танк ДВ-2, где последний оставшийся рыцарь. А почему он не двигался? Ладно, короче, победа. Третий бой. Ой, сзади меня, да? Я уже думал, не заспавнился, произошел какой-то баг. О! Только вспомнил. Ну, привет. Как дела? Ах, плохо у меня. У тебя хорошо, да? Пробил в лоб башни. Я бы такого себе раньше не мог позволить. Но теперь у меня есть пушка, которая пробивает вообще, наверное, все, что только возможно пробить. Давай. Под наклоном. Пробивает. Вот теперь нормально. Тиммейт. Чудесно просто. Просто чудесно. Это настоящая месть. Нет, в принципе, хороший танк получается.
Кстати, он весит 14 тонн. Ну, и так вы, наверное, заметили. Не, прям хорошо. Не, прям вообще, как семечки щелкают. Как семечки щелкают. 4 фрага уже. Алло. Да я прямо ас. А все потому, что тиммейт, бот содружественный тупеет, когда у него пушка стоит в корпусе. Это, наверное, скоро исправят, а может быть и не скоро, потому что добавили новое поведение ботам. Я уже говорил про это нововведение, эту версию экспериментальную. Я сейчас, между прочим, на ней играю. Давайте проверим на прочность. О! Интересно. Вот это вот да, Хенемор. Я ему уже один раз отомстил. Давайте второй раз. Не пробил. Да ладно. А все, это уже финиш твой. Пробил. Уже прямо серьезный танк. У меня 5 фрагов, почему 4 полосы только у меня? Где 5-я? Тот чувак, который вечно вылезает из танка на одну долю секунды, который кастит орудие, ты что, уволился, что ли? Я тебя не увольнял. Не увольнял. Обленился совсем, реально. Оборзел. Третий бой, вторая победа. Если будет на четвертом бою третья победа, танк очень успешный. Ну, в принципе, наверное, это объясняется соперниками, которые уже, ну, не очень актуальны. Во. Полный набор соперников у меня прям сегодня. Да ладно. Ну, типа, с первого раза я вообще бинеты уничтожал. А что-то модель 1 теперь брыкается. Посмотрим, давайте. Но я думаю, нужно в башню стрелять. Нет. У модели 1 появились ХП, скорее всего, побольше. Ну, потому что в этой игре есть что-то типа системы ХП, как в War Thunder. Но там это очки здоровья не у всего танков, а у отдельных его элементов. О! Надо туда бить. Молодец. Один выстрел, все. Разнесли просто. Не, хороший танк, но его на вооружение не приняли, потому что следующий будет еще лучше. Давайте продолжим тему про немецкий танк ДВ-2. ДВ-2 планировался единым танком. То есть немцы почему-то сразу же пришли к концепции единого танка. Вот так вот странно. Наши советские инженеры пришли к этой концепции сразу же после конца Второй мировой войны, но немцы мы вселенной решили чуть опередить в свое время. И сделали, ну, почти единый танк. В их понимании он все-таки был скорее тяжелым, что ли. Потому что броня у ДВ-2 50 мм во всех проекциях Валпон. Да сегодня просто payday какой-то полноценный, реально. День расплаты со всеми. Я тебя уничтожу. Давай, пробей меня, но покажи, на что ты способен, Валпон 1. Давай, развод на выстрел. Меня ты ни за что в жизни не пробьешь. Стреляй. Стреляй, не стесняйся. У меня ромб. Это невозможно. Это невозможно. А? Нет. Ты не можешь. Я не могу пробить его. Это невозможно. А боты тупят. Это нереально. Очень странная дуэль. Я не могу его пробить. 44 мм бронепробития. Ты что? Нет, я ему что, не могу отомстить, что ли, а? Это не танк, это универсальный солдат, который ошибочно стреляет в башню, потому что в башне находится кто? Правильно, командир. И почему-то игра считает важным именно его уничтожение. Давай. Ромб стоит, могучий ромб. Это сколько уже? Почти 45 градусов. Ты меня не пробьешь. Вот это уже другое дело. Вот это уже другое дело. Развод на выстрел. Хорошо. Зигзагом буду к нему ехать. Наверное, вот так вот ехать, 45 градусов соблюдать, и все, я буду непробиваемым для него. Опс. Нет. Да не туда. Не в ту сторону разворачиваешься. Все. Так. Что с тобой делать? Сейчас давайте нащупаем место, где мы можем его пробить. Я знаю где. Я знаю, куда нужно его пробить. В гусеницу. Если не получается в лоб, брать вообще никак. Нужно его обездвижить.
Чё-то не получается. Снаряд проходит насквозь. Клёво. А чё с той гусеницей? Почему она такая изогнутая? А, ну да, точно. У него вот такие вот. Ходовая часть, похожая на БТ-7. Кстати, используют катки примерно те же самые, что и фирмы ТКМ. Вообще те же самые. У него пушка весьма длинноствольная. Ну, у меня такая же почти. Чё у тебя с броней? Ты чё такой имбовый, а? А сколько фугасный у него? Давай. Не пробьет. Фугасом не пробьет. Не должен пробить. Давай, давай. Доворачивайся. Доворачивай свою пушку и в гусеницу. Вверх поднимай. Чуть-чуть в бок. Стреляй. У него кончаются снаряды. Это отличная новость. Наконец-таки я от него избавлюсь. Не, прямо сложный танк. Сложный, пипец. Очень. Не, у меня корпус шире. Ты меня никогда не обгонишь в повороте. Да, не может быть такого. У меня 43 мм бронепробития. Ты не можешь выстоять против такого-то. Как? Ты кто? Ты ДВ-2, что ли, а? Между прочим, ДВ-2 начали производить в начале Второй мировой войны. Да ты издеваешься надо мной, да? Хватит крутиться на месте, ты чё? Карусели, блин. Уже минут 5 длятся. А, серьезно? Ладно. 5-й бой. Эта месть когда-нибудь случится. Вот следующий танк, если ты мне в Волпон 1 попадешь, то я тебя уничтожу нафиг. В лобовую броню насквозь пробью, блин. Ладно. Ой, куда я поворачиваю? Что с поворотом у этого танка? Почему он инверсированный какой-то? Управление у него обратное какое-то, неправильно. Все, готов ЛТД-1. О, хорошо попал. Но ничего не получилось. Подвеска такая мягкая, что на ней можно отбить все, что только возможно отбить. Пушка поворачивается как-то неправильно совершенно. Я не знаю, что с пушкой происходит. Волпон 1, да? Нет, это французский, который типа, но не французский на самом деле. О, вы из Франции? Вы из Франции. Вниз. Пушку вниз. Хорош, хорош, хорош. Ультра-мега хорош. Stop it. Get some help. Поворачивайся. Да что происходит с управлением, алло? Здесь что-то нечисто. Либо это экспериментальная версия начудила, либо каким-то образом ширина траков сказалась на поворотности моего танка. Кстати, они все еще 35 сантиметров, типа все еще узкие. Но я уже говорил, этой стране не нужны танки с широкими траками, потому что почва там каменистая вся. Такой жуткой грязи, как у нас в России, там не бывает. Вот он, французский R2 HD, который нифига не французский. Этот в каламбур словесный я никогда в своей жизни не забуду. О, ты живой. Вы из Франции? Вы из Франции. Да. Линия Мажино. У меня кранты будут. По-любому, если я выру, то все кранты. Давай, конвой. Пора применить построение. Не, наш тупой союзник ничего не хочет делать. Он хочет там просто упереться в танк и ничего не делать. Ну да, тавтология, короче. Ясно, это проигрыш. Вот это прям хорошо. В скобочках нет плохо. Пробивает. Даже Туракура пробивать просто невозможно. Но это финиш. Давай, хотя бы скоси хотя бы один раз. Ну или целься в башню на худой конец. У него осколочное действие даже у бронебойного снаряда огроменное, блин. Попадает в башню, там где только командир сидит, убивает весь экипаж. Вот так вот. Целиком.
А тот Велпон один убил меня осколочно-фугасными снарядами, потому что, блин, ну... Стрелял в бортик башни, который 35 мм брони имеет всего-навсего. И пробил ведь? Ну, в одном комментарии уже говорили. Ой, давай, нижний бронерез, но, чего трясешься? Что это было сейчас? Что трясешься, не понимаю. Что с орудием? За дичь творится. Поднимай. Стреляй давай, прикончи меня. В лоб не пробиваю. Бесполезно. Ну это просто финиш. 5-й бой, проигрыш по-любому. Ну, поеду вперед. Может быть, спрячусь за тот танк. Ладно, уже это так было понятно. На этот раз этот французский танк выиграл, потому что он взял инициативу первым и поехал в атаку, чего раньше не происходило никогда. Но это, скорее всего, экспериментальная версия внесла свои небольшие такие изменения. Короче, танк победил лишь 2 раза в 5 боях. То есть он нормальный, более-менее. Но против чудовищных соперников он бесполезен. Сказывается слабость вооружения и то, что вооружение установлено в корпусе. Если бы оно было установлено в башне, допустим, эта пушка, у меня было бы больше шансов. Так что такая компоновка, она нет хорошей жизни. Есть, конечно, исключения. Танк Б1 был хороший. Французский, тяжелый, для своего времени. Его пушка, та, что стояла в башне, была реально мощной. 47 мм, то есть ее хватало. Слабое вооружение туда не ставили в башню. Из-за нехватки места. А в корпусе стояла пушка не для танков, а для разрушения укреплений. То есть не основная пушка, а как раз таки дополнительно стояла в корпусе танков французского Б1. А вот здесь основная пушка стоит в корпусе. А вот вспомогательная 27 мм, которая создана для того, чтобы уничтожать легкую технику противника и пехоту пугать, она стояла как раз таки в башне. Но, короче, танк неудачный скорее. А компания ЕДРГ снова проиграла. Танк В1Б. Фирма ДМБ подготовила танк именно для конкурса. Кстати, спойлер, фирма ТКМ участия не принимала. Сам по себе танк уже весьма современный для своего времени. Он был сделан в начале 1939 года. Это все еще предвоенный период. Броня здесь еще серьезнее. 44 мм приведенки, здесь 52, в лоб башни 51. Маска вообще 71 мм. Жесть и кошмар. Тихий ужас. Борта 41 мм, 41 мм, тут еще большой трак находится, который броню увеличивает. Но это условность игры, потому что в реальности траки, конечно же, брони прибавляли, но не сильно, потому что они были сделаны из чугуна, а не из броневой стали. Корма такая не самая прочная, противопульная скорее. В общем, танк бронирован еще сильнее. Весит он, конечно же, из-за этого тяжелее, но у него в башне стоит то, за что его оценили военные, 75 мм пушка. И такую пушку было решено поставить, потому что у фирмы ДМБ были свои источники информации из внешнего мира, свои шпионы, и по их донесениям немцы поставили в танк ПЗ-3 75 мм пушку, сделали особую модификацию, то есть в моей альтернативной реальности немцы не стали делать новый танк для этой пушки, а просто использовали уже готовый ПЗ-3, сделали его модификацию, для того, чтобы уничтожать какие-нибудь укрепления, для чего ПЗ-4 и был создан. Короче, эта пушка в принципе имеет примерно такую же самую длину, как и пушка на ПЗ-4, однако гильза здесь гораздо длиннее. Не 30 сантиметров, а 55 сантиметров, поэтому бронепробитие здесь 67,5 сантиметров. Это реально много. Ой, нифига себе, да. Это современные облаты можно пробивать. 67 мм бронепробития было у этой пушки. Прямо основательно. При этом броня хорошая у этого танка была, и сам по себе он все еще более-менее резвый. Ну потому что он использует уже опробованный миллиард раз движок. Давайте же проверим, насколько этот танк хорош. Ультра-супер-мега хорош. Главное его достоинство — это по-любому пушка. Хотя у нее есть один такой недостаток. Это ее баллистика. На больших расстояниях это прямо серьезно заметно. А еще у меня бот, мой товарищ, тиммейт, поумнел, потому что у него есть башня. И это плохой звоночек для меня. Опять, да? Ну спасибо. Класс. Никакая броня не спасает от него. Вообще ничего не спасает. Нифига себе. Ты чё, выжил?
Это невозможно. Кстати, весь боекомплект находится в башне. И самое немаловажное, диаметром 1,70 м башенный погон. Так что такую пушку можно было установить. Даже не только такую. Можно и 75-метровую длинноствольную пушку от Panzer 4 установить. Короче говоря, в этом танке есть большой срок для модернизации, который не используют почти. Ну, потому что они будут делать другие танки малость. Давай, я тебя пробью. Ну, в борт башни это не считается, но вы видели эту баллистику? Вы видели эту баллистику? Он просто... Это почти гаубица, блин. Да, победа, кстати. Я не доехал до финишной линии, у меня 5 фрагов. Ну, это пушка такая, ну что могу поделать? Причем на 3-м уровне. Танк 3-го уровня у меня получается такой, прямо реально мощный. Ну, почти имба. Конечно, броня 40 мм это не очень хорошо. Все равно пробивается, то есть это прямо средняя броня конкретно, потому что там есть С-35 французский на 3-м уровне. У него там вообще броня даже есть 45 мм во лбу корпуса. Во лбу башни 56, у меня 51. Ну, короче говоря, танк средний, скорость чуть ниже, чем у Хорька. Че, стреляешь опять в крысу? Да, в крысу. О, это чуть более старая модификация. О, все, конец. Давай, танкуй. Ага. Не я танканул, а танканул Беннет. Назло всем. Да ладно. Я тебя переиграю. Я тебя уничтожу. Да что ж такое? Попади уже хотя бы один раз. Нет. Минус водятел. Водятел, да, именно водятел. Не водитель, а именно водятел. Победил! Я не знаю, куда я попал, но в лобовую броню я его все еще не пробиваю. Только в нижний бронелист. Но хотя бы в нижний бронелист. Кстати, моя фугасница пробивала столько же, 105 миллиметровая. Ну, пушка, в общем, хорошая. Это уже понятно. Вторая победа мне далась с трудом, но я победил все равно. Третья победа, и танк будет считаться отличным. Ну, типа превосходным. Его, кстати, приняли на вооружение, потому что, по понятной причине, хорошая пушка, нормальная броня. Опять? Ты меня выведешь из себя сейчас. Хватит. Успокойся. Тебя никто не звал. Спасите меня. Спаси меня, Холм. О, все, спасение. Они мне не страшны вообще никак. Ой, назад, едь назад. Да что ж такое? Дай мне фраги. Хотя бы один. О. Класс. Мне что ему? Не страшно. Мне какие расстояния? Да что мне сделаешь? Что ты мне сделаешь, а? Ничего ты мне не сделаешь. А вот он сделает. Причем он это почти ты. Третья победа. Слушаешь? Третья победа. Это моя победа. Не твоя. Снайпер. Настоящий снайпер, реально. Вот он, короче, танк В1Б. Превосходный. 5 минут боя и все. Я за 5 минут просто доказал, что он не зря был принят на вооружение. А теперь немного альтернативной истории. В середине 40-го года немцы напали на страну Архипелаг и на Америку. Как они узнали о стране Архипелаг? В середине 1936 года экспедиция, которая направилась на изучение Бермудского треугольника, потерпела крушение, и они попали на свои шлюпки на сушу, неизвестную им. Это оказались острова страны Архипелаг. Они их немножечко изучили, а потом свалили. Доложили правительству о том, что существует какая-то непонятная страна, которая вроде бы очень даже цивилизована, и которая находится в Бермудском треугольнике, который является большой загадкой для всего человечества. Правительству уже было понятно тогда какое, и понятно, что оно было заинтересовано в захвате, чего бы то ни было. И в 1938 году они выслали гораздо более подготовленную экспедицию к этим островам неизвестным, причем на подводной лодке. Однако им все равно пришлось пересесть на шлюпки, чтобы притвориться потерпевшими крушение. После гораздо более детального изучения страны Архипелаг пришли к выводу, что страна идет в ногу со временем по технологиям. У страны есть флот, правда без подлодок. И на вооружение у них стоят даже танки. Легкий танк В1А с 20 мм броней и самоходка В1ФС со 105 мм гаубицей. Это было наполовину правдой, конечно, немцы не все узнали.
Однако уже по этой информации они сделали вывод, чем для них эта страна будет являться. Они определили ее как второстепенную цель, потому что для них она являлась скорее стратегически важной точкой, но не более. А теперь о том, как немцы напали на основной архипелаг. В середине 40-го года они хотели напасть на главный остров, самый большой, на котором находилась столица. Однако что-то они там спутали и попали на самый маленький остров. И еще, к их сожалению, страна архипелаг была готова к обороне. В стране объявили военное положение. И еще самое главное, перед войной все производства были дублированы. То есть, допустим, был завод консервных банок на одном острове, а его еще размножили на 3 остальных. Все для того, чтобы даже при захвате 75% территории страны, страна все еще могла полноценно функционировать и сражаться. Однако не у всех фирм хватало денег, и даже с поддержкой правительства, чтобы размножить свои заводы. Допустим, такой фирмой была ЕДРГ, и поэтому им пришлось продаться в собственность государства. И, естественно, с вытекающими оттуда последствиями. Их свобода действий уменьшилась. Они стали преимущественно выполнять государственные заказы и даже производить танки чужих фирм. Ну а как там вторжение немцев? Немцы вторглись на этот маленький остров и получили очень достойный отпор. Танки В1Б к тому моменту, к середине 40-го года, были самыми массовыми танками страны архипелаг. Всего их было произведено к этому времени около 100 штук. На этом маленьком острове их было всего 25. Но еще были устаревшие танки В3А, В1А даже и самоходка В1ФС. Немецкие же панцерваффе, которые они отправили для захвата этой страны, состояло из 50 танков. Это были ПЗ-1, ПЗ-2 и французские трофейные С-35. И эти танки оказались явно слабоваты для В1Б. Однако победа на суше это еще наполовину успех, потому что есть же море, точнее океан. И вот в океане они проиграли. Та маленькая часть флота, что находилась на защите маленького острова, ее раздавила немецкая армада. Однако вот дальше продвинуться все-таки немцы не смогли, поэтому первое нападение немцев закончилось захватом всего-навсего одного острова маленького. Конец 1939 года, и фирма ТКМ возвращается, представляя войскам на испытания средний танк ТПО-1, танк противовоздушной обороны. У этого среднего танка массой 18 тонн была очень крепкая броня. Лоб корпуса приведенная 75 мм, лоб башни 85 мм, борт корпуса 45 мм, борт башни 57 мм. Очень серьезная противоснарядная броня. И такая броня была нужна для того, чтобы выдержать попадание бомбы рядом с танком. Все потому, что задачей танка являлось сбивание низколетящих бомбардировщиков. Именно для этого в его огромной башне были установлены 2 27 мм автоматические пушки. К сожалению, в игре Спрогита до сих пор нельзя поставить на танк более одного орудия. Поэтому я просто взял эту самую одну 27 мм пушку и увеличил ее скорострельность в 2 раза. Типа у меня 2 автопушки. Наводчик сидит прямо по центру, между 2 автопушками. Заряжающий находится вот здесь, командир вот здесь. Компоновка уже знакомая, двигатель стоит поперек, и это все еще тот самый двигатель на 138 лошадиных сил, правда немножечко модернизированный. Самое обидное, что у этого танка был огромный модернизационный потенциал, потому что в этой огромной башне, у которой кольцо имеет наружный диаметр 1800 мм, ну в этот танк можно поместить реально серьезное противотанковое орудие и сделать его не истребителем танков, ну или вообще просто полноценным средним танком, да даже тяжелым. Короче, непонятно, как разогнался. Давайте я расскажу о том, какие были военно-воздушные силы у страны архипелаг. Их не было вообще. То есть у них не было военной авиации, потому что она была им не нужна. Им некого бомбардировать, и для гражданских тоже особо-то самолетов не нужно. Единственные самолеты, которые были в этой стране, это кукурузники, для опыления полей сверху. Ну, потому что надо. Но вопрос тогда, чем же они противостояли немецкому Люфтваффе? У страны архипелаг еще до начала войны был очень плотный противовоздушный купол. Количество зениток было просто колоссальное, они были буквально повсюду. Поэтому немецкие бомбардировщики просто не успевали долетать до своей точки назначения. Их просто сбивали. И вот в середине войны немцы решили, что вообще больше не будут отправлять самолеты на этот чертов остров, потому что их сбивали и продолжали сбивать. Но и в середине войны этот танк просто устарел и оказался не нужен. Поэтому его модификации даже ни разу не было произведено, хотя потенциал был у этого танка очень огромный. Но давайте уйдем от грустного и проверим, насколько же этот танк был хорош.
Офигенная карта, кстати, просто чистое поле и ничего лишнего. Ну и железная дорога посередине. О, гляньте. Кто сюда едет? У них просто нет никаких шансов. Невозможно. Не понял. Это кто? Откуда? Это типа финальный босс? Финального босса надо бояться. ЛТД-3? Как меня победили? У меня было сколько танков? 4 танка, у меня толстенная броня. Как? Смотрите, летают. Первый бой на плоской карте. Это реально плоский мир из Майнкрафта. Поражение. Тут вообще нет рельефа никакого. Тут никак не спрятаться. Ой. Ой, Крамтильда, да, или Матильда? В смысле? Я не могу пробить ничего. У меня же автопушка. Ну да, все-таки этот танк, мне кажется, что вот в этой игре этот танк будет плохим. Броня может быть сильная, но орудие, оно бесполезное абсолютно. Автопушка, к тому же в World of Tanks сам по себе этот танк тоже будет реально бесполезным. Вспомните, допустим, рысь немецкую. ПЗ-2 Ausf-J, Jedi. Вот у него тоже очень толстая броня и автопушка есть. Ну да, это, наверное, будет поражение, к сожалению. Очень жалко. То есть танк хороший, вроде бы. Есть потенциал, но он не использован для того, чтобы сражаться против вражеских танков. Это все из-за того, что новая эра. ПЗ-35 М5. Вас так много новых, я продолжаю проигрывать. Моя лобовая броня меня даже не спасает. Ни траки, ничего. Третье поражение. А следующий танк это будет вообще кошмар. Я, блин, забыл посмотреть на бронепробиваемость этой пушки. Вот мне просто интересно, что она пробивает, сколько миллиметров. Это Крамтильда такая. Вроде бы Крамтильда должна. То есть броня 64 миллиметра. Вроде бы было. Типа я это никогда в своей жизни не пробью. Я хотя бы бочку взорвать. О, есть. Никак. В атаку пошел. Наглый. Бортом, бортом, бортом стал. Давай, давай, давай. Нифига. Жесткий. Реально жесткий. Борзый. Остановись. Стоп, машина, стоп, машина. Ой, да ну тебя. Ой, ой. А вот это меня пробьет. Ой. Борт. Класс. Как они промахиваются, не понимаю. Последнего заберу. Я тебя заберу с собой. Есть, это Кромвель, это еще хуже. МК-17 Man of War ко мне приближается, но он не успел. Четвертый бой, поражение. И получается, что танк очень плохой. То есть ни одной победы, это у меня такого не было. Даже В1А не настолько плох. Ну все потому, что он не предназначен для борьбы с вражескими танками. Я это уже вроде бы сказал. Ладно, повторение, мать учения. Ты кто? Ты кто? Как тебя зовут? Скажи мне. Ты не пробиваешься. Я тебя пробью, и я найду, как тебя пробить. Ты не КВ. Все, что не КВ, это пробивается. Ну, отказывается пробиваться. Вау, я это нашел. Слабенькое место у всех танков. Маска. Маска. Вот маска. Вот это место. Ну давай, стреляй. Не пробил. Нифига себе. Борт корпуса, борт корпуса. Есть. Есть. А какой еще один борт он стал? Нет, да не может быть. Ну почему ты повернулся? А, все, конечно. У него там броня бесконечная. 5 поражений, круто. Но это автопушка. Вообще ничего не ожидал. На третьем уровне World of Tanks это будет вообще кошмар. Опять же, заряжаешь голду
И только тогда кого-нибудь ты пробьешь. 36 мм это не в какие ворота, это никуда, только в борта бить. А подъехать к вражеским танкам у меня не получается на этой карте, потому что здесь нет никакого рельефа. И они едут со всех сторон, то есть все это финиш. Ну вот такой вот специфичный танк, весьма необычный, интересный, но он абсолютно не подходит для борьбы с вражескими танками. Едем дальше. Начало 40-го года. Фирма ДМБ представляет войскам танк В5А на испытание. Это был глубоко модернизированный танк В4А. У него была изменена ходовая часть, теперь она гораздо более устойчивая и состоит из 6 опорных катков на борт. У него было изменено вооружение, теперь у него стоит гораздо более длинноствольная 37 мм пушка, которая пробивает уже 56 мм брони. Для 40-го года это очень хорошие показатели. Также у этого танка была увеличена броня. Приведенная толщина 60 мм, лоб корпуса, башня осталась той же самой, и толщина брони в маске составляла 60 мм, а борта, корпуса, башни и корма остались те же самые танка В4А. Также на танке была установлена модернизированная версия двигателя на 138 лошадиных сил. И главная проблема этого танка в том, что он пришел слишком поздно. У военных на вооружении уже стоял танк В1Б средний. У него было хорошее бронирование, мощное вооружение, пусть и скорость поменьше, он все равно был лучше, чем В5А, то есть В5А на роль основного танка уже не годился. Однако танк все-таки выпустили маленькой партией и сделали его разведывательной машиной. Ну что ж, давайте проверим, насколько этот танк хорош. Так, со мной 6 танков, 7. Вот это я понимаю. Не 4 штуки. 7 против 7 сейчас будет, да? Их вроде бы 7 врагов. Я не помню точно. Я не видел полностью, сколько их было. Ой, давай. Есть пробитие. Нет пробития. Нет попадания. У меня же броня тоненькая. Как фольга. У меня пробьет. Ой, да ладно, я его не пробиваю. Как я тебя не пробиваю? Ты чё? Бочкой взрываю, а тебя не пробиваю. Борзый. Йо. Тараканы. Как тараканы, реально. Танк очень быстрый, прямо реально. Ну, это как наш Т-50. Вот прям очень похож. Но пушка может быть и у Т-50 посильнее была. Стой, стой. Стой, не смей. Ты кто? Я тебя не пробиваю. Ты кто? Что себе позволяешь? Первый бой поражения, но в этом танке я гораздо ближе был к победе. Но скорее всего числом давим. Броня, конечно же, есть, но она слабенькая все равно. Это 60 мм против 75 в сравнении не идет. Все-таки. Ой, сейчас буду пробивать насквозь. Тут брони вообще нет у меня. Ну да. Под огромными углами наклона пробивают без проблем. А тебя тоже зато. ЛТД-2. Все еще проблема. Все еще большущая проблема. ЛТД... Нет. Не проблема. Мой танк подбили? Нет. Как? Как я мог знать? Уничтожь его, уничтожь. Ты пробить его не можешь, что ли? О, я понял. Я все понял. Опять ты, да? Хорош. Подбить заразу. Не пробьешь. Нет, конечно, пробьет. Чего я вру? Ты что сделал? Ты застрял на железной дороге. Как? А, все, это проигрыш. Лови, гад. Рикошет от гусеницы. Но это фейл. Против вот этого танка, финального, блин, босса, уже сложно воевать. Я не знаю, какая у него броня. Я не знаю его кормовой брони, я лобовую знаю. 100 мм у него лобовая броня. Потому что я этот танк открыл в песочнице. И я посмотрел его характеристики. Но я забыл его кормовую броню. Могу ли я вообще его пробить? Да хватит. Хватит пробивать.
Третий бой поражения. То ли карта такая, то ли танки такие. Но почему первый бой дался так легко? Второй тем более, вообще почти победили. Но потом у меня 3 танка почему-то вышли из строя. В смысле, они не смогли дальше ехать. У меня 4-й бой сейчас, между прочим. Что-то все танки в этом выпуске плохие. Ну, в принципе, это я всегда на новых картах не очень хорошо воевал. О, рельеф есть. У меня есть рельеф. Ура. Я могу спрятаться и вести огонь из укрытия. У меня есть хорошие углы наводки. Но нет точности, я косой пипец. Давай. Ай, ты кто? Откуда? Да как ты? Вы застреваете? Как? Это невозможно. Это бред. Какая у тебя броня там? Ты тяжелый танк, что ли? Я не понимаю. Супер тяжелый танк. У меня бронепробитие 56 мм. Это начало войны. Ты чё? Нет, 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 нет. Не смей, не смей. Только не мою сторону. Ни одной победы за сегодня. Ни одной вообще. Клевая карта. Засада была такой простой, а теперь начался просто настоящий кошмар. 5-й бой. Кажется, сегодня вообще без побед. Я ничего не понимаю. Но, видимо, следующий танк зато, вот у меня что будет. Точнее, самоходка, вот. Она все пробьет. Наверное. По крайней мере, должна. Правда, там броня тоненькая, как фольги. Картонная, короче говоря. Но зато вот пушка там просто ахт-ахт. Маленький очень ахт-ахт. Мелкий. Не, это... Как? Не стрелять по мне. Как? Как ты это делаешь? Ты черт? О. Окей. Хорошо. Ну вот, испытания подошли к концу, и по итогу могу сказать, что сегодня хороших танков не было. Были только 2 отвратительных. Ни одной победы вообще. Для 3-го уровня, я думаю, танки были бы хороши своими характеристиками World of Tanks, но для моих танков противники уж слишком сильные. И я не знаю, что я буду делать, наверное, проигрывать. Все равно поменять я ничего не смогу. ПТ-САУ 3-го уровня Грызун, которая была построена на базе шасси танка Хорек. Просто офигенное название. Фирма ЕДРГ ЖОТ. Самоходка очень низкая. Она ниже человека. Вот эта палка, она высотой 1,83 м. Сама самоходка получается высотой где-то 1,70 м, если считать по крыше. У самоходки посредственная картонная броня, потому что осталась она от того танка. Экипаж состоит из 4 человек. Наводчик, механик-водитель, командир и заряжающий. Самое главное в этой самоходке — это ее орудие. 37-мм очень длинноствольная пушка с длиной ствола 81 калибр, которая была сделана на основе зенитки. Самое главное, что этой пушки нет дульного тормоза, так что самоходка при выстреле себя не демаскирует. Если добавить то, что она сама по себе еще низкая, эта самоходка просто идеальна для засад. Но такая проблема в том, что я буду играть на карте «Железная дорога» с большим открытым полем, и никакой засады у меня сделать не получится. И давайте проверим, насколько хороша эта самоходка при встречном открытом бою. Погнали! Всего у меня есть 7 самоходок, много. И в принципе неудивительно, что их так много, потому что самоходки очень легко весят. Бронепробитие пушки я забыл посмотреть, посмотрю чуть позже, окей? Броня не обсуждается, я уже говорил. По мне будет, наверное, весьма сложно попасть. Ой, давай, прицелься. Вот так. Рикошет, да ладно. Почему я тебя не пробиваю, алло? У меня чудовищная пушка. Я все должен пробивать. Ой, да ладно вам. Почему эта карта такая непроходимая? Серьезно, я проиграю на самоходке с офигенной пушкой. Опять я просто
не с тем танком. У меня опять не тот танк. Условия совершенно неподходящие. Почему они все у меня такие тепличные, блин, алло? Первый бой поражения. Окей. В очередной миллионный раз напомню. 5 боев у меня есть, чтобы доказать, стоил танк того или не стоил. В данном случае самоходка. Кстати, эту самоходку на вооружение приняли. В начале войны она была построена в 40-м году, в начале 40-го. Военные, между прочим, даже провели конкурс. Но на конкурс вышел только вот один экземпляр. Вот такой вот прикол. Только фирма ЕДРГ отозвалась. И к тому же, фирма ДРГ к тому моменту уже принадлежала государству, поэтому они скорее выполнили прямой заказ, чем сами представили свой образец. Короче, бронепробитие пушки 62 мм, Карл, ну... Алло, это начало войны. Тяжелый французский танк Б1 я могу даже пробить в лоб. Почему эта пушка ничего не пробивает здесь? Что в этой игре не так с этим уровнем? Противники просто избыточные какие-то. Они не из начала войны, блин. Ну, конечно, это противники, которые мне подписчики представили. Точнее, Виталий Булка в основном. Это пипец просто. Это настоящее адское испытание. Они иногда показывают чудеса и меня не пробивают. А иногда вот так вот пробивают. Непонятно. Не стреляй! Дай мне прицелиться. А второй бой поражения. Это у меня сейчас глобальный проигрыш будет, да? Кстати, гляньте на этот боезапас. 130 снарядов. Но я же говорю опять, эта самоходка просто идеальна для засады. Засел где-нибудь там, в лесу, и стреляешь до тех пор, пока твой огромный боезапас не закончится. Давай, разворачивайся. Не пробитие, ты серьезно? Есть. Есть пробитие. Я могу пробить нижнюю хотя бы бронеплиту. Ниже поднялись лобовой. Ура, мы один танк уничтожили. Давай в бочину буду стрелять по ним. О, хорошо. 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 Еще лучше. Давай. Ты что, не убивай? Я его уничтожил. Мне сбили гусеницу. А, нет, механика-водителя. Осталось 4 танка. Алло. Живой? Нет? Победа или нет, я не понимаю. Нет, пока непонятно. Остался, кажется, один танк. Вражеский. А, тот самый, который неубиваемый, да? Да, я понял, спасибо. Почему у тебя такая пушка не... Откуда ты вообще? Из будущего, блин, пришел, да? Все, иди нафиг. Ты заколебал. Он крутит башни просто с огроменной скоростью. Третий бой поражения. Но я был на этот раз очень близко. Я не думаю, что это танки плохие. Просто на третьем уровне в World of Tanks такого просто невозможно встретить. Этот МК-17 Manowar, танк, наверное, где-то уровня 6. Ну да, у него 100 мм лобовая броня. Я кормовую броню его до сих пор не узнал. Но точно не больше 50 мм. Но это просто нереально. О, ЛТД-2. Здрасте. Вы из Франции? Вы из Франции. Я успел выстрелить? Непонятно. 3 танка наших осталось. Ой, самоходки всегда путаю, блин. Давай. Есть попадание хорошее. Еще один, давай. Ох, отлично. Ты что такой странный? 2 танка уничтожил. Давайте-ка нам. Я понял, как надо было с ними сражаться. Я все это время просто тупил по-настоящему. Ой. Ха. Не, я все-таки понял. Засада же. Кто? МК-17 Manowar. Чего я ожидал? 5-й бой. Последний бой, в котором я, наверное, правильно все сделаю. Нужно просто стать в засаду. Всем в линию выстроиться. Всем выстроиться в линию. Чё тупите? Не тупите, пожалуйста. А разворачивайтесь вот так вот боком. Сейчас я вам покажу как. О, все хорошо. Ой, все, мы в безопасности. Вот так, вот так. Замечательно. А теперь defend.
А это такой дефенд у тебя, да? Нифига себе. Я в шоке. Теперь мы будем их просто ждать в засаде. И в четвером, в пятером. Это еще лучше. Сейчас они сюда приедут. Какие умные боты. Пипец. Нас осталось трое. Да что происходит? Что вы делаете? Давай. Мне на мушку давай. О, хорошо получилось. Вот так надо жать. Я тебя смогу пробить в борт. Я отвечаю. Я тебя уничтожу нафиг. Спид. Давай. Но. У него еще рентгеновское зрение. Спасибо, блин. Разработчик за такой имбовый танк в качестве противника. Алло. И я остался совсем один против неубиваемого танка. Давай. Но. Он корму подставил. Ай, гад. Ай, гад. Ну давай, рикошет. Я не смогу отсюда выйти. Пятый бой, поражения получается, да? Вот. Что такое с этой картой? Вы, давай. Что же с тобой делать? Я поеду сейчас вперед, меня убьют. Он корму так хорошо подставил, но я не успею сделать выстрел к этому моменту, пока доеду. Он перевес делает, у него перезарядка быстрее, чем у меня. Стреляй давай. Рикошет, рикошет. Едь чуть-чуть вперед, пожалуйста. Сейчас отъеду, он меня подстрелит. Давай. Смелее, но... Подъезжай сюда. Борт подставь хотя бы. Давай вперед едь. Вперед. Давай, давай, давай. Пока. Все, пока. Аревуар. Катить отсюда. Черт. Ты издеваешься? Я по тебе 2 раза выстрелил. В подбашенную коробку, там, где находится экипаж. Я тебя сейчас добью. Давай. Почему не пробитие? Я знаю, куда его пробить. Давай. Давай. Нижний бронелист. Алло, Карл. Почему ты такой непробиваемый вообще никуда? Давай. Крутись за мной. Ну, давай. Целься. Сейчас. Вперед, 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 вперед. Нет, назад, 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 назад. Отцепь ТС. Я победил! Нет? Это не все еще, да? У меня нет механика-водителя, у меня ничего нет. Я его уничтожил наконец-таки. Но это типа еще не победа, не понимаю почему. Наверное, там надо куда-то доехать, да, типа, до самого конца. Или потому что моя машина наполовину сломана, я типа не могу победить. Я не знаю, короче. В итоге 5 боев, половина победы. Самоходка для открытого боя не горится совершенно. Это было в принципе и так понятно. Но проблема вся в том, что сценарий с засадой в этой игре, его просто не существует. Короче, в игре просто нет подходящих сценариев для вот этой вот самоходки. Сама по себе она хорошая для Второй мировой войны, для 3-го уровня тем более. В игре World of Tanks, но в игре это фигня полная. Переходим к следующему уже танку. Вот это поворот.
Возвращаемся в предвоенный период. Это самый первый тяжелый танк страны Архипелаг. Он был сделан фирмой ЕДРГ в середине 1939 года. А все потому, что в середине 1939 года военные объявили конкурс на тяжелый танк. И прикол весь в том, что кроме ЕДРГ, другие компании в конкурсе участия не принимали. Поэтому военные приняли этот танк на вооружение за неимением альтернатив. Ну и потому, что сам по себе танк был неплохой. Однако произведено их было всего-навсего 15 штук. А все потому, что ему на смену пришел гораздо более удачный В1С. Поэтому на исход войны этот танк особо не повлиял. Но как же он был сделан? ЕДРГ поступили вот так. Они взяли свой танк Хорек, немножечко изменили его лобовую деталь, прибавили брони. Название этого танка блестящее, потому что оно идеально подходит к его сути. Спокойствие, черепашки. Он медленный, но бронированный. Потому что посмотрите на вот эту вот броню. Все красное. 66 мм приведенной брони, но здесь 59. Маска вообще 77. Короче, очень толстое бронирование, даже с бортов. Для предвоенного периода 39-х годов танк был очень хороший, даже лучше, чем французский Б1. Однако у него была небольшая проблема, а точнее у фирмы ЕДРГ были небольшие проблемы. Тогда фирма недавно совсем, ДМБ, показала свой танк В1Б с 75 мм пушкой, и сразу стало понятно, что нужен примерно вот такой вот калибр, он устраивает военных. Однако в башню с погоном 1600 мм поставить такое орудие было невозможно, поэтому они изобрели новый калибр. 68 мм. Гильза чуть покороче, чем у танка, чем у пушки 75 мм, а так характеристики, ну, близки весьма. Но самое главное, она в эту башню помещалась. Это был максимум, что помещалось в эту башню. Также здесь стоял небольшой дульный тормоз, чтобы уменьшить длину отката и чтобы это все орудие в башню помещалось. Танк использовал тот же самый двигатель, шасси те же самые от танка Хорек, но при этом у него был большой залог для модернизации. Вот гляньте вот на это место свободное спереди. То есть здесь можно было поставить башню с погоном 1900 мм. Ну реально много. И это круто, но этот потенциал модернизационный не использовали, потому что танк весьма быстро устарел. И я не могу еще упустить возможность и не пошутить. Мама, купи нам А39 Тартойс. Нет, сынок, у нас есть Тартойс дома. Тартойс дома. Все, я пошутил, я доволен. Давайте проверим, насколько этот танк хорош. У меня есть подозрение, что он ультра-мега-супер хорош. Потому что броня непробиваемая. Да, скорость у него ужасная. 20 км в час. Динамические характеристики тоже. Но он будет тащить. Я никого не вижу на холме. Какая все-таки это приятная карта. Давай, прицелься и выстрели. Короче, один выстрел. Минус противник. Давай, давай. Поднимай свою пушку. Еще немного. Еще немного. Сведитесь. Куда Еще хотите немного, давай. попасть? Выстрелите. Ой, да ладно Пригните тебе. ствол. Траектория не такая уж и, кстати, гаубичная у этой пушки. Есть. Он опять забирает мой фраг. Лучший просто союзник на свете. Кстати, да. Этот танк использует башню танка Феррет. Но так, если честно, этот танк мне напоминает один японский, название которого я забыл, но вот его картинка. У него тоже была такая вот лобовая плита под углом 30 градусов относительно вертикали. Так, остался только финальный босс и все. Круто. Правда, по мне, конечно, ни разу не попали, поэтому о броне его пока не могу судить, но мне кажется, что пробить его даже финальный босс не сможет. Это все-таки тяжелый танк. Ну давай, Хенемор. Кто кого? Не пробьешь никогда в своей жизни. Я его зато пробиваю. Не, вот теперь я здесь босс. Вот теперь я здесь босс. Вот теперь я здесь босс. Я это уже говорю 4-й раз, и я, блин, совершенно прав. Тяжелый танк. Чё поделать? Первый бой, победа. Прямо такое облегчение после той карты в начале войны. Я к ней буду очень долго привыкать, реально. ЛТД-1. Ну здравствуй. Мне кажется, я даже не должен по этим танкам стрелять. Они сами должны капитулировать. Я тебя не пробил первый раз. Это по глупости. Я стрелял в самую толстую твою часть. В лоб башни. Да ладно, не уничтожился. Хорош. Ультра-супер-мега хорош. Все, готов. Кстати, у этого танка есть одно слабое место. Корма башни. Ее толщина всего-навсего 17 мм. Корма же корпуса имеет толщину
51 мм. Нормально абсолютно. Короче, мощный танк. Между прочим, это танк 4 уровня. И, наверное, для 4 уровня такая броня весьма посредственная. Однако, кто отменял то, что танк можно поставить ромбом? Ну давай, пробивай. Я его сейчас покажу. Ромб. Я стал ромбом. Вот, я стал ромбом, и он меня не пробивает. Один выстрел, победа. Второй бой, вторая победа, третий бой. Если танк победит третий раз, по правилам, он офигенный. У меня сомнений нет, то, что он победит третий раз. Это такое облегчение для меня, играть на этом танке. Пусть он очень медленный, и характеристики его динамические просто отвратительные. Он едва в горку может поехать. Их поначалу не принимали. Это было неожиданно. Очень. Гляньте, кое-кто не хочет, чтобы я выиграл 3 раза подряд. Пришел настоящий босс. Босс всех боссов. Франц R2 HD. Ну давай посмотрим, насколько ты хорош. Вот он. Иди ко мне. Я тебя переиграю. Я тебя уничтожу. Но для начала я должен доехать. A few inches later. Сведитесь. Oh shit. Here we go Давай. again. Давай. Есть попадание. Я просто мастер, реально. Гаубичная траектория, и я бью в нижний бронелист, и его уничтожают. Третья победа подряд. Я почувствовал сейчас облегчение просто после этих 3 попыток на совершенно разных танках на новом уровне. Это просто облегчение. Я тут просто себя боссом настоящим чувствую. Танк мощный, но следующий еще будет мощнее. Первый тяжелый танк фирмы ДМБ В1С. Да, это тот самый танк, который не успел на конкурс, но при этом заменил черепаху. Потому что был лучше. Танк был принят на вооружение в начале 1940 года. Ну и что же этот танк из себя представляет? Это модернизированный В1Б, у которого изменили ходовую часть на гораздо более устойчивую и добавили брони в лобовой проекции. Лоб корпуса 71 мм, лоб башни 71 мм. Вот только нижний бронелист подкачал всего-навсего 51 мм. Однако для своего времени, а именно начала 40-го года, эта броня была очень неплохой. Однако этот танк был произведен небольшой партией, точного числа у меня не указано нигде, и всего-навсего на одном заводе. А все потому, что его единственным преимуществом перед средним танком В1Б была лобовая броня. Она выдерживала попадания 47 мм французской танковой пушки. Однако этого было недостаточно для того, чтобы перестраивать под него все производство. Все-таки военные и правительство вовремя поняли, то что это псевдотяжелый танк. Поэтому было решено прекратить его производство и продолжать массово выпускать танки В1Б. Однако давайте проверим, насколько этот танк был хорош в бою. Кстати, на ход войны этот танк в силу своей немногочисленности не повлиял. Ну что, погнали. Напоминаю важное правило тестирования моих танков. Проходит 5 боев. Если танк побеждает 3 раза подряд, он очень хороший. Если танк побеждает не 3 раза подряд, а просто 3 раза, то он неплохой. А, это проигрыш, да? Вот так быстро. А, нет, это другой танк. Я попутал. А, ты издеваешься, да? У меня бронепробитие 67 миллиметров. Ты чё? О, меня сбили механика-водителя, но это и не страшно, потому что у меня есть все-таки пушка. Еще одна крамтильда. О, нет. Рикошет! Да я под хорошим углом бил. Не под 70 градусов. Не под 70 градусов. Не выезжай, не смей. А, меня сейчас уничтожат. Ой, да ну тебя. Ты очень точный, кстати.
Куда он стреляет? Победили? Окей, я первый раз смог победить на этой карте. Потому что, блин, этот МК-17 Man of War, он прям очень мощный. А танк В1С справился. Интересно, интересно. Сможет ли он победить у меня 3 раза подряд? Второй бой. Я заинтригован. Теперь реально заинтригован. Уже стреляют мои товарищи боты. Т-22. Ты кто? Я тебя не знаю. Ну, пробиваешься, поэтому ты меня особо не волнуешь. Просто очередной танк, который я не помню. О, ну тебя я помню, тебя я знаю. Тебе нужно пробить в борт. Ты чё происходит? Ты чё? Ты чего творишь? Ой, нет. Рамбовать. Рамбовать. Запрещаю рамбовать. Ой, в смысле, разрешаю рамбовать. Подбей его. Молодец. Ладно, ладно, хорошо. Опять начинается хоровод. Хорошо. Я понял. Ладно, ладно. Будет тебе хоровод. Как же тебя подбить? У меня 70 мм бронепробития. У него везде 100 мм брони. Даже в чертовом кольце башенном 100 мм. Да, но я могу его вывести сейчас, лишить его подвижности, чтобы потом его быстро закружить и попасть в корму. A few moments later. Я хочу просто подбить тебе гусеницу. Как мне тебя обхитрить? Он меня пробьет мгновенно. У него перезарядка 2 секунды. Да? Нет, еще рано. Зря так. Зря. Давай. Гони. Есть, закружил. Неплохо. Мне этот танк начинает нравиться прямо. Давайте третий бой. Если он победит 3-й раз подряд, к моему величайшему удивлению, этот танк очень зря забросили. Это будет... Я буду очень сильно удивлен. А, нет. Против вот этих танков моя броня не выдержит, да? Буду рамбовать, как только могу. Не пробивает. Пробиваем зато мы всех на свете. И это очень хорошо. Очень-очень хорошо. Я тебя пробью сейчас, прям в лоб. В лоб пробиваю ЛТД. У ЛТД, между прочим, 70-мм лобовая броня. Напоминаю. Они мне только радиста максимум вышибают. Не, это прям... Да я просто в асса превратился. А, нет, не повезло. Не повезло. Они нас задавили числом. Еще было 3 танка. Размечтался. 4-й бой. В принципе, все равно. Если танк победит, ну, 3 раза даже, если он победит всего-навсего за эти 5 боев. Или даже 4. 4 раза это уже хороший танк. То есть одно поражение, 4 победы, это строгая 4. Логично ведь. Я думаю, он такой оценки заслуживает. Хотя это, скорее всего, мое первое впечатление после тех 2 боев. Неизгладимое, потому что я никогда здесь раньше не побеждал на этой карте. Окей, я, наверное, не в тот танк целюсь. О, да. Бортом стал. Прямо специально, да? Это как? Не понял. Подбил. Вот так вот в борт. Изящно. Не смей меня подбивать. Меня не пробьешь. У меня крепкая броня. Ты чё? Ты чё? Чё творишь? Ты меня не должен пробивать. У меня броня зверская. Чё? У меня 70 миллиметров. 3 победы. Не подряд. Поэтому продолжаю. 5-й бой. Скорее всего, у меня будет 4-я победа. И танк получается хороший. А, нет, мне кажется, 4-й победы мне не видать.
Эти ЛТД это проклятые танки. Они берут количеством и своей пушкой. Их пушка пробивает вообще просто все. Бронепробитие 77 миллиметров. Это же зверство. Но при этом броня очень тонкая. Ты чё перестал пробиваться? Ты вредный, да? Ты особо вредный? Ты француз. Не видать мне 4-й победы. Печально. То есть танк не хороший, а заслуживает 3. Неплохой. Как я говорил раньше. Прямо угадал. Однако думаю, что военные поставили этому танку гораздо более высокую оценку. Потому что так он был хороший танк. Он просто был лишний. Переходим к следующей машине. Фирма ДМБ возвращается к двухбашенной компоновке. А почему? А все потому, что с фронта стали приходить, к удивлению фирмы ДМБ, положительные отзывы о танке В2А, а именно о расположении его пулеметной башенки. А все дело в том, что при контратаке танками немецкая пехота часто оставалась позади, и они этим пользовались, и поэтому закидывали моторное отделение танков гранатами или магнитными минами. Однако пулеметная башенка у танка В2А спасала его от этой проблемы и расчищала дорогу мотопехоте, которая следовала за этим танком. Ну а еще себя хорошо зарекомендовала пушка-гаубица, установленная на самоходку В1ФС. Поэтому инженеры решили создать вот такой вот штурмовой танк Франкенштейн. Он использует удлиненный корпус от В2А с увеличенным бронированием. Лоб корпуса 41 мм, борт корпуса 32 мм, корма 27 мм. Также использует башню от танка В1Б, в которой удалось поместить 105 мм пушку-гаубицу. Ну и конечно же, инженеры не забыли поставить пулеметную башенку сзади. Танк приняли на вооружение в конце 1940 года. Этих танков было произведено не так уж и мало. Точных чисел у меня нет. Ну что ж, давайте проверим его боевую эффективность. Со мной 5 танков. Не так уж и много. Хотелось бы побольше. Я думаю, мое бронирование в 41 мм лобовое не будет вообще спасать. Никак. Да, оно уже не спасает. Нас просто... Ни одного шанса, да ладно. Ни одного шанса вообще. Первый бой поражения. Давайте второй. Может быть, повезет. Может быть, на этот раз мы первыми откроем огонь. Так, где они? Где? Вот здесь. А ну иди сюда. Я тебя уничтожу. О! Высокая точность орудия. Очень. О! Зато с одного выстрела уничтожает вообще просто все. Не уничтожает, а аннигилирует. Ну, я подбил 2 танка. Второй бой поражения. Третий бой. Мне кажется, на этом танке мне не удастся победить. Печально. Хотя военным этот танк нравился, и он был хорошим. Все потому, что у немцев не было нормальной противотанковой артиллерии. Как я промазал? Кстати, почему у меня не указано точного количества выпущенных танков? Все потому, что предсказать, какое влияние на войну окажет вот это вот определенное количество танков, очень сложно. Поэтому я решил не морочиться и ограничиться примерными данными. Однако в этих примерных критериях есть немного конкретики. Они основываются на количестве выпущенных танков В1Б. Их было выпущено 200 штук. Так вот, какие критерии у меня там есть? Совсем мало, немного и не так уж и мало. На тот момент, когда я писал этот лор, этот сюжет, таких примерных данных было достаточно, потому что я не хотел заниматься этой историей всерьез. Она была просто для галочки. Однако теперь моя история нуждается в серьезной доработке. 4-й бой. Победа или поражение? Наверное, будет у меня поражение. И 5-й тоже. И 5-й тоже. У меня плохое предчувствие. Вернее, дежавю. Опа-на. Ты кто? А, я тебя помню. ПЗ-35Т М5, да? Да, верно. Конечно. Это был интересный выстрел.
Но вот это уже тоже интересно высадка, конечно, для противника, но не для меня. У меня 4 боеукладки есть. Я только заметил, 4 боеукладки слева у меня взорвалось. Это как? То есть у меня 2 боеукладки с бронебойными снарядами и 2 со осколочно-фугасными. Вот так это считается. Понятно. 5-й бой, наверное, поражение. В общем, по меркам этой игры танк плохой. Офигеть, как быстро. Но это поражение. Я даже вопросами не задаюсь. Все, я один остался. Это прямо таки рекорд. Это антиспидран. Нет, это спидран. Это реально спидран. Как можно быстрее погибнуть на этой карте. Я, наверное, поставил мировой рекорд на этом танке. В общем, по меркам игры танк фигня. По меркам World of Tanks для своего уровня, то есть 4-го, 105-мм пушка с бронепробитием в 80 мм, фугасный урон на 4-м уровне. Только задумайтесь. В общем, на этом тесты танков закончились. А напоследок танк, который я никогда не буду испытывать. А все потому, что он как бы существует, но его нет в моей ветке. А я как бы проверяю танки только из своей ветки. Убрал я его из ветки, скорее всего, потому что подобный ему танк уже есть. В1С с 57 мм пушкой. Это была последняя попытка инженеров привлечь внимание военных к этому танку. Она окончилась сравнительной неудачей. Почему сравнительной? Потому что военные, вместо того, чтобы допустить танк к серийному производству, предложили перевооружить имеющиеся экземпляры, уже произведенные до этого 57 мм пушкой, потому что пушка была неплохая. Между прочим, она была новенькая. И по своим характеристикам она напоминала нашу танковую пушку ЗИС-4, которую устанавливали маленькой партией на 34-ке. Вскоре военные объявили конкурс на танк, вооруженный этой пушкой. А все потому, что у немцев стали появляться танки ДВ-2. Да-да, те самые основные боевые танки, которые они уже производили, но просто до страны архипелага они добрались только в это время. Между прочим, это были не обычные ДВ-2, а экранированные, с дополнительными 20-мм листами во лбу корпуса и башни. Итого, получается, их лобовая броня равнялась 70 мм. И такая броня с 75-мм пушкой танка В1Б уже не пробивалась. Поэтому военным нужен был новый основной боевой танк, потому что танк В1Б уже себя исчерпывал не только по вооружению, но и по бронированию, потому что у танка ДВ-2 была неплохая короткоствольная 75-мм пушка. В дискорд-сервере моего канала проходил конкурс, в котором предстояло спроектировать средний танк 4 уровня В3Б. Все дело в том, что у этого танка нет чертежа, поэтому я дал участникам своего сервера возможность внести вклад в дерево развития техники страны архипелаг. Победил вариант от участника Виталий Булка. И теперь я проверю этот танк в бою. А подробности о его истории происхождения вы сможете найти по ссылке в описании. И вот результаты проверки. ПТСАУ 4 уровня В1ТД. В начале 1941 года арсенал страны архипелаг пополнился 75-мм длинноствольной танковой пушкой. Ее потенциал был очевиден, однако ее время еще не пришло. Но все же был объявлен конкурс на самоходку, вооруженной этой пушкой. В начале того же года фирмы ТКМ и ДМБ представили свои машины. Сегодня буду тестировать детище фирмы ДМБ В1ТД, или же В1 Танк Дестройер. Вполне логично. Эта САУ была сделана на основе среднего танка В1Б, поэтому ее броня была достаточно тонкой, потому что в начале 1941 года этот средний танк стал устаревать. Самое главное у этой самоходки это ее орудие. 75-мм пушка с длиной ствола в 38 калибров, с бронепробитием 89 мм. А это 4 уровень, между прочим. Мастильду в лоб она будет пробивать без всяких проблем. С самого начала испытаний стало понятно, что эту самоходку нужно будет использовать из засад. И она станет отличной заменой
ПТСАУ «Грызун», потому что пушка той стремительно устаревала. Однако сейчас я буду тестировать эту САУ в открытом бою. Ну что, погнали. Я помню, что с этих слов начинались большие неприятности у меня. Я помню. Так, давайте посмотрим, кто на этот раз будет у меня противником. А, кто ты? Т-14? Ой. Т-22. Я тебя не знаю. Кто меня смеет пробивать? Как ты не пробился? 89 миллиметров. Кстати, 4 машины. Нет, у нас было больше. У нас было, наверное, 5 штук целых. При массе в 14 тонн неудивительно. Че, серьезно? Вот так вот, да? Алло? Почему у меня все пробивается? Ну, в смысле, это не такая уж и мистика. Чего я так легко проигрываю-то? Я не понимаю. Давай, на мушку мне. Приближайся. Ай, зараза. Круто, что теперь снаряды могут отрикошетить от земли. Это хотя бы реалистично. Осталась одна самоходка. Короче, первый бой — это настоящая суматоха. И ситуация разворачивается похожая. То есть опять я остался 1 на 1 с главным боссом на слабо бронированной самоходке. И сейчас попытаюсь заехать к нему в борт. Он меня активно бьет. Нет, только не в двигатель. Ты не смеешь. Давай, вытягивай. Не вытянул. Первый бой поражения. Как с грызуном. Машина для этого не предназначена от слова совсем. 6 штук со мной вместе. Или нет? А нет, я 6-й. Я забываю. Кто на этот раз? Ой, да ладно, опять? ЛТТ-2, наверное. Бронепробитие 89. Как? Каким образом вы выживаете? Давай. Окей, забрасываю машину. Осталась одна. Искалеченная, но, наверное, я могу дать отпор. Нет, я не смогу. Второй бой — поражение. Третий бой. Ты кто? Ты Крамтильда. О, как раз таки Матильда. Но это без вопросов. О, ну опять. Но это издевательство надо мной. Иди к черту. Давай, давай, бортом. Молодец. Ромбом стал такой умный. Я не могу пробить твою гусеницу, что ли? Ты что, белый тигр? Реально, белый тигр. Ну не белый в этом случае. Остался только он один и все. Его подбил непонятно кто. У меня осталось 4 машины. 4-й бой. Кстати говоря, первом вторжении Германии, которое было в середине 40-го года. У них, на самом-то деле, не все гладко прошло. Они потеряли авианосец. Он утонул из-за природных аномалий, которые сторону архипелага окружали. Поэтому им пришлось воевать без поддержки с воздуха. Что ты такое? Аж 2 рота. Страшно. Мы не знаем, что это такое. И так всю войну. Конечно, немцы научились самолеты по запчастям транспортировать на фронт в гораздо более устойчивых судах. Однако их количество было невелико. Поэтому серьезно на исход войны они повлиять не могли. И воздушный купол страны архипелаг со своими задачами справлялся прекрасно. Ой, опять ты, да? Ну ты меня, конечно же, пробьешь, потому что ты наглый. А я тебе собью гусеницу. Вот что я сделаю. Это будет моя месть. Ты издеваешься, да? Ты издеваешься, да? А скотчно-фугасно, если? Хочешь? Ты чё? Это наглость? Страшно. Что такое? У них только скотчно-фугасные есть. А чё? Я думал, что тебя подбили.
А ты такой медленный на самом-то деле? Это типа тяжелые танки, что ли? Осталось 2 танка. 1 танк остался, поэтому не танка ПТ-САУ, и я ничего не могу сделать. Но это поражение получается. У меня что будет? Только 1 победа? Танк супер плохой? Ой, не танк. ПТ-САУ. Опять ошибся. Будет ли 2-я победа? Вот в чем вопрос. На Грызуне я 1 раз типа победил. Вроде бы победил, а вроде бы нет. А вот здесь, может быть, мне повезет хотя бы 2 раза подряд. О, ну, наверное, да. Опять Крамтильды. Крамтильда. Кстати, это последняя серия с танками, с оригинальными танками из игры. Дай мне выстрелить. Ты что делаешь? Класс, спасибо, меня из-за тебя подбили. Или он такой на самом-то деле умный и использовал меня как щит? Я не понимаю. 89 миллиметров. Это какая-то странная закономерность. Что это? Какой-то баг. Ладно. У меня есть дополнительные надгусеничные крылья. Чё бы и нет. Я, короче говоря, повторил ту же самую ошибку, что и раньше. Но это на самом деле не ошибка, а просто в игре нет необходимой карты для того, чтобы эта самоходка себя показала. World of Tanks она, скорее всего, будет хорошей. Короче, переходим к следующей машине. Танк 4 уровня V4B. После появления в середине 40-го года нового танкового двигателя на 280 лошадиных сил, в фирме DMB решили сделать средний танк нового поколения. Он был сделан с оглядкой на будущее. У него был большой залог для модернизации, а также много маленьких нововведений. Ну, например, люк для наводчика в башне. У танка было круговое легкое противоснарядное бронирование. Лоб корпуса проведенная толщина 55 мм, борт корпуса 50, борт башни 60, лоб башни 60, корма башни 40 мм, корма корпуса 50. Для середины 40-го года это были очень неплохие цифры. В качестве вооружения танк использовал длинноствольную 37 мм пушку. Ту же самую, что использовала САУ Грызун. У нее была высокая точность и хорошее бронепробитие, однако не было осколочно-фугасных снарядов. Во время испытаний на заводском полигоне двигатель и трансмиссия несколько раз сломались. В этом нет ничего удивительного, потому что это очень сложные механизмы, и их надо очень долго обкатывать и дорабатывать. Однако начальство вынесло общую оценку проекта и решило закрыть его дальнейшую разработку. Все потому, что началась война, а такой танк оказался не нужен, потому что V1B прекрасно справлялись с неожиданным противником. Однако все наработки по этому танку использовали в гораздо более успешном V5B. Ну что ж, давайте проверим, насколько этот танк был хорош в открытом бою. Потому что именно для него он и был создан. Так, кто на горизонте у нас сейчас будет? Интересно реально кто? Вообще никого не вижу. А нет, появились. PZ-35T М5. А чё так быстро? А чё так быстро? Вы серьезно? Почему у меня люки взлетели? Что происходит? С этой новой версией явно что-то не так. Ой. Вообще, выстрел из этой пушки в новой версии похож на хлопок петарды. Послушайте, вот реально хлопок петарды. Первый бой поражения. Неудивительно, потому что у противника очень хорошие пушки с бронепробитием в 77 мм. А у меня броня гораздо тоньше. Кстати, перезарядка у меня 2 секунды всего-навсего вроде. Ты кто? Хлопок петарды, вот реально хлопок петарды. Хорошо хоть не фейерверк. Настоящий пулемет. Да чё с люками у вас? Новая версия все еще очень недоработанная. Кстати, выходит обновление. Кстати, скоро будет хотфикс. Я, в принципе, его жду, потому что это выглядит не очень хорошо. Это же Дунай-1. Только увидел название, и они не пробиваются никак. Вообще никак.
Поражение. Третий бой. Победа, чи нет? Кстати, вы замечали, что на танках страны Архипелаг стоят пушки без дульных тормозов? Тут причины совпадают с теми, что были в РККА. Военные не хотели, чтобы их засады демаскировались от первого же выстрела. Вы бы мне дали хотя бы рассказать. Ладно, все равно расскажу. К тому же танки в стране Архипелаг применялись вместе с пехотой, как у Франции. И солдаты были бы, и пехотинцы были бы не очень довольны, если бы получили травмы от дульных газов. Вы только посмотрите, насколько они мощные. Четвертый бой. Для этой игры броня у этого танка слабая, но на самом-то деле, даже для танчиков, для World of Tanks, если его трамбовать, то получается где-то 70 мм, ну и лоб башни 60. А это как бы 4-й уровень, что в принципе не так уж и мало. Я ничего не успеваю сделать, они меня просто аннигилируют. Это пипец. О, пробил. Нижний бронелист его слабое место. Так и знал. Хотя это очевидно. Да. Гляньте, куда попал. Но в меня тоже, конечно, попали. Причем несколько сразу. Опять люки взлетели. Хватит. Вы верите в то, что вы можете летать? Ладно. Пятый бой. Сейчас прихлопну. Да ладно. И вообще, где эта высокая точность? Я не понимаю. Что с баллистикой у этой пушки? Раньше вроде бы нормально общались. А вот теперь неплохо. Я теперь как пулемет всех уничтожаю просто. Но остался финальный босс. Я один остался, и мне кранты. О, совсем кранты, как я понимаю. С 3 сторон. И не могут убить. Нифига себе. Да я что, Рэмбо? Короче, по стандартам World of Tanks этот танк неплохой. Но эта игра, Sprocket, беспощадна. PTH-2. Prototype Heavy 2. Второй тяжелый танк фирмы EDRG. Как вы помните, в середине 40-го года фирма EDRG стала собственностью государства. Однако это им не помешало проводить дальнейшие разработки. И одной из таких разработок в середине 41-го года стал вот этот тяжелый танк, который навсегда остался бумажным, потому что не было произведено ни одного прототипа. Танк выглядит сурово, однако почему же от него отказались? Давайте проверим его бронирование. Лоб корпуса 50 мм. Это очень мало для тяжелого танка. Тем более он весит 22 тонны. Лоб башни 110 мм. Вот это уже неплохо. Однако такую огромную массу это не оправдывает. Так почему же так? Ну давайте тогда взглянем на борт корпуса. Он весь красный. 115 мм. Это танк с альтернативной схемой бронирования. Ее идея заключалась в том, что танк будет поворачиваться бортом к противнику и маневрировать, постоянно меняя позиции, чтобы по нему было сложнее пристреляться. Однако у такой схемы был очень серьезный недостаток. Ходовая часть находилась под ударом, и гусеницу очень бы быстро сбили, и танк лишился своего преимущества, а именно подвижности. Борт башни 40 мм, 30 мм, корма вообще 20, корма корпуса 30 мм. В общем, основную массу танка составляют бортовые листы. Именно из-за этой схемы от танка отказались. Однако у него были и положительные стороны. Дополнительные приборы наблюдения у механика-водителя, радиста, ну а также аварийные люки в бортах башни. Кроме того, на танке предполагалось использование нового двигателя на 280 лошадиных сил. И для доступа к МТО был предусмотрен большущий люк в корме корпуса.
И самое важное, танк был вооружен длинноствольной 57 миллиметровой пушкой с бронепробитием в 115 мм. Она была очень хорошим противотанковым средством. Однако в Спрокет ее бронепробитие всего-навсего 78 мм. И это не очень хорошо. Ну что ж, давайте проверим, как этот танк будет показывать себя в бою. Мне вот интересно, как боты будут с ним обращаться. Поехали. Так. Напоминаю правила. У меня есть 5 боев. Побеждаю 3 раза. Танк средненький такой, паршивый. Побеждаю 4 раза. Танк хороший. Побеждаю 3 раза подряд. Машина отличная, безотказная. Ну давайте проверим. Ой, я забыл. Борт корпуса. Ну давайте, пробейте меня. 115 мм бронирования. Кстати, я узнаю эту танкетку. Точнее, самоходку. Кау-11AT. Я надеюсь, правильно все произнес. Я это ожидал, а вот он этого не ожидал. Это же Pride of the Kingdom. Предложенный танк. Быстро слился, хотя он весьма тяжелый. Второй? Нифига себе. Это победа. Третий. 3 тяжа, да это безумие. Вот он ты где. Ну давай, пробей меня. У тебя не выйдет. Пробили в борт башни. Ну, я совершенно... О, я его даже не видел. Так далеко. Короче, меня задавили количеством. Боты слились, что было, в принципе, вполне ожидаемо. Первый бой поражения. Давайте посмотрим, что у меня выйдет во второй раз. Борт корпуса, а может быть, станете ко мне в конвой? Займем хорошую позицию. О, бортами поворачиваются. Вот сейчас они это правильно делают. Какое длинное название у этого тяжа, однако. Как ты меня пробил? У меня лоб башни. Ой, ё-моё. Что происходит? О, это ПЗ-3, да? Вроде бы да, это ПЗ-3. Нет. В лоб пробить без шансов. Бронепробитие у моей пушки печальное. О, в лоб башни. Как хорошо так прилетает. Прямо отлично. Ой, ПЗ-3 приближаются, это очень плохо. Не пробьешь. Врешь, не пробьешь. И я их тоже. Так что все взаимно. Ай, все, кранты. Я себя не отдам. Есть. Давайте, бот. Что вы сделаете? Эй, в корму. Только не в корму. Вот это я понимаю. Вот это проблема сейчас настоящая у меня. Это было жестоко. Очень жестоко. Такого еще со мной не было. Очень странный танк. Максимально странный. Третий бой. До сих пор ни разу не победил. Прошлый танк назывался ПЗ-3 Ausf-L Early. Вроде бы так. Один из многочисленных предложенных. Танкеточка 5 Кау-11, который предложил Каракал, который любит пельмени. Алло, кто-нибудь ко мне может подъехать? Чего меня обижаете? Обижаешь? Обижаешь. Очень сильно обижаешь. Харе пробивать. О, это уже настоящая проблема. Вот это уже очень серьезная проблема. А нет, в НЛД пробиваю. 80 миллиметров удивительно хватает. В смысле? Ты куда меня пробил? Четвертый бой. Интересно. Кстати, печальный факт.
мне нечего в этом выпуске рассказать. Кто на этот раз? Ты кто? Опять панциры третьи? И гордость королевства. 3 тяжа, представьте только, 3 тяжа, блин. Раньше был один МК-17, а тут теперь целых 3. И ведь они неплохо бронированы, во лбу по крайней мере. Хотя панциры третьи такие же крепкие, пусть они и средние. Вообще никак, ну просто отскакивают снаряды, и все. Это обидно. Ой. Давай. О, молодец. Ой, давай. О, это было очень красиво. Давай. Как? О, в крышу. Нет, нельзя туда. Нельзя пробиваться туда. Все это финиш. Мне гусеницу подбили. На гуслю поставили. А я в ответ уничтожу тяж. Отлично. И тебя тоже. На. Не пробил? Пробил. 1 точный выстрел. И куда тебя пробивать? Может быть, навесиком в крышу башни? Нет. Вообще никуда. Все это финиш. Это просто неприступная цель. Все, я не смогу победить. Он, кстати, тоже почему-то он застрял. Ну давай уже посмотрим, кто кого. Мне кажется, я не смогу победить. Он бьет мне в борт постоянно. Кстати, как я и говорил, гусеницу сбило, что было вполне ожидаемо. Главный минус такой системы бронирования — это безвыходное положение. Тут, я не знаю, это ничья, возможен ли вообще такой исход. Я ему вынес механика-водителя, когда туда выстрелил. Но вот это неплохо. Окей. И не знаю, куда я попал, но это первая победа на этом танке. Он что-то может. Пока что на единичку. Если он выиграет еще один раз, он будет просто плохим. И отнюдь не самым отвратительным. Что это? Штурмпанцер 2. Ой, это плохо. И хорошо, потому что я его буду пробивать при любых условиях, потому что у него броня 10 миллиметров. Как вы проигрываете? Какой ты большой сарай. Однако. В маску пушки, вы серьезно? Огромная туша, а я попал в маску пушки. Я его не могу убить. Это большой сарай. Ой, ой, больно. Очень больно. Очень больно, очень плохо. Очень-очень плохо. Давай. Стреляй. И еще один раз. И еще один раз. Так, переключаюсь на камерники. Просто по-другому. Какой рикошет? На, все, кранты. Держи гранату. Как я еще живу? А, уже никак. Движок подожгли. Я не знаю, как они меня пробили туда. Ну, в общем, танк супер плохой. Наихудший просто. Хотя у меня были и похуже. Бывало, я вообще не побеждал ни разу. Переходим к следующей машине. Прямой потомок В4Б, В5Б. Помните конкурс, который объявили в середине 41 года? Военные на новый средний танк, вооруженный 57 миллиметровой пушкой. Так вот, в этом конкурсе должны были принять участие ТКМ и ДМП. К сожалению, ТКМ так и не закончили свой танк. Поэтому фирма ДМБ получила техническую победу, выставив свой танк В5Б. Однако сам по себе танк был реально хорошим для своего времени. Это, напоминаю, середина 41 года. Лоб корпуса 70 мм, лоб башни 80 мм. Для среднего танка массой 16 тонн это неплохо.
А вот борта корпуса подкачали всего-навсего 20 мм, борта башни 40. Если говорить о вооружении, то тут все понятно. Из требований конкурса. Длинноствольная 57 мм пушка, с которой мы уже познакомились. Вот только что. В качестве силовой установки на танке стоял двигатель мощностью 280 лошадиных сил. Тот самый новенький. Это была его доработанная версия. Также у танка была очень хорошая обзорность. Перископ есть у механика-водителя, у стрелка-радиста, 3 перископа у наводчика и даже 1 перископ у заряжающего. Кроме этого, в башне появилось кормовое отделение для хранения снарядов и радиостанции. А снаряды находились вот в этой половине. И чтобы боекомплект было проще пополнять, в крыше башни установили вот такой вот люк. Для доступа к МТО был сделан очень удобный и большой люк, при открытии которого можно было вытащить трансмиссию и двигатель, для того чтобы быстро их заменить. В общем, очень эргономичный для своего времени танк, да и все остальные показатели были на хорошем уровне. Танк был принят на вооружение и производился достаточно крупной партией, однако с В1Б по количеству выпущенных экземпляров все равно не сравнился, потому что вскоре его сменил гораздо более удачный танк, который вы увидите в следующей серии. Ну что ж, давайте проверим, как этот танк будет себя показывать в бою. Кстати, люк в корме башни был сделан для того, чтобы было легко вытащить орудие для его обслуживания или замены. Ты кто? О, какой танчик интересный. Интересно, чей это танк? Что произошло? Почему я желтый? Ты что делаешь? С тобой все в порядке? Класс. Отцепись. Все, спасибо. Мне, кстати, кранты, у меня броня-то... Но! Борт башни, ты серьезно? У меня проблемы. Очень серьезные проблемы. Очень большие проблемы. Все, кранты. Здрасте. Здрасте. И я остался один. Кстати, забыл обратить внимание на форму башни, а именно ее бортов. Они выполнены из одной гнутой детали. Это повышает общую прочность всей башни. А второй бой... Кстати, эти ЛТД-подобные танки, названия которых я не смогу выговорить, потому что оно слишком длинное, они также быстро меня слили. Прямо следуют традициям. Пушка такая же плохая. Почему противники такие одинаковые? Рандом игры просто беспощадный. Покажи мне новые танки. У меня их очень много было предложено. В этой серии я всего-навсего видел 2 средних танка, 2 тяжа. Ты еще живой? Это невозможно. Да что ж такое? Ай, кисни, как это происходит? Как это происходит? Почему я тебя не пробил? Ты издеваешься, да? Я опять один. Класс. В скобочках нет. Что есть броня, что нет, меня в этом выпуске постоянно пробивают. Ну, в принципе, 80 мм для 5 уровня это неплохо. 3-й бой. Неужели этот танк плохой? Ну, по крайней мере, для спрокета он плохой. А вот World of Tanks с бронепробитием 115 мм, он мог бы быть неплохим таким танком для засад. Что такое? Неплохим таким кустовым танком. Опять кусты. Ты кто? Я тебя забыл. СТМА-5М прототип. Есть! Зря ты ко мне порт башни подворачиваешь. Окей. Алло. Ой, сливаемся. Да что не так? Что происходит? Тяж едет.
но у меня есть против тебя стратегия, очень даже работающая. Прямо в маску пушки и готов. Пару выстрелов всего-навсего. Пару выстрелов в маску пушки и готов. Правда, вот я готов. Третий бой поражение. Четвертый бой. Похоже, для этой игры у этого танка уж слишком слабая бортовая броня. Да и для World of Tanks тоже. Все-таки 5 уровень. И против меня фактически сражаются 5 уровни, между прочим. Давай. Опять, кстати, эта танкетка. Ну, мне хотя бы 3 танка средних игра показала. Из того арсенала предложенных. Окей, ладно. Борт корпуса САУ. Самое слабое ее место. Два выстрела в маску. 2 выстрела в маску и готов. Раз. 2. Нет, еще. Опять промах. О, хорошо. Нет, все еще плохо. Все еще очень плохо. Ну хотя бы тяжа уничтожил. Это полный провал. Хотя бы одну победу дайте мне. Кстати, всего со мной 5 танков. А нет, 4. Грустно. Мало очень. Это опять прототип, да? Как это, который... Нет, это не он. Еще один танчик. Хорошо, хоть какое-то разнообразие сегодня. Я бы даже сказал, что это... большая часть предложенных танков. Танкетка. Чё? Что? Еще один. Танк называется танкеткой. Танк называется танкеткой. Ладно. Значит, танкетка. Как-то противоречиво. Очень слабая броня. Или это ЛТ? Это же легкий танк, у которого было очень странное название в файлах игры. А, здрасте. Товарищ Тяж. Я к вам ромбом стану, чтобы вы меня не пробили. Зато вот этот тяж я без проблем пробиваю. Никогда еще Host World Host не был так близок к победе. В общем, танк еще хуже себя показал, чем предыдущий, но в World of Tanks, я думаю, это будет неплохой снайпер из кустов, у которого все-таки будет какая-никакая броня. Последнее, что могу добавить. Проблемы с бортовой броней корпуса у этого танка были решены простым экранированием, сделанного по типу Панцера 3 или 4. ТИС-2. Самый лучший средний танк страны Архипелаг. На 5 уровне представлен прототип этого танка, вооруженный 47 мм пушкой, которая к началу испытаний, а именно конец 41 года, окончательно устарела. Стояла она на танке, потому что его разработку начали в 1937 году, и чуть позже появилась вот эта вот пушка. Эта пушка на прототипе осталась просто как рудимент, который при массовом производстве исчезнет. Она будет заменена на гораздо более мощное длинноствольное 75 мм орудие. И если говорить о самом танке, то у него очень плотная компоновка, поэтому у механика-водителя нет собственного люка для выхода и входа. Что касается башни, то тут люков на всех хватает. Кроме того, у заряжающего появился зенитный пулемет, а также 2 мортирки для выпуска гранат. Примерно такие же мортирки стояли на танках Матильда и Валентайн. Их поставили на танк, потому что было решено отказаться от курсового пулемета, потому что он очень сильно ослаблял лобовую защиту башни. Еще на башне стояли по бокам мортирки для выпуска дымовых шашек. Силовая установка. На танке стоял двигатель мощностью 280 лошадиных сил, а в корме был люк для доступа к трансмиссии и прочим узлам. Однако вытащить двигатель через него не получилось бы. Двигатель в этом танке вытаскивался сверху. Ходовая часть классическая, 6 опорных катков на борт. А теперь самое лучшее, что есть у этого танка.
это его бронирование. Лоб башни 120 мм, лоб корпуса 120 мм, 110 мм, борт корпуса 60 мм, корма башни тоже 60 и корма корпуса тоже 60. Это очень приличные цифры для среднего танка. Примерно такие же показатели были у нашего танка КВ-13, который был средним танком тяжелого бронирования. И в моей альтернативной вселенной КВ-13 поступили на вооружение и заменили собой Т-50. Т-50 в моей альтернативной вселенной были вооружены пушками ПС-3. И получается так, что в моей вселенной 34-ки на вооружение даже не поступали. Но также инициатива перевооружения половины танков БТ-7 и Т-26 на пушке ПС-3 прошла успешно. А на этом обзор танка закончился, давайте же его испытаем. Я уверен, что он будет просто неуязвим. Представьте себе, насколько это будет крепкий танк на 5 уровне World of Tanks. Так, стоп. В прошлом выпуске я забыл рассказать о количестве произведенных танков В5Б. В общем, партия была крупная, но с В1Б по количеству они не сравнились. Все потому, что их быстро выместили ТИС-2. А также пробел между производством танков В1Б и В5Б создал проблему. Архипелаг потеряли один остров, и поэтому к началу 1942 года у них во владениях осталось только 2 острова из 4. Но исправили ли танки ТИС-2 это положение, вы узнаете в следующих сериях. Ну что, погнали. Напоминаю правила. У меня есть 5 боев для проверки этого танка. Смогу победить 3 раза, танк неплохой. 4 раза, танк хороший. 3 раза подряд, машина безотказная. Танк отличный. Это ПЗ-4Ф3, да? Я угадал. Это ПЗ-4Ф3, скорее всего. Нет, это Яхтпанцер. 4-й F3. Это вроде не тяж, но почему он заспавнился? О, хорошо попал. Отлично. Не очень хорошо. Так сложно. Это что? Я не понимаю. ПТ-САУ они на ротировок танков подошли, да? Я уже и забыл. Я запутался малость. Отлично. Еще -1. Это вроде бы победа, если я не сольюсь. Яхтпанцер, да? Да, живой. Да ладно, поражение. Ну, в борт попали. Плохая пушка — это очень серьезная проблема. На 5 уровне, думаю, она бы очень сильно мешала, потому что бронепробитие у нее всего-навсего 70 мм. Для 5 уровня это даже для ЛТ плохой показатель. Но так против меня воевала новая машина. Меня благословил рандом. Почему машину качать? Пробиваю, однако. Модель 39C. О! Прямо новенький танк. Еще один. Неплохо. Еще одна модель. А где тяж? Я подозреваю, сбоку. Поворачивай. Есть. Надо же, с одного выстрела. Неплохо. А вот он тяж. Как я его буду пробивать? Я и раньше его не пробивал. Но теперь это вообще будет настоящая проблема. У меня еще хуже бронепробитие. В НЛД, значит.
Этот тяжелый танк подвергается законам World of Tanks. Чего? Вас двое еще. Ну я забыл, конечно же. Нет, не пожар. Мне кранты. Это почти победа была. Неплохо. Для СТ это очень даже неплохо. Крепкая броня лобовая не пробивается ничем. Но для Спрокета этот танк слабоват. Из-за пушки, конечно же. Но из-за того, что танки, которые мне предложили, они очень неплохо бронированы с лба. Страшно. Очень страшно. И как вот это пробивать вообще? Вот что с этим делать? В лоб корпуса пробивает. О, пробитие. Еще одно. Есть один. Но это только один, а их тут дофига. Ты издеваешься. Эти танки такие маленькие, но живучие, это так странно. Неужели у меня такой маленький калибр, что у меня для этих маленьких танкеток не хватает осколков? Как вас пробивать прикажете? В лоб корпуса опять. Какая-то аномалия. Четвертый бой. Я не могу победить на этом танке. Это так странно. Этот танк вроде бы должен быть самым хорошим из всех, что у меня до этого были. Но что-то я начинаю проигрывать. Это что? Не узнаю. Нет, узнаю. Название не могу вспомнить. Танкетка ПТ. Танк, который был в прошлом выпуске, который назывался танкеткой. Ему, короче, срезали башню и впихнули мощное орудие. Неплохо. С танкетками я справляюсь. Да хватит сливаться. Они едут вперед. Это так глупо. Хальт. Стоят на месте. Неплохо. ВНЛД пробил. Этот тяжелый танк подчиняется законам World of Tanks. Да вы издеваетесь, да? И он моих приказов не слушается вообще. Ему вообще все равно. Я сказал ему держаться на месте, а он просто взял и приехал. Почему бы и нет, да? Ну и все. Теперь я остался один на один. С тяжем. Не совсем один, я забыл про то, что там есть второй тяж, и еще, оказывается, ПТ там вдалеке ехала. Пятый бой. Самый лучший средний танк показывает себя крайне плохо. Что это? СТМА, я подозреваю так. Какая интересная подвеска. Круто. Это СТМА-5. Как? Кто? Опять один, да. Хватит сливаться. Проблема не в танке, опять в ботах проблема. Они опять сливаются. Откуда огонь? Я вижу. Вдалеке. Хорошо.
Надо завалить тяж. Если не завалю тяж, мне будет кранты. О! Шансы сравнялись. Хотя бы одна победа, хотя бы одна. Чтобы не совсем все плохо было. Как? 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 Я спрашиваю, как? Ой, сюда. Куда тебя пробивать? Ладно. Живучий, очень живучий танк. Почему? Почему он выживает? Это еще не победа. Ладно, хорошо. Или победа, я не понимаю. Опять уровень забагался. У меня 4 отметки, а вроде бы я убил больше, чем 4 танка. Тут какой-то вражеский танк застрял. Как я понимаю, да, вот он, здесь, меня ждет. Добью его, и будет победа. Хотя бы одна. Я все равно в этом танке не разочарован, потому что я знаю, что в World of Tanks, да и в реальности, такой СТ был бы очень сильным. Короче, это может быть проблемой, потому что он в очень невыгодном для меня положении сейчас стоит. Дашь тебя пробить. Поставлю борт, я погибну. И вот что в таком случае делать? Я знаю, что делать. Почему любой танк в конце вот этого уровня превращается в какого-то босса? Готов? Нет, не готов еще. Есть. Ну все, конец. Победа! Наконец-таки. Как бы то ни было, переходим к следующей машине. Тоже от фирмы ТКМ. Артиллерийская САУ 5 уровня САУ-1. Очень оригинальное название. Зато в нем есть смысл. Не может быть. Фирма ТКМ в конце 1941 года решила переделать свои устаревающие танки ТПО-1 под что-то более полезное. И в итоге у них получилось вот это вот САУ, вооруженная уже привычной 105 мм гаубицей, которая всех устраивала. И которая хорошо справлялась со своими задачами. Самоходку одобрили к производству, но производилась она маленькой партией на одном заводе. О броне в принципе нечего сказать, потому что она осталась та же самая. В общем, все осталось прежним, кроме вооружения и башни. Ее заменили на рубку. Давайте перейдем к испытанию машины. Я не думаю, что в прямом столкновении она будет очень хорошей, потому что это все-таки САУ. Она должна стрелять из-за укрытий. Скорость просто отвратительная, потому что движок старый, а нагрузка возросла. Это кошмар, я как черепаха. О, ПЗ-4 F3. Какие фугасы. У меня снарядов кот наплакал. Зато пробивают. Траектория сумасшедшая. Точность не как ключе вообще. Осталось 3 самоходки. Это слив. Слива. У всех фугасы. И ведь боты не понимают, что их может заменить на бронебойные. Второй бой. Какая быстрая САУ 5 уровня. В
принципе, на 5-м уровне самоходка с броней это всегда страшно. Потому что если ты на ЛТ, то и ты не можешь ее пробить, это финиш. Ты на 1 выстрел. Опять за 4-й, как будто игра надо мной издевается. Остановитесь. 105 миллиметров. У меня там осколков 1 000 000. Почему ты не погиб? Я прямо в такое место попал. Как это работает? Второе попадание. Алло. Эта пушка должна дезинтегрировать все на своем пути. А в итоге она какая-то бесполезная. Почему меня не прибивают? Вопрос. Что произошло? Что изменилось такого? Они отупели? Ну как? Эту САУ нужно было назвать черепахой. Вот ей это название просто бы идеально подходило. 1 выстрел, вот так и должно быть. Слив. Эту машину можно бросать. Но 1 выстрел. Есть. Еще 1. Ладно. Повезло, повезло. Ему, не мне. И ему опять повезло. Почему? Почему? У тебя там что? Сколько места у тебя было? Не знаю, почему я удивляюсь, что я проигрываю на этой самоходке. Она не для открытого боя вообще. Я больше удивляюсь тому, что орудие себя как-то странно показывает. О, ну естественно. Гроза этого летсплея. Легенда всех легенд. Или нет? Это LTD-1AT. Уже не легенда, потому что... Еще один. Они такие, блин, маленькие. Смешные, блин. Но пушка нифига не смешная. И броня тоже лобовая. Вообще превосходная. Ой, нет. Не смей. Даже не вздумай. Давай. Ладно. Ой, там двигатель сломался. Жалко. 5-й бой. Тут без шансов вообще на победу. Легенды меня уничтожили, как страшно. Промахнулся. Как? Ладно. Понял. Какие фугасы? Ну алло. Гараж. Раньше вроде бы боты переключались по моей команде на типы снарядов. Ну точнее, если я переключался на бронебойные, они делали то же самое. Но теперь это не работает. А может быть и раньше не работало, и я помню того, чего не было, как обычно. Как я промахиваюсь? Это просто легенда. Каким образом? Им вообще все равно на мои 105 миллиметров. Поворачивайся. Как же все плохо с подвижностью. Это вот невозможно. Ой, ну молодцы, попали. Противников еще много осталось. Поворачивайся опять ромбом. И выстрел.
Есть. Остался последний. Остался один танк с очень мощной пушкой, но очень слабой броней. Против него можно зарядить и фугасы. Или нет? Вот так стану. Поворачиваю свою пушку. Что здесь происходит? Ладно. Один бронебойный остался. Как я не попадаю? О, попал. Но толку ноль. Что происходит? Промахиваться миллион раз. Предчувствую. Бронебойные закончились, остались только фугасы. Это быть того не может, чтобы я его не пробивал. Вот. Вот. Одна победа. САУ супер плохая. Класс. Еще одна по версии этой игры. ПТ САУ 5 уровня ТШ-2. Тестовое шасси 2. Первый прототип танка ТИС-2 испытывался без башни. Вместо нее стоял массогабаритный макет. Позже это шасси использовали для испытания новых орудий. На 5 уровне представлена версия шасси, вооруженная 95 мм пушкой, сделанной на основе зенитки. В рубке находился вентилятор для отвода пороховых газов. Все потому, что из пушки в этой САУ стреляли очень часто. Они проверяли орудие на износостойкость и проверяли на прочность механизмы, которые закрепляли в башне орудия. Для замены орудия в корме рубки был предусмотрен люк. В целом о самоходке больше нечего рассказывать. Разве что о пушке могу поговорить. Я уже сказал то, что она была сделана на основе зенитки, а не морского орудия. И у нее для своего времени, а именно середины 42 года, были выдающиеся показатели по бронепробиваемости. Можно сказать, эта пушка была аналогом Ахт-Ахта немецкого, который, между прочим, немцы на фронте архипелаговском не использовали. Перед испытанием скажу, что эта машина малость нарушает правила игры, потому что она из середины войны, а именно ее пушка. Но из-за этого пришлось перевести всю машину на вот этот вот временной период. Однако я буду испытывать эту ПТ САУ в начале войны, потому что она 5 уровня. Первый бой. Напоминаю правила. У меня есть 5 боев для того, чтобы проверить, насколько эта машина хороша. Если я побеждаю 3 раза, машина неплохая. 4 раза, машина хорошая. Ой, а мне неким командовать. 3 раза подряд машина отличная, она безотказная. Вот такие вот дела. Ой, куда мы едем? Не надо, остановитесь. Так кто? Я тебя не помню. А, Ектпанцер 4. Забыл. У нас проблемы. Как это происходит? Почему так сильно тупит машина? Я пробиваю все. Наконец-таки я все пробиваю. Броня у меня самого не очень, конечно, суперская. Во лбу рубки. Но боты будто ее игнорируют. Ведут себя очень странно. Боты сейчас. Долго держался. Чего такой живучий? А, все. Остался один противник. Это Ектпанцер. Хорошо. САУ против САУ.
точнее ПТ-САУ против ПТ-САУ. Но, поворачивайся. Победа. Первый раз на этой карте у меня такая ошеломительная победа. По-другому не назовешь. А второй бой. Тангетка. С-30. Как? Ваншот? Естественно. Да у меня так снарядов не хватит. Мои союзники ничего не делают. Очень странно. А, вот. Почему такая тишина? Где вообще противники? Почему все так быстро слились и потом просто исчезли? Вот, двоих вижу. Живучая танкетка. В нее, между прочим, прилетел 95-мм снаряд. Очень странно работает система урона в спрокете, но ладно. Еще половина осталась целая противников. Наверное, тяжи. Вообще как-то пофиг ему. Нормально. Ладно. Я заряжаю фугасы. Мои вообще ничего не стреляли. Мои союзники просто стояли на месте. Они не стреляли от слова совсем. Откуда бьют? Танкетка. Снова этот тяж. Все-таки заряжаю фугасы, потому что вот так лучше. Я не понимаю, почему я его ваншотил с 57-мм пушки в лоб башни. А вот здесь с 95-мм у меня такого не получалось. Только с помощью фугасов. А осталось еще два противника. Ну, наверное. На карте появился рельеф, как мне и хотелось. Но из-за этого боты себя ведут очень странно. Просто не высовываются. Остался один бот. Как мне его найти? А, ну вот. Почему я тебя раньше не видел? А вторая победа. Третий бой. Знакомые танки. Не знаю как, но меня все еще ни разу не пробили. Уже пробили. Вот только сказал. От меня не уйдешь. Вообще, без разницы куда стрелять. В лоб корпуса без проблем вообще. Тяж снес? Нифига себе. Первый раз такое, чтобы тяж себя прям показывал так сильно.
Кажется, тяжи взбесились. Раньше мне ЛТД мешали выиграть 3 раза подряд, а теперь Pride of the Kingdom меня не пустит. Вот это поворот. Не видать мне 3 побед, а вам, скорее всего, видать мем в Discord сервере по этому поводу. Но я думаю, что у меня будет 4 победы. Я в этом теперь сомневаюсь. Хотя, да нет. Союзники внезапно оживились, а противники начали сливаться. Без проблем. Без проблем. С одного выстрела, а вот тот танк, гордость королевства, первый раз себя показал не ваншотным. Вместе со мной. Этот танк. В общем, 3-я победа у меня все-таки в кармане. 5-й бой. Если я смогу победить 4-й раз, это будет просто хорошая ПТ-САУ. Давно такого не было. Очень давно. А, нет, это не ПТ-САУ. Это танк. Спереди. Вот он. А, все, финиш. С ним покончено. Остались еще дофига. Спрятались за холмами. Вот он один уже показался. Ваншоты. Сплошные ваншоты. Застыл почему-то, наверное, я ему сбил наводчика. Да нет, не сбил. На раз продолжил стрелять. Осталось где-то 3 противника. Это получается, что всего их было 12. 12 против 3. Вот это расклад. Ой, проблемы. Легко решаемые проблемы. Последний противник. 4 победы. И в итоге это первая и последняя хорошая машина на этой карте. И в этом временном периоде. Ну а теперь переходим в новую карту, в следующую эру и к другой машине. Начинается 6-й уровень, а это значит, что мне нужно перейти на следующую эпоху, середину войны. На середине войны у меня есть 2 карты. Битва с Королевским Тигром, она мне не подходит, и поля. Я немного в нее поиграл и понял, что эта карта отвратительная. На карте есть 2 волны. Легкие танки и тяжелые. Чтобы добраться до каждой волны, нужно потратить несколько минут. Просто катаешься по полю, без деревьев, без ничего, несколько минут. Так еще и боты твои союзники иногда застревают. Это уже минус. Второй минус, самый главный, то что тяжелые танки из 2-й волны могут просто разъехаться по всей карте. И поэтому пройти эту карту становится почти невозможно. И поэтому я решил подрубить читы и дать пустынной карте 2-й шанс. Ну что, погнали. Тяжелый танк 6-го уровня «Медведь» был сделан фирмой ЕТРГ в середине 1942 года по прямому приказу правительства. Танк по внешнему виду напоминает Черчилль. Черчилль. Это самый тяжелый танк архипелага на данный момент. И еще самый бронированный. Лоб корпуса 135 мм, лоб башни 180. Борт корпуса и башни 85 мм. Корма корпуса и башни 50 мм. Для середины 1942 года это были колоссальные цифры. Ну и зачем танку середины 1942 года такое тяжелое бронирование? Причиной таким требованием стала паранойя командования. А причиной этой паранойи стали новые немецкие противотанковые пушки. Это были ПАК-40. Их завезли несколько штук, для того, чтобы более эффективно бороться с танками противника. Однако командование архипелага переоценило мощность этих пушек, и это бронирование было явно избыточным. Но это была не такая уж и страшная проблема, по сравнению с тем, что силовая установка очень серьезно потеряла в надежности. Долго танк на испытаниях полигонных не проехал.
В итоге танк не приняли на вооружение по двум причинам. Низкая надежность силовой установки и устаревшее вооружение. Но давайте устроим свои испытания и узнаем, на самом ли деле этот танк настолько плох. Погнали. В принципе, я вполне уверенно преодолеваю эти дюны. Движок тянет, и это хорошо. И еще мои союзники убивают вражеских ботов. О, тяжелый танк. Надо разбить гусеницу, чтобы дать союзнику шанс. Отлично, все. Готов, наверное. Но это не точно, потому что... Так, хорошо стал. Что делаешь? Вопрос, что с ним делать? Я стою вплотную. Вроде бы я могу вот так лбом повернуться, и все будет нормально. Нет, не будет, потому что я ему щеку подставил. Это какой-то слив получается. Еще тяжи. Да ладно. А не слишком ли много? Хотя бы броню лобовую не пробивают. Все-таки она реально избыточная. Не сдвинь, сатана, в сторону. Все, я в безопасности, потому что у меня минус один средний, еще один средний. Ладно, хорошо. Еще минус один. Я убил только половину противников, но у меня, наверное, есть какие-то шансы на победу. Это с СТ. Как хорошо. Вот это попадание сейчас будет. В верхнюю лобовую деталь. Под самым неприятным углом. Осталось примерно 4 противника. Или 3. Скорее всего, это все тяжи. Но ничего страшного. Зайду с кормы и уничтожу. Есть. Прям как тигра из фильма «Ярость». Нет, остался только один противник. Он перевернулся от собственной пушки. Такого у меня еще не было. Такой непробиваемый тяжелый танк. Что делать? Реально. Может помочь? Хотя нет, это будет плохая идея. Finish him. Не понял. Понял. Танк себя пока что неплохо показывает. Второй бой. У меня, кстати, было 6 фрагов на стволе нарисовано. Опять непонятно кем. Разработчик, добавь человека, который вылезает и делает эти пометки. Первый инквизитор. Интересно. Так сложно, что ли? Да что здесь происходит? Почему ты не можешь поехать вперед? Я остался один, что ли? Я остался один. Быстро весьма. Они сбоку могут зайти, получается. Прикольно. Третий бой. Пока что у меня только одна победа. Что это такое? Тяж. Это тяж. Ой, инквизитор. Только со 100-миллиметровой пушкой.
С тыла подходит. Все, финиш. Это я, наверное, зря делаю, а может быть и не зря. Я очень хорошо так подставляюсь под огонь. Ну давай, выезжай, но. Ой, да ладно. А это же маленькая горка, как можно не заехать? А вот они без проблем заезжают. Да ладно. Да ладно. Прохладно. Есть -1. Сейчас буду минус я, наверное, да? Промахнулся. Ну и все. Твой черед. Остался один противник. Это вон тот тяж. Прям спереди меня. И он, кажется, тоже не может заехать. Или застрял. Это будет, наверное, вторая победа, получается. Да, вот он, живой. Идеально. 4-й бой. Опять инквизиторы. Причем те же самые. Они очень быстрые, прям. Прям в кольцо зажимают. Нормально так. А я тебя вижу. Все, кранты. Прям неплохо так получается. Как это? Как это так? Еще один, что ли? Еще один тяж. Остались либо 2, либо 3 танка. Только я один на ходу, кажется, остался. Хотя еще у меня есть один союзник, который не показывает признаков жизни, вообще неизвестно, где он находится. Здрасте. Добрый вечер. До свидания. Остался один противник. Вот он. Третья победа. 5-й последний бой, который решит судьбу этого танка. Сбоку заходят. Вижу. Что это вообще такое? Я знаю, что это. Я по глупости смазал. В лоб корпуса. Да ну тебя. Нет, в лоб не пробивает. Давай поворачивайся бортом. А в борт пробивается с легкостью. Эта победа будет тяжелой. Опять этот тяж. Да, это он. Это что, так сложно забраться на такой холмик? Все. Сейчас заеду. Ой, вот он. Приближается. Корму подставил, корму подставил. А я потерял скорость. Класс. Ну давай, пробей меня, если сможешь. Я не думаю, что сможешь. Скотина. А все. Никуда ты больше не поедешь.
Я сейчас нахожусь в самом опасном положении из всех, что у меня когда-либо были. Этот танк тоже. Кори, все, финиш. Тебе конец. Есть. Минус тяж. А сколько вообще противников у меня? 5? Как-то быстро эта полоска уходит. И это снова тяж. Не тарань. Не тарань. Не смей. Есть. Все, финиш. Если бы у этого танка была скорострельность повыше, примерно как у пулемета, я думаю, он бы смог летать. Его так сильно колбасит от собственной отдачи, что прямо смешно. Смерть врага. Да я понял. Я твой враг, да? Печально. Ты поворачиваться умеешь? Чё грустишь? О чем задумался? Почему он стоит на месте? Ладно. Он так захотел, я не виноват. Новый искусственный интеллект. Прокачанный, да. Я прям верю. Хармиш. Осталось 2 противника. Почему они с места не двигаются? А, нет. Пришел в движение. Меня увидел и понял то, что пора подвернуться кормой. Точнее бортом, чтобы я его подстрелил. Если что, это не было спланировано, он сам так захотел. Почему они не хотят ко мне ехать? И даже вступать в бой? А, нет. Этот захотел. Ладно, короче. Выезжаю. Ну все. Вот так вот. Победа! 4 победы из 5 боев. Это хороший танк. Я думаю, что в World of Tanks на 6 уровне это будет тоже очень хороший тяж. Благодаря своей непробиваемой броне. Средний танк 6 уровня ТИС-2 серийный. В 12 серии я проверял прототип этого танка. Но чем же серийная версия от него отличается? Отличается она установкой длинноствольной 75 мм пушки. А также тем, что бортовой лист башни выполнен не из 2 деталей, а из одной. На этом изменения заканчиваются. А теперь немного отойду от темы. В начале 42 года, когда этот танк начали серийно производить, в стране Архипелаг прошли выборы. И сменилась власть. Вот так вот. Прямо в самый разгар войны. Вернемся к танку. ТИС-2 стал самым успешным и массовым танком страны Архипелаг. Всего было произведено 250 экземпляров. Эта модель внесла серьезный вклад в победу и простояла на вооружении до самого конца войны. Ну что, давайте проверим, насколько этот танк хорош. Нас всего 3, это плохо. Я забрался на бархан, на который медведь просто не залезал вообще никак. Уже одного подбили, причем какая-то самоходка. Двуствольная. Подбил. А кто? Волпон. Волпон. Понтуется, блин. Что происходит? Совсем бешеная. Че я промахиваюсь? Второй бой. Надо быть осторожнее. Противников издалека не заметил, а когда заметил, было уже слишком поздно. Хотя у меня вроде бы средний танк, я должен в атаку идти, я не должен бояться лобовых встреч.
Но меня просто уничтожили. Где же моя 120-миллиметровая лобовая броня? Как будто не почувствовали. Вот издалека вижу. Что это изменит? Ну, ничего, я их не пробиваю теперь. Ко мне, наверное, едет тяж. ФВ-26. Вот здесь. Он бортом ко мне стоит. Хороший момент. Опустись. УВНы мы нигде. Где мои УВНы? Нету их вообще. Уничтожил. Отомстил. Но я остался один, так что шансов у меня мало. Или все-таки много. Я помню эту САУ из прошлой серии. Остановись. Алло, стой. 3 снаряда схавала. Это неприлично. Еще одна едет. С 2 сторон зажали. 3-й бой. Я еще ни разу не победил. Напоминаю, кстати, правила моей проверки. Лучше поздно, чем никогда. Если мой танк побеждает 4 раза из 5 боев, то это хороший танк. Если он побеждает 3 раза подряд, то это отличный танк. Безотказный. Но если танк побеждает 3 раза... В борт опять бьют, просто на ура. Я один остался. Это что такое? Вы что себе позволяете, я не понимаю. Моя пушка тебя не прибивает. Ты прикалываешь, что ты меня в лоб пробил, это вообще не прикольно. Если танк побеждает все на все, ты 2 раза, то хреновый. Я проиграл уже 3 раза. Если я даже выиграю 2 раза подряд, мой танк, этот ТИС-2, хреновый оказывается для этой игры. Но ключевое слово для этой игры. Вижу издалека противника. Вот теперь уже я совсем готов к встрече. Сбил гусеницу. Надо просто остановить их продвижение, и тогда будет легче. Да, они все еще продолжат стрелять. Хорошее попадание. КВ-7 я уничтожил. Интересно. Промахнулся как? Это была такая короткая дистанция. Танк слева меня в борт не пробивал. Хотя был угол встречи 45 градусов. Другой танк вообще там 60 градусов угол встречи, и ему плевать. Все равно пробил. Какие-то имбы. Реально. Да что я такой косой? А нет, зато он дурак. Тебя уничтожили и переиграли. Ты был переигран и уничтожен. У тебя гусеницы непробиваемые. Еще один уничтожен. Я половину завалил. Победа наконец-таки. Еще один едет. Это просто какая-то толпа. Бесконечная. Они не заканчиваются. Клоны идут. Давай, едь ко мне. Покажи мне свой борт. Пробился, но ему все равно. А вот теперь не все равно. Осталось 2 танка. Наверное, тяжи. В одиночку придется тяжело. Никого, блин, не вижу. Вроде бы здесь кто-то есть. О, вот он живой. Реакция просто, ну, моментальная. Чемпион. Ну и где он тогда? Последний танк. Вот здесь, вот это он. Выглядит целым. Да, живой. Чего-то стоял, меня ждал. А, я его подбил тогда. Точно. Ну все, пока. Нет, не подбивай. О, нормально. Ну я хотя бы один раз должен победить. Они идут в пятером одной линией, шеренгой прямо. Ну хотя бы раз затащить мне нужно. Пробивается без проблем, прямо в лоб. Союзники супер тупые, это просто в лучших традициях. Хотя они вроде бы действуют правильно, потому что они на средних танках, но откуда они, блин, знают, что это средний танк и что
Союзники затупили, и я остался один. Клево. Отступать некуда. Давай, сюда. Здорово. В лоб. Да ты прикалываешься. 0 побед вообще. Он в лоб в самую прочную часть меня пробил. Там 120 миллиметров. А ему плевать. Какая разница, да? Что такое броня вообще, да? Короче, самый успешный танк архипелага победил 0 раз. Он настолько крут, что измерениям не поддается. Средний премиум танк 6 уровня Ворон. Он был создан фирмой EDRG в ответ на ТИС-2, но остался только в чертежах. Потому что, во-первых, у него не было серьезных преимуществ, а во-вторых, даже если бы они были, третий раз перестраивать производство под новый средний танк никто не хотел. А дело было в середине 42 года, когда производство ТИС-2 шло полным ходом. Но давайте вернемся к танку. Что у него там по бронированию? Переведенная толщина верхней лобовой детали корпуса 140 мм. НЛД 100 мм. Щеки башни 180 мм. Маска пушки 140 мм. Приведенная толщина. Однако в лбу башни есть слабое место. Даже два слабых места. Вот здесь приведенная толщина равняется всего-навсего 115 мм. А вот здесь всего-навсего 95 мм. Борт корпуса 40 мм, борт башни 60, а вот в кормовой нише 40 мм борта. Корма корпуса 40 мм, корма башни 40 мм. Борта, конечно, и корма бронированы хуже, чем у ТИС-2, но вот лоб намного крепче. Однако не без уязвимых зон. Силовой агрегат этого танка позаимствован у В5Б. Но вопрос, а откуда они достали чертежи? У них и вправду не было такой возможности. Зато в конце 1941 года правительство им подогнало для помощи и для дальнейшего развития подбитый танк В5Б. В качестве вооружения на танке стояла 75 мм длинноствольная пушка. Она же применялась и на танках ТИС-2. Экипаж машины состоял из 5 человек, среди которых был стрелок-радист. И его пулемет был еще одним слабым местом в лобовой броне. Хотя в War Thunder это была бы самая крепкая часть танка. И напоследок в Вороне была использована модифицированная ходовая танка Медведь. Но давайте уже проверим, удалось ли фирме EDRG превзойти детище ТКМ. Со мной 3 союзника. Это неплохо уже. Но слабое место в лобовой броне мне не нравится. Вижу противников. Алло, наклонись. Где мои ОВН? Ты куда не... Почему ты никуда не едешь? Я все сейчас пропущу, что это такое, блин. Есть пробитие, но результата никакого. Мои УВН. Куда ты катишься? Что происходит? У меня 3 союзника. О, в смысле 2. Что здесь творится? Я пока стоял тут, буксовал на месте, это уже 2 слились. Поднимай пушку. Пробивается легко. Как ты меня пробиваешь? Это пипец, у меня 140 миллиметров. Очнись. Это безумие. Подними пушку. УВНов просто нет нафиг. 7 градусов вверх, 7 градусов вниз. Привет советским танкам. Как можно было в лобовой проиграть? Как это? Не уничтожил? Да ладно, блин. Я мог в двигателе выстрел. Алло. Гараж. Еще один появился, я его даже не заметил. Или мне кажется? Нет, мне кажется. Осталось 2 вражеских танка. И у меня остался 1 союзник, который стоит на месте и ничего не делает. Чё я буксую? Просто я постоянно буксую. Как мехвод попал под раздачу?
Конечно, пробитие 0. Надо идти на сближение, иначе мне пипец. Не успел договорить, но исход боя понятен. В одиночку затащить против двоих тяжей это нереально. Приехали. Первый бой поражения. Второй бой. Все как на ладони. Те же самые танки. Про тяжей, правда, не знаю. Но вот этих вот КВ-7 не пробился в борт. Ладно. В борт башни не пробился. Под весьма неплохим углом. Остался один союзник. Клево. Сливаться они умеют. С окружением. Становятся статичными. Прекращают свою жизнедеятельность. Алло, хватит. Чего вы меня пробить не можете? Я ему в кольцо попал. Нифига себе выстрел. И ему все равно. Я так погибну, блин. Отступаем. Тактическое отступление. Почему? За что мне такое? Он рядом был, он просто впритык ничего не видел. Чё за фигня? Ой, борта подставил. А у меня они тоненькие, бумажные. Не надо свои бумажные борта подставлять. Но я остался один против 4 противников, наверное. Сейчас я к ним с борта подъеду и буду расстреливать. Просто тактика. УВН не позволяют. Ничего не позволяют они мне. Опустись. Опустись, едь вперед. Есть, -1. Сейчас буду минус я. Не стреляй. Как ты выжил, алло? Я по нему 2 раза выстрелил. 3 раза. Я еще на предыдущем танке его пробивал. 4 снаряда съел. Прожорливый, однако. Ему в башню стреляют, ему все равно. Что за маленький супер танк? Алло, там просто экипаж в смятку. Игра, блин. Где твой? У меня командир умер. Ты что, издеваешься? А у него нет, да? Это как так работает, блин? Я возмущен. До глубины души, блин. Да как это работает? Да как это работает? Хватит меня шить. Ничего не выйдет. У него что, экипаж в двигателе сидел? Крутил там педали, я не понимаю. У меня минус командир, минус наводчик. Как я это расстреляю, я не знаю. У меня заряжающий за 3 работает. Не знаю твое слабое место. Заряжайся, быстрее. Победа нафиг. В одиночку против 5. 1 победа в кармане. 3-й бой. Интересно стало. Неужели этот танк и вправду лучше, чем ТИС-2? Потому что броня толще. Хотя есть уязвимое место. Для ботов весьма такое значительное. Ужас! Jesus Christ, it's Jason Bourne. Да что такое? Куда союзники опять сливаются? И я тоже слился. Что происходит? И дважды слился. 4-й бой. Лишь бы они не попались мне снова. Так, все, хватит вперед ехать. Такой офигенный средний танк. Наступление не идет, иначе погибнет. Может быть,
Может быть, мне им скомандовать своей? ОСТ-100. Два союзника со мной осталось. И половина противников погибла. Это хорошо. Откуда? Что произошло? Вы по кому стреляете? Как вы стреляете? Косой. А я заехал на вражеский танк. Не стреляй. Ты погиб? Даунпруф. Признаков жизни не подает. Помните, я буду танковать. Привет. Как жизнь? Не убивай. Плиз. В атаку, блин, лоб в лоб. Вот так. Надо. Давай, мы 180 миллиметров. Не пробьешь. Пятый бой. У меня на счету пока только одна победа. Выезжай давай. Чё такие быстрые? Остановись. Ты серьезно, как? Алло? Почему ты не погиб? Опять мои союзники просто... Я не могу поднять свою пушку. Смог. Их тут дофига, блин. Они легкие, видимо. Совсем. Средний танк. Они может через бархан переехать. Пологий. Серьезно. Живой, однако. Ликвидируйся. Остановись. Союзники, вы для чего существуете вообще? Что они делают все это время? По кому стреляют? Ну, я сейчас не смогу своему союзнику помочь, потому что спереди меня ждет что-то очень страшное. И оно пока не двигается. Но смотрит в мою сторону. Но направлено в мою сторону. Не стреляй. Я свой. Честное слово. Что это был за сарай? Ты еще живой, ты серьезно? Hello there. Вот он стоял там, на меня смотрел, следил за мной. Ну, короче, поражение. На этом танке я победил один раз из 5 боев. И получается он лучше, чем ТИС-2. Нифига подобного. ПТ-САУ 6 уровня В2 ТД. История возникновения. Шел 1942 год. На вооружение приняли отличный средний танк. Но ситуация с самоходной противотанковой артиллерией усугубилась. Последние оставшиеся САУ В1ТД уже не соответствовали требованиям времени, и им требовалась срочная замена, поэтому был объявлен конкурс. И фирма ДМБ быстро нашла решение. Ведь как раз производство танков В5Б было остановлено, а значит их корпуса, налаженные в производстве, можно использовать для шасси. Что касается орудия, то выбор пал на новую 95 мм пушку, сделанную на основе зенитки и испытанную на ТШ-2 фирмой ТКМ. У этой САУ есть альтернативное вооружение – 152 мм гаубица. Однако проверять я версию самоходки с этой гаубицей не буду. Говоря о конкурсе, фирма ДМБ победила по технической причине, потому что не было конкурентов. Да и сама по себе САУ была хорошая и с большим залогом для модернизации, который позже используют, когда на САУ будут ставить 152 мм гаубицы. Если говорить о броне этой САУ, то ее борта и корма от танка не отличались. Зато вот толщина листов, лба, рубки и корпуса составляла 90 мм. Приведенная толщина 100 мм. Рассмотрим расположение экипажа. Механик-водитель находился вот здесь. Чуть дальше и выше него сидел командир
Справа сидел наводчик, а вот здесь позади командира сидел заряжающий. И слева от него находился боезапас, который перевешивал орудия для выравнивания центра тяжести машины. Говоря о количестве произведенных единиц, мне ничего не известно. У меня тут ничего не записано, поэтому я могу только предположить, что их было немало произведено, но точно не более 100 штук, потому что это все-таки САУ, а не средние танки. Эта машина очень понравилась военным и достойно прошла всю войну, а вот как она покажет себя в этой игре, узнаем прямо сейчас. Напоминаю правила, у меня есть 5 боев, побеждаю 3 раза подряд, машина отличная, 4 раза, машина хорошая. Побеждаю 3 раза не подряд, машина посредственная, 2 раза совсем плохая. Со мной аж 4 союзника. Неплохо. Вот правильно, стойте на месте, ничего не делайте. В смысле не пробил? Ты издеваешься? Что здесь происходит? Руины королевства были окончательно разрушены. Дуэль, что ли? Нет, это не дуэль. Это очень нечестно. Поднимай пушку, поднимай пушку. Бесполезно. Там еще один едет. Ну, я не справился с его спасением, но зато себя, надеюсь, спасу. Со мной еще остался один союзник, где-то вдалеке, в одиночестве, как и я. Подними пушку. Хватит. Прекратите это безумие. Поднимай пушку. Ура, пушка. Меня в борт не пробили. В мой 20-миллиметровый борт. Вот это сюрприз. Движок горит, движок сгорел. Последняя САУ осталась. Вот теперь нормально. Ой, живой. Теперь нет, еще один. Остался тяж. Тяжелый танк остался. Почему я не могу назад поехать? Да мне пипец, блин. Серьезно. Вот это маневренность. Не убивай. Не стреляй. Почему он не стреляет? Чтобы я волновался еще больше, что ли? Ну и ладно. Поднимай пушку. Алло. Ты не хочешь? Победа. На самой небронированной машине за все эти выпуски в пустыне. Второй бой. Где мои ОВН? Почему они вообще не существуют в этой вселенной? Инквизитор. Давно не виделись. А нет, это был Panzerkampfwagen 2. Porsche. Был второй, но его не стало. И третьего скоро тоже не будет. Ну я вот говорил же. Что здесь творится? Какие-то тараканы ползают, блин. А лучше не высовываться, потому что там 2 тяжа на меня смотрят. Причем не абы каких. Мы еще все живы. Вот это расклад. Вот такой расклад я одобряю. Их 3 штуки. Развелись из ниоткуда. Их надо истребить. Откуда вы взялись? Да что с наводкой, блин? Опускай пушку. Опять мехвод за наводчика работает. Да что за бред? А теперь я, блин, без двигателя остался. Ну спасибо. Стреляй. Что ты творишь, союзник? Есть. Последняя целая САУ. Осталось 2 противника. Ты живой? Почему? Союзники так хорошо выживали, а потом внезапно слились. Так еще и с собой никого не забрали. У меня кранты. Лобовое столкновение с... Ох, пипец.
Ну и что теперь делать? Они очень быстрые, они ко мне приближаются. Наверное, подождать их. В засаде. Все-таки это ПТСАУ. На! В НЛД не пробил ты. У тебя прикольное чувство юмора. Не прикольное совсем у тебя чувство юмора. Я уничтожил HTD-3. Но меня сейчас убьют в ответ. А нет, показалось. Еще рано паниковать. Остановись. Почему ты не поднимай пушку? А для чего тебе механизмы наводки существуют, блин? По-твоему? Первый HTD забрал, а вот этот что-то отказывается умирать. Я тебя пробил уже 2 раза, остановись. Хватит жить. Вторая победа подряд. Почему он по мне не стрелял? Если я смогу победить 3-й раз на ТСАУ, я не поверю просто. Попал. Я думал, смажу. Вот, теперь мы начали сливаться. Не видать мне 3 побед. Да, совершенно точно не видать. 4-й бой. Но надеюсь, что хотя бы 3 раза я смогу победить за всю эту проверку. Опять тростник? Нет. Это другая история. Пипец, это просто со всех сторон. Союзник просто балдел. Сидел и балдел. Я 2-й тяж тем временем забрал. И проиграл опять. 5-й бой. Я все еще надеюсь на 3 победы. Уж слишком хорошее было начало. Мои углы наводки. Почему их никогда нет? Да что ж такое? Союзники, очнитесь. К вам тяж едет. Как красиво снайпер отлетел. И в НЛД не пробью. Никуда я его не пробью. Вообще никуда. Без шансов. Мы еще все пока живы. Какой точный выстрел. Почему ты башни свои не поворачиваешь? В шоке, да? Этот танк стал себя идентифицировать как САУ. Не стреляй по мне, там еще один стоит как назло. Ну давай. Давай, союзник, не тупи, помоги мне. Отвлеки его. Есть. Тебе крышка. Не крышка. Ты чё, прикалываешься? Тебе двигатель продырявили. А тебе нормально, да? Давай, стреляй. Это была ошибка. Он меня пробил, а я все еще жив. Как тебе такой поворот? Ну что тебе дает твоя пушка? Ничего. Все остались живы, и я победил. У меня такое вообще впервые, чтобы все союзники уцелели. 3 победы, но зато какие. В 2 из них я уничтожил танки HTD-3, тяжелые. Знаменитые, неубиваемые такие, непобедимые. В общем, по мнению игры, САУ посредственная. Но я первый раз вот так вот победил 3 раза подряд на этой карте, поэтому это хорошая САУ, которая заслуженно простояла на вооружении до самого конца войны. А теперь время специального ивента по случаю завершения 6-го уровня. Его суть заключается в том, что моими противниками на этот раз будут сверхтяжелые танки. Всего будет 2 боя. Нас 5 против 2 сверхтяжелых танков. Пробитие моей пушки 143 мм, что будет недостаточно для пробития лобовой брони большинства сверхтяжелых танков. Вот они 2 танка, прямо передо мной. Нужно будет заходить в борт и надеяться на ботов.
Очень зря надеюсь, наверное. Они все сольются, блин. В лобовой атаке. Ты меня не видишь, да? Меня здесь нет. Не переключай на меня внимание. Ты куда, блин, едешь? Почему именно ко мне? Там вот боты. Их дофига. И они даже помирают. Все, я иду в лоб. Я не знаю зачем и почему. Что? Что? Почему? Кто? Когда? А, что происходит, блин? Пошел ты нафиг. Рамбуешь? Ты что такой умный? Какой рикошет? У него там броня без наклонов. Это должен был быть антирикошет. Ура, я его пробил, блин. Как я и сказал, на ботов полагаться не стоит. Но зато я тигру снес гусеницу, поэтому все. Его судьба решена. Королевский вот он, за холмом, меня ждет. Да поворачивайся давай. Да почему ты не поворачиваешься? У тебя что, нет то такое с поворотом? Алло. Алло, да, здравствуйте. Я просто офигеваю с этого поворота, блин. У тебя радиус поворота, как у какого-нибудь лимузина. Все, прощай. Победил наконец-таки. Вот вы думаете сейчас, это второй бой я записываю, да? Вот второй бой подряд? Нифига подобного. Это уже 12-й по счету. Игра не спавнит мне 2 танка. Только один спавнит. Я не знаю почему. Она заспавнила 2 сверхтяжелых танка наконец-таки. И это 2 тигра. Интересно. Как ты меня вовремя подбил? На тебе за это. Подарок. Ой, да ладно, ну немного совсем осталось. Ну давай, подъезжай на прицел. Ты чё остановился? Ты меня понимаешь, что ли? Но. Не пробил, ладно. Но я все равно его смогу настигнуть. Прямо в лоб. Потому что у меня союзники остались. К твоему несчастью, у меня остались союзники, поэтому все, получай. Есть! Я победил второй раз. В этот раз вышло немного полегче, потому что боты меньше тупили. Но теперь приступаем к проверке следующей машины из моей ветки. Легкий танк 6 уровня Оцелот. Самый лучший, самый массовый и последний легкий танк страны Архипелаг. Этот танк был представлен фирмой ЕДРГ на конкурс в начале 1944 года. К удивлению военных, ДМБ и ТКМ свои образцы не представили. И к еще большему удивлению военных, ЕДРГ удалось выполнить все требования на отлично. После длительного цикла испытаний и постепенного принятия факта, что фирма, приобретенная правительством, смогла сделать хороший танк, Оцелот был принят на вооружение. И какие же требования были у военных к новому танку? Во-первых, легкое противоснарядное бронирование с лба, и противопульное с бортов, и кормы. Уже освоенная в производстве 95 мм пушка и новый двигатель на 495 лошадиных сил. Боевая масса не больше 25 тонн. Говоря о массовости этой машины, всего было произведено 120 экземпляров. А теперь новости с фронта. К моменту появления этого танка у Архипелаг во владениях уже были 3 острова, но немцы отчаянно отбивали 4-й. А почему так отчаянно? А все потому, что на Восточном фронте ситуация у Германии была удручающей. Советский Союз совершал победу за победой. И им даже пришлось отозвать войска с Америки, чтобы спасти положение. И еще небольшие детали моего лора. В конце 1943 года немцы стали производить танки серии Е, а именно самоходку Е-25, средний танк Е-50 и тяжелый Е-75. Это была их последняя надежда на победу. В Советском же Союзе с начала 1944 года начали производить танки Т-44. Лор на этом заканчивается. Пришла пора проверить этот танк. Ну что, погнали. Первый бой. Теперь для меня барханы не препятствие. Это что, КВ-2? Нет. Ты кто?
Нет, я ошибся. Это намного хуже, чем КВ-2. Молодец, бортом подставился. И еще один. Мне сбили гуслю. Еще один тяж подбил. Да я сегодня просто в ударе. На легкобронированной технике всех сокрушаю просто. Со мной осталось 2 союзника, которые столпились там в одном месте. И в итоге победа. Теперь второй бой. Интересно, выйдет та же самая ситуация, что была с самоходкой? Или все-таки нет? Потому что нас чуть меньше. Опять этот тяж. Но он для меня не проблема вообще. Его в лоб пробиваю. Меня тяж не пробил. Мой легкий танк не пробил тяж. Моя цель главная — это тяж. Когда мы успели слиться? 3-й бой. Пока у меня только одна победа в кармане. Вроде бы я вижу противников, а вроде бы нет. Через прицел не видно. Через камеру 3-го лица видно. И это меня немножечко сбивает с толку. Сбила с толку и подбила. 4-й бой. Надежда еще есть. С какой стороны? Думаю, вот здесь. Нет, им еще далеко. А вот этим близко. Прямо на линии прицела. Хорошая пушка, однако. Да как вы сливаетесь? Вы же на танках. Это не САУ, это легче. Но вы сливаетесь, и я тоже. Ты, блин, взялся... Откуда? Чё такой умный? Сбоку зашел. 5-й бой. Теперь я буду смотреть вправо, а нет. Да какая разница, я все равно один остался. Что происходит? Это супер слив. То мы победили сначала. Невероятно просто. Теперь невероятно сливаемся. Главное не стоять на месте, у меня все-таки легкий танк. Но я что могу сделать, блин? Если буду двигаться, буду промахиваться, по мне тоже будут промахиваться, и что? Это не карта Railway, там где для победы достаточно просто перескочить через границу. В общем, по мнению игры, танк отвратительнейший. Победил из 5 боев только 1 раз. Но все-таки каким-то образом победил. Несмотря на то, что у него не было никакой брони. Подвижность в этой игре ничего не решает вообще. В особенности на такой карте, потому что она рельефная, и твоя скорость сводится к нулю. Хотя, по идее, ты сможешь легко спрятаться за барханами с высокой скоростью. Но в моем случае скорость ничего не решила. Зато в World of Tanks я считаю, этот танк будет неплохим светляком. Если честно, этот танк был одним из моих фаворитов. И у него должна была быть высокая живучесть за счет крепкой маски пушки и игры от рельефа. Но я игру от рельефа не реализовал достаточно. Но думаю, что если бы я играл от рельефа, результат моей проверки серьезно бы не отличался. А теперь специальный ивент, о котором я уже рассказывал. Погнали! Теперь нас 4 против 2 сверхтяжелых танков. Однако, у меня есть преимущество в скорости, и пушка пробивает 169 мм. Вот и 2 сверхтяжелых танка передо мной. Ну, привет. Держи, почему ты не погиб. Ах ты скай. А я один. У нас неожиданные повороты. Второй и заключительный бой. Вижу 2 сверхтяжелых танка. Уже одного союзника потеряли. Передо мной Королевский Тигр и, наверное, 131. Но это не точно. Знакомый состав. Пока. И тебе тоже кранты. Ну все. Давай, до свидания. Ты чё? Ты меня танканул, и я один остался. Я чё, опять проиграю, что ли? Да ладно. На моем супер легком танке я опять его не пробил.
мои УВН меня спасут. Не спасут. Промахнулся. Все, у меня есть окошко для выстрела сейчас. Прямо в борт. Есть! Победа! Подводя итог этого ивента, могу сказать, что больше я его не буду проводить, потому что он нестабильно работает и его очень сложно снимать. Я потратил больше 20 дублей, чтобы снять вот эти 4 боя, поэтому нафиг надо. Но зато я ему придумал замену. Теперь вы мне сможете предлагать реплики танков для противостояния, в том числе и сверхтяжелых. Ссылка на Discord сервер, в котором вы мне сможете предложить вашу технику для участия в летсплее, в описании. В 15 серии летсплея Оцелот по итогам проверки смог победить только один раз. Причиной такого провала могла послужить неправильная игра на этом танке, поэтому сейчас я исправлю эту ошибку. И вот результаты перепроверки. Тяжелый танк ТИС-3. По моему мнению, это самый лучший тяжелый танк во всем моем дереве развития. Он в себе сочетает маленькие размеры, крепкое бронирование, лоб корпуса у него и башни 200 мм, что для 7 уровня очень хорошо. Но также он вооружен 152 мм гаубицей. Они ведь еще актуальны, фугасницы, да? Кроме того, этот танк рекордсмен по количеству дизайнов, которые я для него разработал. Всего было 5 итераций данного танка. Первая версия выглядит следующим образом. Вместо пулемета курсового у этого танка стоит 27 мм автопушка. И внешне он мне напоминает американский танк Т-30. Вот еще интересная кормовая ниша башни. Как видно по выхлопной системе, расположение двигателя у этого танка было продольное. Переходим к следующему дизайну. Вторую версию я сделал по подобию танка ИС-4. Расположение двигателя продольное. И внешне эта версия мне нравится больше всех. Третья версия была создана по подобию танка ПЗ-6. Расположение двигателя продольное. Четвертая версия была сделана по подобию третьей. И, наконец, финальный пятый вариант, который являлся логическим продолжением развития танков фирмы ТКМ. А теперь расскажу про историю появления этого танка. В начале 1944 года вооруженные силы архипелага объявили конкурс на штурмовой танк. Причиной этого стало то, что войска Германии очень плотно засели на 4-м острове, соорудив там множество огневых точек, и через них надо было как-то пробиваться. В конкурсе приняли участие фирмы ДМБ, ТКМ и ЕДРГ. Если честно, военные не очень-то и ждали работы от фирмы ТКМ, но танк ТИС-3 их приятно удивил. Немного забегая вперед, точнее в следующую серию, скажу, что ЕДРГ представили на конкурс танк, который они уже целый год пытались пропихнуть армии, но у них нифига не получалось. И спойлер, в этот раз у них тоже ничего не получилось. А что это за танк такой, расскажу в следующей серии. Говоря о ТИС-3, всего за годы войны было произведено 50 экземпляров данной машины. А что там с влиянием на ход войны? Расскажу вкратце. В производство этот танк поступил в середине 1944 года. Война Германии и архипелага закончилась в конце того же года победой архипелага. Можно, наверное, построить логическую связь между вот этими вот двумя событиями. Перед тем, как проверить этот танк в бою, давайте рассмотрим его чуть поподробнее. Бронирование бортов корпуса и башни равняется 100 мм. Кормы корпуса и башни 50 мм. На танке стоит новый двигатель мощностью в 495 лошадиных сил, который до этого применялся на легком танке Оцелот.
В башне располагались 4 человека экипажа, 2 из которых были заряжающими. А все из-за раздельного заряжания 152 мм гаубицы. Заряжающий по левому борту загружал снаряды, а по правому – пороховые заряды. Места для командира сзади не осталось, поэтому его передвинули вперед и дали ему в распоряжение зенитный пулемет. Опять рифма. Короче, еще по бортам этой башни стояли пусковые установки для дымовых шашек. Больше мне сказать нечего. Но разве что экипажи вешали на лоб корпуса запасные траки для увеличения значения брони. Потому что пусть ее наклон равнялся 60 градусам, обычно угол встречи был поменьше. Поэтому проведенная толщина равнялась не 200 мм, а 170. И чтобы это исправить, они вот вешали на лоб корпуса запасные траки. И напоследок я расскажу про поставки вооружения, которые получал Вермахт для борьбы с архипелагом. В середине 1943 года Главное командование Германии приняло решение увеличить поставки вооружения после потери контроля над вторым островом. Но у них ничего не получилось, потому что штат подлодок, который они использовали для транспортировки грузов, стал сокращаться, а борьба на Восточном фронте истощала ресурсы. Единственное, что им удалось, это увеличить качество поставляемого вооружения. На фронт стали поступать не только танки Е-50, но и даже Е-75, пусть и в очень ограниченных количествах. Но ситуацию это особо не спасало. А на этом пока все. Возвращаемся к проверке танка. Ну что, погнали. По итогам проверки я могу сказать, что танк ТИС-3, несмотря на свою низкую проходимость, оказался хорошим универсальным тяжелым танком прорыва. А 152 мм АПЧ снаряды оказались очень даже полезными при борьбе с некоторыми танками, например с FHT. Перед обзором следующей машины я проведу 4 дуэли между двумя штурмовыми танками, а именно ТИС-3 и ОНИ. Я давно задавался вопросом, какой танк лучше, и теперь у меня появилась возможность это узнать. Ну что, погнали! По итогам дуэли, ТИС-3 вышел абсолютным победителем. Конечно, против меня играл бот, что не очень честно. Однако, думаю, результаты дуэли с реальным игроком не отличались бы. А все дело в преимуществах ТИС-3 перед ОНИ. Он маневреннее, меньше, его борта толще бронированы. ПТ-САУ 7 уровня «Рысь». Эта машина была создана как платформа для нового противотанкового орудия калибром 105 мм, которое появилось в начале 1944 года. Сама же ПТ-САУ поступила на испытания в середине того же года. У внимательных зрителей, наверное, возник вопрос, а какой был смысл делать еще одну ПТ-САУ, если на вооружении стояла В2ТД, в рубку которой новая 105 мм пушка поместилась бы без проблем? А причина проста. Это подвижность новой платформы на базе танка Оцелот. Как вы помните из прошлого видео, этот легкий танк мог разогнаться до 65 км в час. Говоря о бронировании этой ПТ-САУ, оно было посредственным и могло защитить максимум от пушки ПАХ-38
калибром 50 мм. Кстати, я давно не говорил про оружие других стран в моей альтернативной вселенной. Говоря о Германии, то с середины 1942 года они стали привозить на острова архипелага как можно больше противотанковых пушек ПАК-40. А все из-за появления танков ТИС-2 с их 120 мм лобовой броней. Давайте вернемся к ПТ-САУ. Обзор на рубку. Люк для подачи снарядов, люк заряжающего, люк наводчика, командирская башенка. И зенитный пулемет стоит не перед командирской башенкой, а позади рубки. Так что для доступа к нему нужно из рубки кому-то выйти через вот этот вот люк или вот этот и вести из него огонь на присядках. Что на самом деле лучше, чем стоя, потому что меньшая часть твоего тела находится под обстрелом. Кстати, у заряжающего в распоряжении есть 2 смотровых прибора и 3 пусковые установки для выпуска дымовых шашек или гранат. В остальном эта машина от танка Оцелот ничем не отличается. Но разве что переработанными люками радиста и мехвода. После длительного цикла испытаний эту ПТ-САУ приняли на вооружение. Всего было произведено около 70 экземпляров. Поэтому давайте сейчас проверим, насколько эта машина хороша. Да начнется проверка. А пока продолжается проверка, я немного расскажу о противотанковой артиллерии Германии в моей альтернативной вселенной. При вторжении на острова основными орудиями были ПАК-36 в количестве 15 штук. Также одну четверть составляли трофейные французские орудия СА-Л. Они оказались довольно эффективными, и поэтому армия продолжила получать эти орудия вплоть до появления В-5Б на поле боя. Его 80 мм лобовая броня потребовала обновления в арсенале. Этим обновлением стала 50 мм ПАК-38, который хорошо зарекомендовал себя на Восточном фронте. В середине 1942 года к этим орудиям в единичных экземплярах присоединились ПАК-40, а немного позже состоялся дебют танков ТИС-2 с их неуязвимой 120 мм лобовой броней. Армии вновь потребовалась обновка, и спустя год единственным противотанковым орудием стало ПАК-40 и осталось таковым до поражения в войне с архипелагом. Кроме того, в качестве противотанкового орудия использовались 88 мм зенитки ФЛАГ-36-37, снятые с подводных лодок. Первое и ограниченное применение состоялось в 1941 году для противодействия В-5Б, массовое в 1944 году, когда противотанковая артиллерия вновь не справилась с новым вызовом, а именно с танками ТИС-3. На этом я, пожалуй, закончу. Возвращаемся к проверке. По итогам проверки ПТ-САУ «Рысь» могу сказать, что она меня немножечко разочаровала. Потому что не думал, что легкие танки будут для этой ПТ-САУ проблемой. Но все оказалось ровно наоборот. ЛТ ПТ-САУ рознь. А слив в 5-м бою – это просто рекорд галактики. В дискорд-сервере моего канала проходил конкурс на танк из дерева развития страны Архипелаг. Победителем стал Руфя с его танком В6Б-К. Расскажу об этой машине поподробнее. Под впечатлением от ТИС-2 в 1942 году фирма ДМБ разработала концепцию нового единого класса танков под названием ОБТ, что расшифровывалось как «Основной боевой танк». Первой машиной в данном классе стал танк В6Б-К. В качестве вооружения выбрали длинноствольное 90 мм экспериментальное орудие с пробитием в 152 мм. Что касается МТО, то двигатель и трансмиссия также были экспериментальными. Бронирование. Лоб корпуса 90 мм, лоб башни 130 мм, борт корпуса 75 мм,
Борт башни 70 мм. Корма корпуса 65 мм. Корма башни 60 мм. Как видите, инженеры фирмы ДМБ очень сильно замахнулись, и по бронированию этот танк был скорее тяжелым. По итогу испытаний В6БК военная комиссия вынесла вердикт. Во-первых, военным не понравилась сама идея создания одного общего класса техники. Во-вторых, общая дороговизна танка из-за множества экспериментальных наработок поставили жирный крест на массовом производстве этой машины. Короче, танк был слишком инновационным. Единственный прототип этого танка до сих пор хранится в Музее танковых сил Архипелага. Ну что, давайте проверим, насколько этот танк опережал свое время и как он себя покажет в бою. По итогам испытания этого танка могу выделить 3 его недостатка. Первые 2 – это поворотливость и задний ход. Эти 2 характеристики, а точнее их почти полное отсутствие, меня очень сильно бесили, потому что когда надо, танк либо не поворачивался, либо не тормозил. Третий недостаток – это толстая лобовая броня, которая очень даже хорошо пробивалась. Короче, В6БК свою дороговизну не оправдал. На 7 уровне располагается оригинальный танк фирмы ЕДРГ Лев. Казалось бы, при чем тут Тигр Порше? Или Пигр? Сейчас объясню. В 1941 году на танке В1Д испытали прототип электрической трансмиссии. По итогам испытаний она показала себя работоспособной и весьма надежной. Однако в массовое производство не поступила. На это была одна причина. Армия архипелага не нуждалась в сверхтяжелых танках, для которых этот вид трансмиссии и создавался. А для обычных тяжелых танков такая трансмиссия была избыточной мерой. Проходит год, и на поле боя со стороны вермахта появляются новые тяжелые танки – Тигры Порше. В моей альтернативной вселенной они победили в конкурсе. И спустя некоторое время ЕДРГ получает подгон от армии. Сравнительно целый образец. Его отправили с целью изучения вражеских наработок. Однако фирма решила пойти еще дальше, так как в ходе изучения МТО машины инженеры обнаружили спарку 2 двигателей и электрическую трансмиссию. А подобные технологии уже отрабатывались ранее, и поэтому было принято решение скопировать танк с использованием отечественных агрегатов. Танку дали название «Лев» и присудили сверхтяжелый класс. Спустя полгода ЕДРГ предложили армии испытать их уникальную разработку. Такого танка военное командование архипелага еще не видело. Ну, почти. Однако Лев стал первым танком, в испытаниях которого был дан отказ. Причина была одна – дружественный огонь. Копирование не только концепта, но и внешнего вида вражеского танка было большой ошибкой. Однако год спустя этот танк был выдвинут на конкурс штурмовых машин, и там испытания все-таки провели. Так, для галочки, потому что на полном серьезе его как вариант никто не хотел рассматривать. И теперь пора провести этому танку тест по-настоящему. Меня вот больше всего интересует, не слишком ли слабое у него орудие. Ну что, погнали!
Как давно у меня танк проходил проверку на отлично? Я, если честно, не помню. Несмотря на свое слабое орудие, слабее, чем у оригинального Тигра Porsche, Льву это не помешало превзойти ТИС-3 по эффективности на поле боя. У меня есть свое объяснение такого результата. Пусть у этих танков одинаковая поворотливость, подвижность у Льва выше, и это дало ему весомое преимущество, позволившее победить 5 раз подряд. Получается, этот тяж самый топовый из всех, что я проверял. Первый сетежу танка архипелага V1D. Перед обзором его характеристики и конструкции, я, пожалуй, расскажу, как мне пришла в голову идея такого танка. Итак, у меня была вот такая книга, и в сегменте с танком С-35 на 246 странице было вот такое вот примечание. Или факт. Я тогда прочитал название французского танка по-русски и по ошибке думал, что речь идет о неком V1, а не B1. Так у меня в голове закрепился образ мифического тяжелого танка. Чуть раньше в этой же книге есть сегмент о танке Crusader на странице 198, в котором говорится: после того, как я прочитал всю книгу, эти два факта по какой-то причине и смешались в моей голове, и получилось вот это. Уже в первом боях англичане понесли тяжелейшие потери в новых танках, но здесь вины Crusader нет. Противостоять огню 88 мм зенитах не мог один танк того времени, за исключением V1. Итак, в моей голове родился образ мифического, предположительно сверхтяжелого танка из 1941 года. Этот факт в моей голове крепко застрял, и я даже начал думать, что такое реально было написано в книге. Короче, идем дальше по таймлайну. В 2017 году я придумал государство Архипелаг. В 2018 начал играть в World of Tanks, и тогда появилось дерево развития техники этой страны. Летом того же года прошло событие «Линия фронта», для участия в котором нужно было иметь танк 8 уровня в гараже, либо выбрать из двух предлагаемых вариантов – Т-44 и Т-32. Из них мне больше всего понравился американец, в особенности распределение его бронирования, где борта корпуса были бумажными, а лоб башни как из бедрока. Я решил добавить подобный танк в свою ветку. Мой аналог должен был быть защищен от топового орудия 8 уровня – 88 мм пушки Королевского Тигра, которая была основана на зенитке. И тут я вспомнил о том странном танке, который у меня давно лежал в голове и просто идеально подходил на это место. Вот так все и сложилось. А теперь пора рассказать, что он из себя представляет. С точки зрения лора, V1D был скорее площадкой для новых технологий, хотя изначально был изготовлен как параноидальная реакция на применение немцами 88 мм зениток в качестве противотанковых орудий. И тогда генералы решили, что таких орудий скоро будут сотни, и настоящие на вооружение танки станут просто бесполезными. Поэтому не потребовали от инженеров сделать настоящую бронированную крепость, чтобы дать отпор новой угрозе. Однако из-за ограничения технологий, этот танк все, что получилось у фирмы ДМП. Другие вообще в этом участие, кстати, не принимали. Было построено всего 4 опытных образца. И, как я говорил раньше, их стали использовать в различных тестах. Например, один из танков был оборудован пружинной подвеской, а следующий пошел на шасси до новой САУ. По итогам разработки машины стало ясно, что зенитное орудие у захватчиков есть в очень ограниченных количествах, и то применение было скорее исключением из правила, чем новой практикой. И только в конце войны от безысходности их стали применять массово. С этой новостью необходимость в такой машине сама собой отпала, даже несмотря на то, что главная инновация, электрическая трансмиссия, себя хорошо показала, как и, впрочем, все агрегаты танка. Естественно, на вооружение его не приняли. Да и вместе с ним отложили в долгий ящик программу по снаряжению всех будущих тяжелых танков электрической трансмиссии из-за ее дороговизны и меньшей предположительной массы новой техники. А теперь пора проверить, как же этот танк показал бы себя в бою, если бы был нужен. Погнали!
Танк прошел тест на отлично, взяв победу числом. Сочетание непробиваемого ЛПА, бумажных портов и 125 мм пушки сделали веселый танчик. Его успешность зависит только от того, как на нем играть, а вариантов немного, точнее один. Идти в атаку, но стремиться на полпути и ваншотить команду противников с дистанции, пока тебя не могут зайти в борт. Был бы такой сортировой танк эффективен в качестве танка прорыва? Я думаю, нет. Слишком уж много компромиссов было сделано, и от технического задания ушли слишком далеко. ВС Архипелага таким образом ничего не потеряли. В середине 43 года стали поступать доклады о больших потерях САУ В2ТД из-за слабого бронирования. Об этой ситуации раньше всех, благодаря своему положению, узнала фирма ЕДРГ. К тому моменту они почти доделали аналог Тигра Porsche из 17 серии, и тут им пришла идея построить тяжелую ПТ-САУ на его шасси. Разработка машины затянулась, и она вышла с цехов завода позже танка, получив идентичное название, после его фиаско в середине того же года. А теперь перейдем к своей машине. С бронированием все в порядке. 200 мм в лбу к тому времени были непробиваемыми, а 80 мм борта были явно надежнее 20 мм. Короче, от вражеского огня машина защищена. А чем она может ответить? Главным орудием для САУ выбрали 95 мм пушку, которая отлично себя показала на В2ТД. Инженеры хотели изначально поставить орудие побольше, но, во-первых, у них не было доступа к 125 мм орудию, и, во-вторых, оно бы просто не поместилось в тесной рубке. В остальном САУ от танка ничем не отличалось. Итак, бронирование есть, пушка вроде бы неплохая, моторно-трансмиссионная группа работает хорошо, и машина не похожа на танки противника. Вот ее точно должны одобрить, думали инженеры ЕДРГ. Но реальность полна разочарований, и САУ до вооружения не приняли. У комиссии были две большие претензии. У Льва не было свободного места для более мощной пушки, и для своей весовой категории орудие было слабовато, а электрическая трансмиссия была дорога в производстве. К тому же эта машина решала несуществующую проблему, ведь еще до ее испытаний военные пересмотрели тактику применения В2ТД, и уровень потерь значительно снизился. Однако ЕДРГ получили ценный опыт и провели работу над ошибками в ПТ-САУ «Рысь». Такие дела. Ну, больше не будем задерживаться и начнем примерку Льва в прямом столкновении с противником, на что он и был рассчитан. Меня это САУ удивило. Я думал, что боты не смогут идти нормально управлять и будут тупить из-за сложной кастомной маски, но в итоге все получилось ровно наоборот. Лучшего перформанса от отсутственных ботов я еще не видел, но это не самое главное. Говоря о самой САУ, то по геймплею она очень похожа на Т-15. Пусть на ней стоит не самое пробивное орудие, у него зато маленький КД и большой боезапас, который позволяет нащупать слабые места в броне противника. Лобовая броня для 8 уровня может быть и не супер, но иногда спасает, поэтому лучше держать дистанцию. В общем, у меня появился фаворит среди ПТ-САУ Архипелага. Пусть Т-3 и были лишь частью танкового парка, они понравились командованию настолько, что они решили оставить и развивать только их. В 1947 году публике на Параде Победы была представлена модификация с 125 мм пушкой. Было произведено 12 новых машин и 20 старых было переоборудовано. Однако танки Т-3 были слишком тяжелыми и к тому же стали вырабатывать свой ресурс, поэтому без обновки армии Архипелага нельзя было обойтись, надо было спешить. И тут, как кстати, в 1949 году фирма ДМБ представила танк нового класса – ОБТ. После серии испытаний 8Б приняли на вооружение. Однако тяжелая реабилитация промышленности отложила их планы, и военным пришлось еще немного поэксплуатировать Т-3.
Перед тем, как наконец, в 1953 году новый танк стал поступать в части. Итак, приступим к его обзору. Конструкция. Главной отличительной чертой этого танка был низкий профиль корпуса. С каждым новым двигателем танки архипелага становились все выше, и попасть по ним становилось все легче. Чтобы решить эту проблему и сэкономить на массе, 8Б обладал низким профилем. Это повысило его живучесть без необходимости наращивания брони. Говоря о распределении бронирования, то самыми защищенными местами были лоб корпуса и огромная маска пушки, которая перекрывала весь лоб башни. На втором месте были щеки башни, а борта же были достаточно тонкими. Но этот танк и не должен был их подставлять. При проектировании 8Б инженеры старались сделать его как можно более технологичным, и этого можно было добиться применением уже освоенных агрегатов. С этим относительно справились, без модификации все же не обошлось. В остальных деталях. Броненосцем вытаскивания в этом танке решили повесить на башню, наверное, чтобы на стволе орудия больше не подтягивались. А решение с расположением зенитного пулемета скопировали у В-2С. Теперь ходовая часть. В этом танке используем модифицированный двигатель на 495 лошадиных сил. Его изменение заключалось в понижении профиля, поэтому цилиндры поставили под большим углом к вертикали, сделав движок шире и убрали масляный насос на бок. В остальном у 8Б 6 опорных катков на борт и двойная трансмиссия. Уже классика. Вооружение. 8Б стал первым танком в моей вселенной, на котором было установлено орудие с эжектором пороховых газов. В реальности же такое устройство испытали в 1948 году на американском танке Т-26Е1. По остальным характеристикам, новое 105 мм орудие, к тому же компактное, не имеет дульного тормоза и совсем немного уступает Т-125, 45Y, 44 по бронепробиваемости. Танки архипелага снова опережают свое время. Экипаж. В башне сидело 3 человека по классической схеме, которую мы уже много раз видели. В корпусе сидел мехвод. Курсового пулемета у него не было, чтобы не ослаблять броню. Прочие факты. Общий выпуск этого танка составил около 500 единиц, наконец побив рекорд В1Б. Что касается самого класса машины, то если вы не знали, ОБТ – это машина, не имеющая компромиссов. Скорость, броня и орудие – все на высоком уровне. Наличие или отсутствие комбинированной брони не имеет к этому отношения. Так что 8Б – один из первых ОБТ, наравне с Т-54 и поздними модификациями Центуриона. Ну все, хватит болтать. Пора уже проверить, насколько хорош этот новый класс в бою. Погнали! Универсальная машина. Он не только может победить почти любой танк противника, так еще и забираться на возвышенности умеет. Обычно это были непреодолимые препятствия. Военное командование архипелага сделало правильные выводы, а фирма ДМБ попала в золотую середину. Третий участник конкурса на танк прорыва 1944 года. Тяжелый и средний по классификации World of Tanks В-2С. Главный соперник ТИС-3 и первый по-настоящему тяжелый танк фирмы ДМБ. Начнем с конструкции. Впервые на танке архипелага появились полноценные спансоны. Их добавили, чтобы корпус расширить под большую башню, и еще нужно было место для хранения боеприпасов к 125 мм орудию. А распределение бронирования у этого танка довольно интересное. Самая защищенная часть – это лоб корпуса. Лоб башни чуть слабее, с бортами же есть проблемы. Щеки башни при незначительном повороте становятся слабым местом, а борта корпуса так вообще могут защитить только от устаревшей 37 мм противотанковой пушки, которую немцы уже на том периоде войны не использовали. Это, конечно, если бить потолком в 90 градусов,
Но все же это позорно по сравнению с ТИС-3. Подводя итог, добавлю, что этот танк определяли два вдохновителя – ПВ-214 и Е-50. И если вы знаете эти танки, то быстро заметите, что откуда взято. Теперь ходовая часть. Двигатель на 495 лошадиных сил стоит поперек. Та же система применялась на ТИС-3. 6 опорных катков на борт тоже было. Трансмиссия двойная уже не инновация. Едем дальше. Вооружение. Самая главная часть в танке прорыва. Ведь надо же чем-то оборону подавлять. Главным орудием ДМБ снова выбирает новейший образец. Ну почти. Такие дела, что еще в 1941 году первая версия этой пушки была протестирована на В1Д. Потом был перерыв в 3 года, и в 1944 это орудие переработали. Самым главным изменением было раздельное заряжание, так как таскать 30-килограммовые снаряды было слишком тяжело, и скорострельность быстро падала. Следующее важное изменение – это бронепробиваемость. Оно выросло до 269 мм. Кроме уничтожения вражеских танков, 125 мм орудие могло и огневые точки подавлять, и покрывать большую площадь при выстреле осколочно-фугасным снарядом. В общем, универсальная вещь. Экипаж. В башне сидело 3 человека. Заряжающий, командир и наводчик. Впервые в корпусе не было курсового пулемета, так что там сидел только один мехвод. Фирма ДМБ учится на своих ошибках, и поэтому у В2С по сравнению с предком база, пушка и двигатель все были новые, все были мощные. Но зато на этом танке был один заряжающий за 125 мм орудием и картонные борта. Гениально! Танк прорыва, который не может идти в атаку, потому что его сразу же подобьют. В 16 серии, как вы помните, ТИС-3 держал прямые попадания в борт и быстро мог дать сдачи. Ну ладно, давайте лучше разберемся, сильно ли эти недостатки будут мешать, и почему этот танк записан средним по классификации World of Tanks. Погнали! Давно у меня не было такого количества поражений. Получается, опасения в военной комиссии оказались реальными. В фирме ДМБ сделали хорошую машину, но задание было другое. По этой причине в конкурсе победил ТИС-3, так как он был единственным танком прорыва, представленным на том конкурсе. А что касается классификации В2С, как среднего в World of Tanks, то его на 8 уровень не поставишь, потому что станет имбой, а на 9 броня слабовата. ПТСАУ 9 уровня ТШ-3. Это последнее творение ТКМ в дереве развития техники Архипелага. Давайте же посмотрим, что они оставили на прощание. Конструкция. Как вы помните, аббревиатура ТШ относится к тестовому шасси, так что этот аппарат в бой не годится. Предыдущая модель была построена раньше танка, чтобы провести ходовые испытания, а вот ТШ-3 наоборот сделали после ТИС-3 и спроектировали специально для испытаний вооружения, которое не помещалось в башню. Подвижность. 3 передних опорных катка были укреплены вместе с подвеской, потому что центр тяжести машины смещался бы вперед из-за тяжелых орудий. МТО перешло от танка без изменений. Вооружение. Причиной создания этой машины послужила одна пушка. В 1944 году 137 мм морское орудие решили сконвертировать в противотанковое. Правда, оно оказалось слишком огромным и тяжелым, поэтому его слегка подрезали то тут, то там.
но бронепробиваемость все равно осталась на запредельном уровне. Заряжание было раздельным, а возвратных пружин было аж 2 пары. И еще у этой пушки не было дульного тормоза. При таких характеристиках это, конечно, круто. Экипаж. В рубке работали командир, наводчик и 2 заряжающих. Место мехвода в корпусе не изменилось. Прочие факты. У меня нигде не написано, какие еще орудия тестировались на этом шасси и как долго его использовали. А знать хочется. Зато я точно знаю, что был построен только 1 экземпляр, а также ТШ-3. Не везло с собой запасных частей, потому что ездила только по просторам полигона. Обзор получился короткий. А теперь пришла пора использовать эту машину не по назначению и удивляться, почему же она так плохо воюет. Wargaming молодцы, нашли чем заполнить пустое место на 9 уровне. Корыто было успешно разбито. Балансным это не назовешь, но некоторые машины бывают просто менее играбельными. Что ж поделать. Грянул 2-й год обзора ветрок с яблоками, а танки еще не заканчиваются. Спасибо. На очереди у нас первый по-настоящему сверхтяжелый танк. Короче, называется Щит. Что касается лора, то его нет. Wargaming вы думали танк. Но по их словам его разрабатывал один конструктор из фирмы EDRG по личной инициативе на конкурс 1944 года. Конструкция. Я подумал, что World of Tanks не хватает еще одного Е100. По назначению это танк прорыва. Броня у него есть, но дырок больше. А все потому что баланс. И понять его затруднительно. Зато у этого сверхтяжелого танка массой в 65 тонн есть 2 двигателя по 495 лошадиных сил и электрическая трансмиссия. Этого почти достаточно, чтобы взлететь. Подвеска у катков сложная и экраны являются ее частью. А что если поставить пушку от ПТСАУ в ТТ? С этим танком появится возможность попробовать такой эксперимент. Наконец, я смогу пробивать средние танки из предложки. Экипаж. 5 человек в башне. Командир, наводчик, 2 заряжающих. И бездельника. Мехвод в корпусе. А где, блин, еще? Прочие факты. Я мучился над этим сценарием 3 дня. Что за на... Так, а теперь серьезно. Дисклеймер вы, надеюсь, прочитали. И если вы не знали, что такое ритм, то теперь знаете. Я намешал кусочки своих реплик из моего летсплея, специально по поводу юбилея. Теперь поговорим про сам танк. Он изображен в тетради. А именно так я их и рисовал сначала, перед тем, как перешел на листы А4, так как рисунки на них получались чище. Поэтому SHT-1 это один из первых танков, которые я придумал, и назывался он раньше V2D. Однако после перевода рисунков на новый формат, я понял, что в фирме ДМБ было нелепо в 1944
1994 году строить сверхтяж после провала В1Д. Поэтому я решил отдать этот танк в фильме ЕДРГ и вообще сделать его вымыслом ВГ. Они таким часто грешат. Вот так и произошло, это перечеркивание его названия. Только вот я забыл его чертеж перевести в новый формат. Ну и ладно. А теперь к другой теме. Особо внимательные заметили, что на 10 уровне все еще есть V2D. Однако его не стоит путать с тем V2D, который был раньше. Этот экземпляр проектировали параллельно с тестированием V1D. И когда последнего в 1941 году отклонили от принятия на вооружение, работы по бумажному танку свернули. Кстати, у меня нет рисунка этого танка, поэтому ждите конкурса на ваше видение этой машины в Discord сервере. Серьезная болтовня на этом заканчивается, давайте посмотрим на итоги проверки. Если честно, я ожидал худшего, но, несмотря на то, что этот танк мем, он получился хорошим. Такие дела. Сколько времени прошло с последней САУ? Больше года. Однако норма страданий игроков World of Tanks должна быть восполнена. Поэтому встречайте последнюю арту архипелага V2FS, разумеется, 10 уровня. Конструкция. Осенью 1941 года САУ V1FS стали заканчиваться, и появился спрос на самоходную артиллерию поддержки. Руководство фирмы ДМБ это заметило и дало задание конструкторскому бюро создать САУ на новом шасси. Команда, недолго думая, взяла за основу отмененный танк V1D, а точнее 2 прототипа из 4. Башню заменили на рубку с круговым противопульным бронированием, так как в САУ решили поставить экспериментальную 183 мм гаубицу, которая занимала много места. Также в той структуре корма и часть крыши прикрывались лишь тентом, который можно было опустить. На лоб корпуса закрепили дополнительные экраны, чтобы уменьшить подкидывание САУ вверх от отдачи, и также расположение выхлопных труб было изменено. Теперь ходовая часть. От танка на САУ МТО перешло без изменений, поэтому электрическая трансмиссия съедает немного места у боевого отделения. Обе машины были построены на шасси V1D, торсионной подвеской. Вооружение. 183 мм гаубицу обслуживали 3 человека, двое из них заряжающие. Заряжание такой махины, разумеется, раздельное. На крыше рубки можно заметить 2 лебедки для погрузки этих массивных боеприпасов, которых помещалось всего 16 штук. Что касается истории этой пушки, то она началась с морского орудия, которое урезали до тех пор, пока оно не подошло под требования наземных гаубиц. Экипаж. Место мехвода не изменилось, а в рубке сидели или стояли 4 человека. У командира была своя башенка, однако было намного удобнее поднять тент, накрывавший часть крыши, и получить гораздо лучший обзор. Итак, с обзором САУ закончили, а теперь пришла пора лора. В ходе испытаний военные были в восторге от факта, что есть шасси, способное выдержать 183 мм орудие. Однако, в начале 1942 года на вооружение приняли машину от фирмы ТКМ САУ-1. V2FS, которая еще проходила испытания, больше не была нужна, но все же 2 особенных прототипа решили отправить на фронт. 2 года эти машины прослужили до тех пор, пока они износились, и только одна дошла до наших дней в качестве музейного экспоната. На этом все. Пришла пора использовать очередную САУ не по назначению. Погнали!
А чё? И вправду не влияет. На сервере прошел конкурс на видение танка из дерева развития архипелага В8Б. И первое место взяла машина от конструктора из КБ МИС, автор лора и танка Альтаир. Танк В8Б был введен в эксплуатацию в 1965 году. Разработанный фирмой ДМБ в ответ на уникальные потребности этой страны, он стал символом мощи и защиты в холмистых и лесных районах архипелага. Броня толстая и надежная, устойчивая к различным видам атак, обеспечивает надежную защиту для экипажа и важных систем. Маневренность. Специально разработанные гусеницы и подвеска обеспечивают отличную маневренность в лесной местности и на холмистых участках, а надежный и мощный двигатель никогда не подведет в трудной ситуации. Вооружение. В8Б оснащен мощным орудием калибра 105 мм, способным поражать цели на больших дистанциях. Также у него есть пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм для борьбы с пехотой и легкой техникой. Системы связи и управления. Современные системы связи и управления позволяют экипажу В8Б оставаться в постоянной связи с командованием и эффективно координировать действия на поле боя. Оборудование. Танк оснащен новым ПНВ и средним стабилизатором орудия для еще большей точности и уверенности, что цель будет поражена. Танк В8Б нашел свое применение в разнообразных условиях архипелага. В лесной местности и на холмистых участках его мощное вооружение и маневренность делают его неотъемлемым элементом обороны страны. В общем, на словах он хорош, а теперь пора проверить его в реальном бою. Класс ОБТ в очередной раз доказывает свое превосходство даже над сверхтяжелыми машинами типа ПЗ-Р6. У В8Б есть неуязвимая лобовая броня, мощное орудие и самое главное маневренность. Наличие таких преимуществ в одном танке окончательно добивает баланс в моем дереве развития. Ну и ладно. В Discord-сервере моего канала прошел последний конкурс на видение утерянного танка архипелага. В этот раз участникам предстояло сделать сверхтяжелый танк 10 уровня В2Д. И победила в конкурсе версия от конструктора Михалыча, представителя КБ МИК. История. Летом 1941 года ДМБ разрабатывала В1Д по заказу военных. В тот период фирму хорошо финансировали, и поэтому было решено параллельно запустить проект по своей инициативе. Инженеры посчитали нужным создание мобильных дотов для передовых линий фронта, так как возводить укрепления было долгим процессом. В августе проект дошел до стадии эскиза, однако работа над дальнейшей детализацией не началась, потому что в том месяце военные после очередных тестов В1Д отменили свой заказ, так как их опасения оказались ложными. Такая отмена вернула здравый смысл в умы инженеров, и они перестали витать в облаках, бросив проект подвижной огневой точки. Однако, документация по этой машине сохранилась, и Wargaming воплотили задумку в игровом мире. Конструкция. У этого танка нет башни кругового вращения, зато есть две с ограниченным сектором в 270 градусов. Такая компоновка была обусловлена особенностями применения данной машины и габаритами главного орудия. На крыше корпуса стоит башня со спаркой зенитных пулеметов. Так как этой машине нужна защита от воздушных атак,
из-за больших габаритов и низкой подвижности. Крыша МТО прикрыта фермой с решеткой против гранат. Однако эффективность такого средства защиты сомнительна. Зато броня крыши толщиной в 5 см точно спасет от вражеских штурмовиков. Так же, как и 5 см днища, спасут экипаж от мин. Бронирование танка в лобовой проекции надежно защищает не только от зенитных орудий, но и способно поглотить кинетическую энергию крупнокалиберной артиллерии, как и полагается в защите долговременной огневой точки. Бортовая броня очень тонкая в сравнении, но это потому, что танк всегда будет повернут к противнику лбом, а если противник попытается зайти сбоку, его подстрелят орудия из вспомогательных башен. Подвижность. Для приведения в движение этого монстра используется неизвестная модель двигателя на 735 лошадиных сил. Модель трансмиссии также неизвестна. Ходовая часть состоит из 10 опорных катков на борт с торсионной подвеской. Расположение ведущего колеса заднее. Также на танке почему-то стоят траки фирмы ТКМ. Скорее всего, это ошибка интерпретации Wargaming. Вооружение. Главное орудие было закреплено в корпусе. Эта экспериментальная 203 мм гаубица была основана на морском орудии, но имела с ним крайне мало общего. Боекомплект к ней должен был состоять из осколочно-фугасных снарядов. Однако в игровой адаптации орудию придумали бронебойные снаряды. Что касается второстепенных пушек, то у них нет реального аналога. Скорее всего, они были просто эскизными и не отображали реальную модель, но Wargaming приняли их за какой-то экспериментальный образец и дали им несвойственный пушкам архипелага калибр 76 мм. Экипаж. Из-за большого количества орудий экипаж был соответствующий. Всего в машине обитало 8 человек в таком составе. 2 заряжающих основного орудия, наводчик этого же орудия, механик-водитель и по одному наводчику и заряжающему для вспомогательных орудий. И что я могу сказать? В теории машина впечатляет, но мы сюда пришли узнать, как дела обстоят на практике. Так что погнали! Этот мобильный ДОТ был создан для того, чтобы стать на позицию и отстреливаться. Однако, даже с этой ролью он плохо справился. Я, использовал его строго по назначению. Но, получается, у архипелага есть свой Т-95, только на 10 уровне и более ущербный. Инженеры ДМБ и вправду витали в облаках с таким дизайном в уме. Не рекомендую. Вот и пришло время последней ПТСАУ в дереве развития техники архипелага. История. В 1945 году инженеры фирмы ДМБ прозрели и заметили, что у всех видов гусеничной бронетехники разное шасси. Они указали военным на проблему, и те сказали, что единая база была бы удобнее. Этого ответа оказалось достаточно, чтобы в ДМБ начали разработку универсального шасси на собственные средства. По плану на этой базе хотели сделать танк, БМП, ПТСАУ и САУ. 2 года спустя сам проект с конфигурацией ПТСАУ представили военным. Однако те сказали, что
что только гипотетически согласились с тем, что им нужна единая база. Однако по факту их бюджет урезали, так как стране нужны были деньги для восстановления после войны. Так что финансировать этот проект они в полной мере не смогли бы. Однако ПТСАУ им понравилось, и они заказали 30 единиц. Производство шло медленно, и только в 1956 году смогли сдать последнюю машину. После этого проект закрыли, потому что армия недавно получила новые танки, и само шасси было слишком тяжелым. К тому же в фирме ДМБ заказали новую и более легкую базу. Конструкция. Эта ПТСАУ отличалась от других наличием башни с ограниченным сектором поворота 180 градусов. Лобовая броня в 300 мм надежно защищала ее от любого адекватного противотанкового средства. Бортовая броня этой машине досталась от прародителя В2С, а вот защита кормы была даже слабее и спасала только от пуль. На заднем расположении башни странности компоновки этой машины не заканчиваются, и за самой башней в корпусе был расположен отсек длиной около 80 сантиметров. Он мог быть использован для установки расширенной радиостанции, дополнительного боекомплекта, хранения личных вещей и даже для десанта из 3 человек. Подвижность. Ходовая часть состоит из 7 опорных катков на борт и ведущего колеса переднего расположения. Для архипелага это необычно. В моторном отделении стоит уже давно знакомый двигатель на 495 лошадиных сил. Однако на ранних стадиях проектирования это шасси планировали оснастить новым двигателем на 720 лошадиных сил, но сроки его завершения постоянно откладывались. Кстати, у него была X-образная компоновка с 12 цилиндрами, поэтому он был довольно коротким. Вооружение. В этой ПТСАУ стоит новое 137 мм орудие, которое уже тестировали ТКМ на своем шасси. С тех пор оно не изменилось. Заряжание раздельное, а весь боезапас состоит из бронебойных снарядов. Не самая лучшая идея. Еще у командира на башенке закреплен крупнокалиберный пулемет. Экипаж. Командир, 2 заряжающих и наводчик сидят в башне. Механик-водитель в корпусе. Десант был вооружен в зависимости от ситуации. Обзор В3ТД на этом заканчивается. Теперь пора проверить ее в бою. Потерял ли архипелаг многое, выпустив эту машину в столь ограниченном количестве? Нет. Война уже прошла, да и сама идея ПТСАУ с толстой броней к тому времени устарела. А сама универсальная платформа была слишком тяжелой. Что касается характеристики V3TD с точки зрения World of Tanks, то это хорошая ПТСАУ. И самое главное, не подставлять борта. Это великий момент. Последний танк в дереве развития техники архипелага. Привет, МСВ. Это мой кактус. Гончая. Это средний премиум танк 10 уровня. Идея этой машины появилась в фирме ЕДРГ, пока они простаивали и ничего не делали. В 1965 году собрали прототип. По классификации World of Tanks это средний танк, но по факту это был ОБТ.
Главной идеей этой машины была самая плотная упаковка экипажа, чтобы снизить массу и создать быстрый танк с низким профилем, толстой броней и мощной пушкой. Для реализации пришлось переместить весь экипаж в башню, и им это удалось. Благодаря новой компоновке на танк весом всего в 30 тонн удалось поставить лобовую броню в 300 мм толщиной. Из-за того, что механик-водитель переместился в башню, конструктора придумали приборную панель, через которую он будет управлять машиной. Она, в свою очередь, управляла электромоторами, выполнявшими физическую работу по переключению передач. Далее на танк поставили завершенный двигатель на 720 лошадиных сил, который не смогли поставить на V3TD. Он X-образный, 12-цилиндровый, и форма у него квадратная, поэтому стоит вдоль корпуса. Трансмиссия двойная. В остальном инноваций больше нет. Орудие – это доработанная 125 мм пушка 1944 года, которой добавили эжектор пороховых газов. Заряжающего в составе команды не было, так как его функции выполнял автомат заряжания. Только вот про него подумали уже после того, как башню отлили, поэтому в корме пришлось вырезать кусок, чтобы приварить короб с боекомплектом и механизмом. Дедлайн завершения прототипа близился, и они не успели создать с нуля оборудование, с помощью которого механик-водитель и командир танка могли бы видеть внешний мир через камеры. Поэтому танк отправили военным без этих средств наблюдения, оставив на месте камер заглушки. Это сильно сказалось на возможностях машины для демонстрации, поэтому большая часть представления состояла из теории. В результате, после того, как военные посмотрели на это недоделанное чудо, они сказали, что оно им нафиг не нужно, и проект закрыли. Вот так и заканчивается история танка с большим количеством инноваций, и начинается его боевое тестирование. Как механик-водитель и командир будут управлять этой машиной в Sprocket? С помощью шестого чувства. Это самый проработанный танк во всем дереве техники развития. Что? Ему выделена целая страница текста с техническими описаниями. А это значит, что это был мой фаворит в прошлом. Но сейчас это просто последняя страница в нашем долгом путешествии. Мы попробовали всю технику архипелага вместе. И это было очень круто и безосновательно долго. А теперь пришло время последнего аккорда в этом летсплее. Переходим к ивенту «Дрожь земли». В чем смысл? В этом ивенте сверхтяжелые танки сражаются против других сверхтяжелых танков. По принципу модель против модели. В команде по 5 машин. Первые 3 боя я пройду на V2D. Против 3 машин из предложки. Следующие 3 боя на SHT-1 против тех же 3 машин из предложки. На V2D я играю на стороне защищающихся в этой карте, потому что это очень медленная машина, которая вообще дот на гусеницах, поэтому я буду использовать ее по назначению. Ну давай, катись. Мне в прицел. О, вот это попадание! Сейчас они пройдут через этот барьер оранжевый, и все, нам финиш. Хотя бы один из них пройдет. О,
Тут больше, чем один пройдет. Это все. Эта штука настолько медленная, что я даже не могу развернуться для того, чтобы прицелиться, блин. Я не могу развернуться вовремя, чтобы по нему попасть. Это все. Это финиш. Ну и что это такое? Ладно, продолжаем дальше. Все честно. И объективно. Не поспоришь. Это был Марк 64. Теперь против меня выступает Warlight Ghost. Давайте подождем. Это что за хрень? Это реально спиритический танк. Ну хотя бы гусеницу с него снял, ну хоть что-то. Не дам ему проехать дальше. Так, как с этим-то справиться? Давай, ну. Перезаряжайся. Уф, это траектория полета снаряда. А, мне гусеницу снесли, все, финиш. А нет, еще не конец. Да нет, конец. Или не конец. Все, еще не конец. Конец. Прощай. Чего? Я сейчас просто нажму F2. Чтобы мне надоело. Свинь. Да не я. Все честно, объективно. Теперь очередь ВЗ-50. Как интересно. Будет ли все по-другому? Наверное, нет. Я за ботами, конечно, не наблюдал, но мне кажется, они боковые орудия даже не используют. Я вот сам только в конце догадался их использовать, потому что у них скорость перезарядки хотя бы меньше. А противники, скорее всего, были слабо бронированные, раз такие быстрые. И хотя бы тебя я уничтожил, а? Вот так. Это... Думаешь, это все, да? Думаешь, у меня нет башен, да? Думаешь, я от тебя не упаду сейчас? Думаешь, ты в безопасности? Хотя он очень далеко. Я почти его пробил. Плохой выстрел, очень плохой. Да ну нафиг, наш смог сделать 1 килл. На этом часть с ВД закончилась. Внезапно после поражения они стали уничтожать танки противника. Как вовремя. А почему нельзя было сразу так делать? Теперь роли меняются. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, сильно лучше не станет, потому что у SHT-1, как назло, хилая броня. Зато он выглядит красиво. А еще очень быстрый. Как для сверхтяжелого танка. Но это потому, что брони почти нет. Я могу, в принципе, попытаться пересечь фронт на высокой скорости. И все, так победить. Это будет честно. Пускай союзники отвлекают, а я пока сделаю основную работу. Хотя мне, видимо, не позволят. Да, он уже меня ценится. А у меня тоже пушка. И не слабая.
может быть слабая. Опа, на наши киллы собирают. Не все так хорошо. Ты чё, прикалываешься? А ты чё, прикалываешься тоже? Ты куда поехал, а? Отступать? На тебе. Танку в корму не попал. Это позор. Сейчас он лбом повернется и все. Я его не пробью. Да? Пока я их отвлекал, какой-то из ботов сделал то, что хотел сделать я. Это победа. Честная победа. Командная работа. Это был Марк 54, теперь Warlight Host. Или же лампочка ультрафиолетового света. Но я не знаю, смогу ли его пробить. Разумеется, нет, а вот он меня, да. Потому что у меня есть слабое место. Прямо во лбу корпуса. Называется кольцо башни. Всего 80 мм парни. А у них пушки скорострельные. Я думаю, там пробить их больше, чем 80 мм. Поэтому мне не жить. Хотя я все еще живу. Потому что двигаюсь. Они как из пулемета стреляют. Почему мой бортом повернулся? Какой гений. Давайте. Пройдем через их фронт, и все будет готово. Я уже не знаю, что делать. Вот все. О, да. Почему я стреляю из апхе? Апхе. Вот так. Гусеницы снесли, все снесли мне. Остался последний танк, который заряжен правильными снарядами. Только вот это особо мне не поможет. Ничего не понял. Эти танки создают иллюзию того, что я использую X-Ray. Я пробил его рикошетом от земли. Бывает. А теперь ВЗ-50 и все. Ну что, последние покатушки на танке Архипелага. Я просто обязан победить. Конечно же, у меня апхе снаряды. Я кого-то смог подстрелить. На этом нельзя останавливаться, нужен второй фраг. Нет, не сгинул. Это мы сейчас победим, потому что у меня уже один из ботов моих едет к границе, к фронту точнее. Ну все, тебе кранты. Победа! Надо его добить. Какая-то фигня получилась. Почему они вообще его не замечают? Он что, призрак, что ли, для вас? Еще один. Все, второй фраг. Этот танк просто в шоке почему-то. Я его пробил. Он все еще жив. Все, еще минус один. Теперь твоя очередь. Нет. Это было близко. Ну все, теперь 100% победа. И вот на этом заканчивается весь летсплей с исследованием дерева развития техники Архипелага.
Еще в начале летсплея я обещал выложить всю технику архипелага в открытый доступ после его завершения. Поэтому в описании под этим видео есть ссылка приглашения на Discord сервер. Там будет канал «Блупринты техники», в котором вы сможете скачать архив со всей техникой архипелага. И на этом все. Пока-пока. Еще увидимся. Удачи!